Сухази, Хоббы хэш согласен. та совет дерса шундал. Давай, алло. Шун самый нормальный вариант, необитаемый остров, да, а шей государство создать Израиль, что поддержать вербор, сагамоваться, что шей намахать. Шей вовши, и что камела дешь только, да? И Та, Ютия, остров, да, остров Ютия он спонсирует, не остров Ютия. Освобождение, Альберт. Вот его утверждение, да, ценз, на чем базироваться дештуай? Инц о дюйцага, охча дюйцага, у противоречиях и он. Хадица. в первую очередь, ногче бусул дынница, а не был. Уверены вы в этом? 100%, потому что Айн проверки это, айн проверка мацаита, а мял бусел бу. я не обязан шун хуза фуэт ядиш. Проверка не должна быть. Достаточно того, что алхамдулилlah ног чего. Бусул бубос. Алхамдулилlah бусул бубос. Этого достаточно. Инсай щичи аллер нормально хиетон. А с никогда в жизни соищу я лауреацию, нормально цахит. Уже соответствует. Мацадо. Не соответствует. Адати асун из нормально цахит щич я лаур. Ну, хоть что, обещал, мамбу, хабеш, мамбу, хоть что, вот что, например, 80%. С полностью, шаддаг нормально, так, ночью, виллах, так любой, в буддизме, яллах, с побыл, да, и ночью, гуман, садуаш, полностью коренными зубами в рот надел лака с пустыничу назад, щичвай бах, бари, наях бах, бари, лаиш лил, бари, полностью теперь Санта-Барбара, яц, отдал назад коренными зубами им, чтобы они как по хадису, по сунне назад это приняли. И что теперь, какая проблема? Хабусал бубоа, я катер дуса, ажа. Вайквелланж дал эл хилищуй ала исан долум, ажа. Молитва раба не принимается, пока он не вернется к своему хозяину. И то он ведди, инз раб, лей уйцальни, и ведди, дал тюнгар амал оба лирят бог, ищи хозяина нюрте вогалц. И вайквеллан дал эл хижду эл гетион исандек. Коран ча эл дуис. Хатер дунсай. Коран, сурач, шадек, хадис, шадек, аддита. Ты вообще вот просто логический вопрос задай. Хоквеллан дейл уй, он мог такое сказать или нет? Ты слышал цитату, которую Джахар Дудаев приводил? Раб, не стремящийся выйти из рабства, заслуживает двойного рабства. Ты понимаешь же, что это полное противоречие вот этому, вот таким ценностям, да? Тут тебе наоборот говорит, раб, пытающийся выйти из рабства. Так получается, туда Аллахом дуал вел. Ну да, и вообще мимо с Аллахом, со своими усами не проходил. Это не та тема вообще. فري خاطر مخي الوقت لون Ни разу хазан дацкой, короче. Ну и خزر ديتا نيز خيتي on просто عين نيز خيتي on يوم Сон تعهم الله не цунлайн юка хайта посредникват та хумадат. Напрямую вот любовь. ебахуга добро пожаловать Сул солдак. Чё болчар? Мосу мову, он керстнах бог, шер, вот по посредник ши, попыши святой отцыши. Бусобнах дешмадат. и бог огу и бог Хадижа, и бог тухвек.
Именно Инстан вот сюда еще акцент. Ах, короче, صبر صبر لدوان سوا شاشايت بوصل دينو حوك حينيسن مر يقسمك بوخ نوحا إيوش ويل دعولي دنيا نشور إيحين دولة يقنصونا زودي بقو يبو إيهوني سخيتي خاص خيتي هون зуды истанил, вещи истанил, зуд ютя. Вопрос. يوت يوتون Что Хазаном, да? что смотри هذا موخي حاجة إيش شوكة oluyor? Ya, إيش شوكة oluyor? 53 شوكة استجوا يالج استجوا تمخيته. Сокитер, هو но сам يردو تخينا ليه ما لا يبوي تدخيتي هون استج هم يات وأس حاجة أسفل بريمو دابخ استج هم يات إيش شوكة بير 53 شوكة يالي نقول استج ياتي أدم ياتي هم ياتي. استج مخيلتنا. Вообще, наверное, Украина там был шумят, например, елушу. И берделушу. Педофилы. Париж любой хаттер датс ist أي حيك أدرسوات ديلا عين تعجل سوق ويلن والدالة هرسندك آل يشو ياتسالي إنساي نيسان مر يقتمك بوسوك نصوش ويلش دات سونах سين зудья мег бог. Сам себе задай на это. Я думаю, что по голосу хэш вот, а вызан кан толчих тер дуал, я дюнал туэр дуал, рецун кайна кай дуал, ажнак дуал. حقي ووجر واتسون بويا بقتك دي Ты куча бо шума мада само просто педофил юба. Проституция юба. Рабство юба. Усал дуба. Кайдек дуба, айрдек дуба. Има дуй куча дуйч. А так, чтобы гунадинак. Хаз дума ба. еще как изъел шхана, и как попечитель и отсюда, может, неправильно ты это جودي понимание? Не, мы вопрос же не так ставим, да, попечителю. Просто стагуми 53 что должен. И что кач, бер гина, что дюзул там, гергер, хай дюзул бат, гергер, чер, и шош, я не знаю. И что кач, то бер 53 что кач. Канял хумят, что я лучше, вообще, стагхиетарю, не, и хадес или хавош или хунух ерцан сего штели чтец. Например, хадес 53 что дол, что чуах, например, дюзул шболш, и что дол, что хаялич. И худа ахирю, что вообще хунух яла и что кэш, бер, что хаялич, да? Тем более, ялу шхайна, на месте еще сунчва болча, салам алейкум, ял из. Фуиз, я сидел черех, пен ол шазда бич табичи, что ол кучва. И ол ден иш даван ол сигер, да? И вообще хустак хиетарю, я ху гиллак хиетарду, ху хиет диестуна. И бах тут не мечительство, это уже другой вопрос. Тига хиза, да хайнуча хизур дуа. Но вот это же можно ответить как есть, что педофил это أدم يعتس. فريد هو شو هما دوتو المتكياتون سير اتيرت اي شتور نشدات إلي تو شو شيرت اتواس عندس تعم ذاتون I momentiert, vi har kommit isolera och plats och du står ju ja så där så visar det så tycker jag in så nog chi lukst حاجه tycker jag ni nog нарушение شو إيش يعيز جميع يعيز ليس تريشة دوتاجا يالين دوي شو زودها إتس شدوات تقشن يعيزو يالينك زودها بس ده يعيز شو شنا رجب كداس ونروشينش زودها إتسير شوح كروشي ده إتسن أفورميتي ناسو دوي قشن كده ديوغا قصون وبشت زغلا تشوك دوي إتسعى إتديوتي يبدأ في يوم دينك سعر لا ما هو Senazwa me brak tvoj senduata ois. Ede. قطع المراد
قطع دوسوس فريجي كايبا فريج ديكلا دولا شي نازون أوران تعدوي بين شين كنتوال حياة كنتوي تنزدوي تندعيريتي إشين يخ حيالينا تنشيشايوني أدنوري منا إموخيتو شي كنت زدوي إذا شين حيالين شي شيشاي يورسيا إموخيتو Уран تعديل وإسخن уран غلط. Остань захуш вопросом. الله كلينوس الله مال كلينوس الله مال آدم بيحكم بالله سو قال الله كلينوس الله مال بيبينا شيكات موارق دينا دين الله نيش دون أسي حتى يا لاين Kabit Erik Halotois, Nave Mafia, Tenzin Arzagan, Dushan, Alfaitin Alazo. آدم حتى إيش حقيقة Где что Хатташ, отталкиваясь от той информации, которую вам преподносят в тех странах, где вы живете, может, цигардуйте, что я Смотри, вот ты можешь это потом проверять сколько хочешь. Айна, дуйчук, кефиш, дыйцнак, духучая, мелоду. Но на вопрос поставленный ты же ответить можешь? Да, может быть, мы неправильно говорим. Ему было там не 50, а 15, а ей было не 9, а 18. Может, мы неправильно говорим. Потом, но сам факт педофилии ты же можешь подтвердить, что 9 лет, когда приводит девочку, 53-летний мужик, это педофил натуральный, сагец. إذا غليتان أصدر وبروس الموتى قصدي يعني صلاة ده شيء كنت زود إيش تمكن تيجر رز وديتين يخشين حيالي ده حيالي Когда ответ Луан, Мильво, Париж. Ответ Луан, Ибраим, ты задал вопрос. Ответь, пожалуйста. Не дам я на него ответа. هو خصوصي شو ضيع شيء يعني كان كده رزق شو ضيع Шичьялар, Аздаэла, Сырнохчу, Адата. Ажан, до того простой хумдуюсь, до того простой. Тебя спрашивают, тебе человек, которому 53 года, который женится на 9-летней, он педофил или нет? Характер, да, свой? Как, вот по твоему мнению, кто он такой? Немножко В наше время понятно это, по-другому. В те времена оно вообще по-другому. Ей было, может быть, другое. Париж. Ошибка Хилмега. Сухена хеллак детайн, стан дюзел боя Париж. Бац. Представь, баца, у тебя 9-летняя дочь, к тебе приходит твой друг и говорит, что я хайва, сумса идола агина и васвик хайя лиза, и нормально умоете он. А хеннер тагона дота. Квокца улетующим. замыкание хеллен, таду. Нет, логичный вопрос, да? Вы ночишь, и он должен дать вообще юха. Это يتسبح أتوت دلا تسبح البقدك على تسبح تمخا مخا نشتوي تنميكلاي أقوال وقتها يدوش تجي دقي وما ده Давид, поверь, дайте ему свободу слова, свободу мысли, свободу выбора. Дал сель Машу Лойштуну. Сахадис Адеш Мидергалев. Son adam hadi yaşa.
بسم الله. الرحمن الرحيم. ملوي بوليش حينلا نومي دعايزي أي حد يشمي قردون. достоверный حديث тон Сахих Бухари Чура 5080 5080 58 с номером. Сообщается, что Джабир ибн Абдулла, да будет доволен Аллах ими его отцом, сказал: когда я женился, посланник Аллаха спросил меня: на ком ты женился? Я ответил: я женился на женщине, которая уже была замужем. عقدلش وبروس جواب بوعد عشان ما بيرجعوا يلعبوا يحمدوا إذن يتخا يسون من يادين ويسوم خات شو معك شو كل Лишь Томал, Уэли Ханит Таган. Он должен переварить все, что он услышал, давить Мадьян на человека. Садал жоп, да, цуцун жоп. А с любой аурой Альшана Шушей мнение херю по этому поводу. Сигам, ажан, Дензел, сигам, мнение шхлиеш, я цанни, вот, а я знаю, как что мнение, а математика, уэзе, решение задач, нас решает, я школе, лучшена, 2 × 2 = 4, дуешь, у меня мнение что-то другое, было, чтобы объясняться. حمنيني سبنيني ما يقصد دين شيء ديش مبو فريق. سبحان الله ما كنتش نغنشوتسون. Париж دين عام صدوا عن أربع موات عام بي حديث شي قرآن شهادة ديشة ناخلة دي زرداتها. Париж, قطع خاطر دي درسوك. إنس حيدا خريح تاع وبوخ تبيش تاع نيخ حقا تأتي قويتش. Harmal hanal قعوك شتاتش قاستا ديش. Хайн дюнян чуатуан ялхан як Со во все тяжкие пускаться деша. Та ламас до са маргаца кобас. Не арицан де қицо. Ничем я не брезгую. Но вообще велич хожуежаты будет со ялспани будет. Сун ялсмани я во яздина он жуежаты во яздина. Не свою. صحيح شوي سوز لا يليرسي. يعني спрашиваю. Когда надеюсь, درس куза, я ответил, я женился на женщине, которая уже была замужем. Вот, жакте латин, Алжиру Алинович. Он сказал: почему же не на девственнице, с которой ты мог играть? Джабир также сказал: посланник Аллаха сказал: почему же не на девственнице, с которой ты бы мог играть, и которая играла бы с тобой? Хамял я шалал и пандал нах. Велишенцы. И вирса и Айша мыши куколкш и отсмареван и ше куколкшах ша лоушхул де цунзини нахрена это рекомендация шлушхул говорю алгетсон свой игрыш модель учишь. Как раз куза 5081 Сахих Бухари передается слав Урвы, да помилует его Аллах Всевышний, что когда пророк попросил у Абу Бакра руки Айши, Абу Бакр сказал ему: но я ведь твой брат. На это пророк сказал: ты мой брат по религии Аллаха и его книге. Что же касается Айши, то жениться на ней не дозволено. Волшкамялдин, тобующий на острове. Представляешь, извращениями глубоких, Ильяс, играть с ним как с ребенком и иметь с этим ребенком сексуальный контакт. Шадерик хархабош вонок чу адуч да цали дюцур долш да цинс ой хардица душа он хагуш садака. Тунда хардензел сан бул харвонок чик энти бац Ош из малныш лебяш бухазнесан. Инзо чуй она еще обмогла закафеш скотч выдал чай джуа цавает запади дайлан аш за шланген еще синцан короче груз дура хавенай инзо дюч дол хабар хаза хазахас адавин лобиош ашуй кант. Есть кадеш дол запиш даса лобиош адаба ма на самом деле бусу дин хадиц диш мадер вот або малныш да хосу дова ночи мел бусу кырпуцут я.
شو دوشو كافر شي مشرك شي نجاش شي دين تاع خاص خمسة ديتر سبحان الله. Wal, gaat er wel denselijk. Hoe erg je het Bo erg je het vandaag, wissel Parijs. Hij gaat naar El. Zeker El Hombershuk. Hij staat утверждение, что я что as просто дин и махир больше. Что, короче, دين خدين دخان عليه لشتي خدين دخان فعامو ما دير دين حاجة عليه لشتي جايز خيج سجواتي просто حدوير что خايج هون هاي سيرنا ديوش دول شو то да сери дешен и вопрос 9 и 53 изучать дина да цеху саахум собо ناس بو قبل رجع ما تو да сер حسن يخوش أخيرا دول شو تعود نخشل ثاني دوش داتسي دين دات عنا أول ما تخيط ردو أخيرا عمو ديس كتاب بس ما ريت نادا 4-2-4 ونخشو واتقفل شلون أورانتي دون ديك دو хорошо 18 шокачана совершенно летний юй уявати с какого времени вообще юкадел долгуне ничего ответ ложь сон 18 лет в разных странах сейчас дом по-разному. В Америке там еще чуть позже, да он совершеннолетие. В некоторых штатах 21, да он. В некоторых штатах 18. Общепринят по всему миру, мать, какие годы, века, столетия принятый и закон был. قيتم بوي دانا دوي تون ديكا تون قيتم قاتشي تقاتشا أنا أنت خلقيتيش نفسي خلقيت نفسي ما دوي شنو هو 15 ако Мария родилась далеко. 15 лет вечера. Но не за 53-летнего. Именно от 18 лет чуть отталкиваться дешь, мадуаш, короче, и вопрос задавать. От понятия отталкиваться дешь, подсознательно и заложить информацию. В каком году было? Да, сега понятие, что кукол шалошил, бы Джимбер, Маридикча, из, короче, хумамадати, короче, та понятие, придумать, та правил шдюч, та умшдюцер дуэнс, кукол шалошил, Бер, Маридиган, сега худюцер дуа, да, им та вообще, та химакик душунах, кукол шалошил, Бер, Маридиган. Я нafşa, надеюсь, и там девять Сахих Бухари 5133. Сообщается, что Айша, да будет довольна ей Аллах, рассказала, что пророк женился на ней, когда ей было 6 лет. То есть я короме Алдана, движение, Ялша Доштин. Абу Бакари, просто родной его шват, день я ушел, я называюсь. Потом привели ее к нему, когда ей было 9. Затем она жила с ним в течение 9 лет. Еще дошли варианты, еще раз. Я хаю, да, уже 63 хочу, и спасибо. Хорошо, это вопрос, душу. Например, хумлачичхана, он наказание мог правильно, что по вашему мнению, Алишсук. Когда хлест, хотел очередь, когда хлест, но корт да шпидик херду, но когда хнадит не году хумлачич. Из мечерду, и когда харе мечерду и так. Tamam ala бяхма белаш, хада шо кадела бяхма белаш. И когда хар угар дик наказание ду ялон триетон. Вопрос досас, дуй дати ца бог, шук бог, правильно хитишь он я, ца хит, и когда хар, по вашему мнению? Вообще правильно, да, это она правильно, да. Она правильно, да, когда хари, там шо, когда хари бош, да. Он дохли, и что, кул хажиесту саган. Унлыч инсуа, бан худу, мацве луиз, яца йоч луиз,
хугуллацони кварт дик А, чуешь хажу ез. да. А теперь еще представь Ай, экономический керта уел, хакерта уел, Дезел, короче, хакерта гумлач и нацо. Дезел, Ах, куда без? А еще представь, вот ты живешь в государстве, где отрубили руку человеку. Он автоматически становится инвалидом, и государство с твоего, кстати, налога, ты, который живешь, хюгера, обобешствовал, зарплату, хюгер, налог, если и снова дал уж моду, и, кстати, инвалида содержать гораздо в 10-кратном размере тяжелее, чем обычного человека. Это нагрузка. Хорошо, дикдо, все, хитерсо, политика. А из-за лет 400 лет назад, короче, налог, полностью поддерживать. налог, Я полностью налог, поддерживаю Кюгдахтар. Полностью, Кюгдахтар. налог, кто-то должен обеспечивать, не обеспечивать. Амилш, да, царцухена, еще 400-500 лет назад. Кюгдахтар — это единственный инструмент в пустыне, чтобы остановить воровство, чтобы остановить вот это преступность. Единственный вариант. Мама твоя Мария кварт бах беш мадыр грабанутин ол. Отсюда года бешлер. Ну это не о том вопрос. Вопрос, если поставили, что Кюгдахтар полностью не Я вам просто вон к чему я вот это представь, говорю. вот смотри, мы живем в какой-то пустыне, там, в 7 веке, в 7-9 веке или еще раньше. И мы, короче, коз пасем, там, огород у нас, там, какую-то заготовку делаем на сезон. Семья у тебя, ее надо кормить. Никаких денег нету, тюрем нету, судов нету, детекторов лжи нету, никаких отпечатков пальцев нету. Какой-то мудозвон пришел, казакрад, короче, там, кот мишли, чушок. У тебя взял, украл это, и твоя семья с голоду сдохнуть теперь должна. Конечно, в этой ситуации, все, он больше в следующий раз не сможет воровать. Если в следующий раз он еще своровал, то хуючен, крестнак, как бучен бахшили, шолох кюгду, короче. Все, после этого ему нечем будет даже воровать. Нормальный инструмент. Только и что теперь? Нам это сегодня надо применять в наше время. Ибрахим, самовар. Я не говорю, это применять или не применять, а сбоку, из-за моду тех времен метод наказания. Конечно. Политика по современному миру 18 перебивать. Малой, что ты хотел этим сказать? Ты хочешь сказать, что в 7-8 веке была такая обстановка, что надо было руку отрубать, а сейчас не надо, да? И ты сразу проводишь... По вашей общей логике. Да, не по вашей. Ты сам признал, что сейчас не надо это делать. Это было раньше, не до того признавал. времени. Я сказал, вот этот вопрос я задал, это правильно по-вашему или неправильно? Вот такой у меня был вопрос. Тебе отвечают. Разные люди сказали, тебе отвечают, кто-то за, кто-то против. Тебе отвечают, что на тот период это было нормально. Дальше что? А вот в наше время это нормально или нет? В наше время это ненормально, потому что человеку отрубать руку это ненормально вообще. Там есть презумпция невиновности, человек может ошибиться, человек может с голоду сдыхать. Любое обстоятельство может подвернуться. Если сегодня по шариату отрубать руки, 90% чеченцам, которые в Европу приехали сюда, нужно отрубать руки, потому что если, например, государство создатели наши, например, он украл, метод наказания в этом случае по старинному, короче говоря, методу или
по какому-то новому Смотря, демократическому вашему. арабскому, смотря, по стороне смотря, что он, по-чеченски. смотря, что он своровал, смотря у кого он своровал, смотря какая стоимость этого, там нужно уже определять это. Если Вот огромная как какая... понять, у кого равенство яйца, это Равенство яйца, там ты можешь украсть в магазине, а можешь у какой-то бабушки украл, она потом с голоду сдохла, и все, ты ее убил из-за этого. Поэтому да, там нужно убийство это различать. уже отдельный вопрос. Ну, она, может, и не сдохла. Ну, Бехмобилов, ты самое сейчас демагогию не уходи, ты задал вопрос, тебе Нет, я ответили. просто конкретно, Что да? смотря по обстоятельствам, где-то можно штрафом обойтись, где-то можно какой-то условным сроком обойтись, где-то нужно уже мудака посадить, чтобы он тормознуть его, рецидивиста какого-то. Петя? Все, я понял, Хитерсу, аж просто толкать еще идеологию, это просто взято оттуда, из Запада, из Америки, из Европы. Ну, подожди, освобождаешься, заволшен, минута просто, выстрелите. Потому что в моменты вы берете, отсюда одно вы берете, это не берете. Иду берете, не разногласия берете. между вами, у вас между собой. Ваша западная политика, а ты на верблюде катаешься, или на лошади, или на ишаке, на чем ты катаешься? На арабском Ламборджини. Да? А почему ты берешь его тогда, этот Ламборджини итальянский? Почему? Кефирский. У тебя же ишачок есть, потом там хуярся. Нет у меня ишака, ничего у меня нету. Ну, мул, вопрос давай, и мула ответ. возьмем. Я тебе отвечаю, хочу что понять. в мир не стоит на месте, мир развивается. Раньше не было ни телефонов, ни интернетов, люди развивались, пришли к развитию. Теперь есть методы опознать преступника, есть отпечатки пальцев, можно взять ДНК, можно там через камеры посмотреть. Понятно, Поэтому ты тоже развиваешься, и ты берешь пользу. Вот люди, кто-то придумал, взял вот это какие-то жидкокристаллические экраны, и все взяли, у них это скопировали. Зачем им сидеть на каких-то ламповых экранах? Да, и вот так мир друг у друга перенимает. Мир идет... Мир принимает опыт и развивается. Мы тоже хотим развиваться. Нам не нужно... В VI веке мы там вообще никогда не были. У нас пустынных законов у чеченцев никогда не было. У нас руки никогда не рубили. У нас головы никогда не отрубали. У нас рабов никогда не было. У нас другая система была. У нас изгоняли из общества за какое-то нарушение конкретное. У нас вообще по-другому жили. В VI веке, в IV веке до нашей эры у нас по-другому жили. Не как в пустыне. В пустыне, да, руку отрубить, больше ты никак не можешь остановить жульничество. Вот ты просто наказали, ногчи, адаты, цаны, вот такому вот, что делали? И вот этот вопрос был. Да, в пустыне в VI веке подпирались камнями, посульни, 3 камушка берешь и подпираешься. У нас вода везде, шоудан, что вообще, орг наши, гунадина, гуайши, цаунадина, наши, одунете мелдол, хиштол, полностью. Просто история цаюсь, так как я не знаю историю, но я смотрю, что, короче, историю, вот, я вас интересовался, короче, да, и что некоторые... Ну, тебе поэтому объясняют, вот этот вопрос, я думаю, закрыт у тебя насчет отрубания рук. Тебе достаточно было? Это, короче, ну, шуна, это для вас чуждо, получается, правильно? Ну, смотри, нас сейчас вот взять в группе 70 человек, поселить в пустыню, мы живем в палатках, туалет, лахмот, себя, что выживать, что там, кто-то семенный, кто-то и так далее. На какой-то мудила начал воровать у людей. Там же нет у тебя ни тюремной системы, ни расследовать ты не можешь, ни его штрафануть не можешь. Даже сейчас, если нас в пустыню отправить, нам тоже придется жить по такой системе.
Но есть другая система в 21 веке, где мы живем. И ты сюда пустыню не можешь притащить. Ни камешки потираться не можешь притащить, потому что здесь в крайнем случае, как кефир, салфетку ты используешь. Как он этот Сосетлинский позволяет, Костекс. Ничего здесь вашего, нашего, идеологии никакой нету. Ты разъезжаешь на машинке там, на Мерседесе, на Peugeot, на BMW, на Volkswagen, на Citroёn. Нормально, короче. Ишаков тебе не надо. Ты в 6 веке не Короче, остался. Ты то, что продвинулся в ногу со Шьючага временем. получается конкретно анархию юет, получается, правильно я понял? Юдер Государство анархию. на анархии. Ага, юдер анархию, когда ты занимаешься самодеятельностью, как в пустыне. Это на сегодняшний день для нас это анархия. А для них это тогда они вот так выживали, отрубали А там руки. например, У них рабы были. там Бог, понятно, я А, шу собрание. Ну, куча духу оболнах, делах тешь, пусунахуш. Тут есть какие-то, иногда заскакивают 2-3 человека, которые вообще делах тешь, туда-сюда. Ну ничего, они тоже там ночью будешь, они нам не мешают. Все, это все. У меня вот этот вопрос был, что вообще, делах ты дуйте, у меня этот был вопрос. Ну, Да, эти люди, они то нам есть делах. своя форма, это понимание этого только, своя. Ну, подожди, как у всех своя форма, у тебя тоже своя форма, у всех своя. В исламе сколько течений? 500-600 там течений каких-то. У каждого своя форма, салафиты, суфисты, аш'ариты, пашкариты, муджрииты, всякие, хабашиты, хаджимудисты, тарикат тижания, можно до бесконечности перечислять, шииты, алавиты. Хорошо. У каждого, как ему пока... Свобода, слово юбо, свобода, ну, Мнение. ела, тогда просто шей, вусула бдина оскорбляться дешь, задеваться беш. Мич Просто адина оскорблять Аллах, мич адина и оскорблять. А Аллах, когда худ яхсен сура аят, ну, и оскорбить подобными динар. вопросами, да, с которыми вы сами даже не знаете конкретности в этих вопросах, да, и провоцируют, да, нахер, короче, вы Хунцага просто хунцага мадати хокшва хаун эч дуз хадиш дуз имадис хокшва дуз тулум цаммо да шига дуз датно хаз бух бош номер дор ши эл дол хуман шига цанда эту датно мадис хатсде سم تون دوزة باش تون تدوزق أحديتا حالات حالات просто حال هرنيز دات شو عليه أتوت لون إديا إديك خدون بري Балабольство, да, это просто интересно, да, что политик, аж дюйся, это что просто один, и гом наш садующий, аж керстнах мацабрицу сейчас, аж болчигаще, и, короче говоря... Дайте ему высказаться. Это ему необходимо. فاتحة شوات سردين وبشي ساعتها كران فاتح خو شو الحمد لله فاتح بعد شات был шват то есть Коран без швата то ему Аллах специально слез с дивана прислал Коран а он ему вообще дает шваты но при этом заходит говорит это религию не оскорбляет а что религию дофиг бал он шмуат тебе абсолютно наплевать на нее Абсолютно, просто сам Аллах, твое мнение, это твое мнение, он идет в садишанел, он вот уахен, это садишанел, это не значит, короче говоря, что бусу ват, это у вас уже... Халдон идешь, ты? Со амир вара. Просто Аллах, 50, 60, 68 تقون ديها دقيقة يعني خا أحداث ذكرت فيهم أبوسوا تقو على أخ
Это лоско, идешь ахдон, идешь халдон отсюда. Ваш первый задательный вопрос. Хабусу буй, короче говоря. Алхамдулилlah, альчиз уже проверки. Астер Сумма лакры, проверки, астер. я ж хаттан модаря сейчас ему ответить дос. А Дамадир уже правильно отвечу. Недостаточно этого. Ахмуду. Слушай, Нет, Дензел, я цахет, Дензел, он просто бесполезная трата времени. Хит, шук, иди, патян, Дензел, а Польшу Дензел. хериятся. А Польшу херiyat хуза. Тамо диетичен глата дуалашик. Дензел, явно, что продвинутый городской парень, я думаю, ты просто должен, ты просто не должен так действовать. Почему ты так действуешь? Ты не должен так действовать, почему так действуешь? Нет, Да, все да, просто. Ты Хажаюсь, ты я... понял, о чем я? Ты понял, о чем я? Четко ты понял. Все, короче, всю жизнь в России, вина, короче. Вот. Сай ногчи бьешь, сай динна дишь, сай дай мох бьешь. Все, короче говоря, а ногчи очень куза, газ шаню ахкен, все просто. Аж дюче, воды вообще, вообще Теперь кинч, понятно, почему объяснил Тага. Один, да, цоны. Алхамдулилlah, бисмилlah. Дух, дин, закричать, Мадия. Один, да, тебе. الدين عربو دين عربوش كان خلوني إن زوين حقيقة ميلدو لف 30 بلاش دو يا حدي حقيقة سوال خلا вообще بوصل دين سهل и вообще عربو دين دو حدين تبع نقش ولا حدين ده صوني عربوش كر حدي أنا ساعة вообще قيتم تدوق دين دو هو أستوى شو تغاسون вообще قيتم تدوق دين ده قيتم уничтожить победа, чтобы из денег выжить, да, это вообще вариант есть. Хажа, короче, сам между сегер пример я лирос. Жизнь, хилага. Ничего. وإذا связи был хоть бы, блядь, حقوق شو شكل عطيه دعوات Любой сега, ну, тяжелая ситуация, тяжелый, там, момент, ты хэчана, ну, нахик унижаться, бишь, делик, дих, мадих, и дальше положение, короче, правильно? Дели, именно Дели, не Аллах, а Дели. Понимаешь разницу? Разницу пойми, в конце концов. Хохчуа духна бу делах, тиеше, дели, дюрше. Виж просто, за 7 века, там, арбучу, эльчох, за тиешеш. О, шиетане дел связи вела, туара бо, ашара да диес бог. Чолемос да диес бог, шукшен поклоняться да диес бог, туншен поклоняться да клуш, вол. Сумцага, короче, капризный барин вахчен, алла, вахтиет. Представь, дешен, алла, вахтиет нахкуэлан. Так, это all те, центр свобода, воли ил. Юж наказа вот беш, уж вахта тяч, да, короче. Жюж гати куэлан. Ёх, бред мой. Делах тиеши, делик дюри, вообще разница моя тига. А там арбочо дицан чудо, тиеш бог. Кумуца бог. Делик дюр, делах тиеш, дакча дела у, дакча дика ду. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям, мича эла шик поклоняться, да. Мича эла. Пайгамбар стоял, Аллаху бог шин поклоняться, да. Deze tame deriyası. Bu dediğiniz var. Sığmadı. Hatay. Yok. Deriş. Dokundurksun. Yoktur deriya. Хата. İnsana hofça bakın. Değil diyesna bunun hofça. Ne sanki o. No. Sana hayhum da işe de yuadili. Ona
ولايش просто هو ربع إيديش يعني إيديش ده سوها أي حاجة كرتشا придумать просто схатер бисмал садуешь фатиа садуешь асвет يوسمني يوسمني بطلوا الدنيا يموخريو هيديك نيني يا هاي شور دوزو هوشنج إيش يوسمني إيش تقل داديس يوسمني موخريو شو خايم Sen хуаг дадис ворам досуцак. ديتا Sen просто حين حون знаешь мелио. حيوسمني مو يحون представлять يشو حكرتشوا просто خلاركسون خلداسا SM просто цыгак. Конфиденциальная информация мою исса. Гаем подколш ешита тата هما беспонтово بدخل тата. ياتون اسئله قالت دينا Тата بعد детский, دوما да? Тата. Да. Не отвлекайся, Хадица. إسلام دين بس هيوقف بدخل هرتت بيو провокатор وترجع مويا Провокатор, милу, сом вас Кизир. провокатор. А حط когда بقى что просто получится по бы поводу политических вопросов, я уже понял, что мнение, что, короче, взгляд не на по Свободен. политическим вопросам, я понял. Если لانه я там دعوة бесполезно حيجوزو тоже. خاطر يوسمني يتاسون حيكرتشا يحون خيشو يوسمني توست اير دريا مو خيرو يوسمني يخاطر دوسا безбородый мальчик, сюда вьешь, уелся что. из-за здешним, да, сум. حون توست حين خيش ديتا توست يلا بدو Фуда юч, а здесь что на ошибку лоха, чую. Дяс ошиб дяс бел والله That's просто твое представление, that's ошибка, боже, that's мую يوسمني мую حاجة на секунду просто отойти, дойти, просто буквально на секундочку. Не дозволяется мужчине смотреть на постороннего красивого безбородого юношу. Также не дозволяется смотреть на некрасивого безбородого юношу, но с вожделением. Так что он смотрит на него и получает от этого наслаждение. Но бывает исключение. Если есть необходимость смотреть на него, как, например, он ведет с ним торговые дела, или он обучает его вопросам религии, то в этих ситуациях, когда есть необходимость смотреть на него, то ему дозволяется смотреть на него. Исум, первый раз хочу. Да, и хадик Не, это, короче, цахал жук тишет, цахал Израиль, шук, походу, царь не двигаться бежь. Царь не двигаться бежь, хербушука. А я ответил, Гелсмани. Не, собори. Это засланы, короче, ишет, Собори. Это хорошо, что вот после этого услышанного хадиса мы понимаем, что мы в голосовом чате. Да. И хорошо, что реакция негативная на этот хадис. А то если бы что, дикхиетсун, это уже... Ayva, هو يوسمني خيس يا دعوينا صورك ليتات يغيو يعتقل دعوه يعتقل دات وين ايروش فوق اقوياش دات كيجيش نات اقوياش مالردوش دات ايش نورمالنا يوسمني единственное خيول نسوي ديني يعتقل سابوش دات и نسوي ديني غير شوقا и нормально дуем. Не, единственный акцент, сразу подправить он, чтобы Да, все. по существу. И нормально дуй, он гастогдаю, что сам дырават, найру сукосида. Самое мощное наслаждение в раю, самое мощное, это снимет с себя все свои покрывала и покажет сам чё, кайф из хрюбах, и будет он это делать для верующих часто, полностью, шешая долпардо, да, бяхкан хагучвенч, и хагич, короче, до того, там фарбукцу.
И нормально, я вот мне и В смысле, нормально, ют в смысле, дни. Аллах, что ли, все снимет себе или кто? Короче, хуй По- я... Покрывало. Там сказано вот этих вот защитный типа слой щет. Ушла я он еще агут шех пич сунах чувак там карбуба. В смысле, Не, и Аллах снимет или люди снимут? Аллах. Аллах снимет, Аллах да? будет. Значит, для Аллаха кто-то шил одежду, получается, да? Кто-то есть какой-то И другой. Не, это не тема, это не тема. Шил одежду. Аллах скажет, будь, оно бывает все. То есть это не тема. Что по теме камел да камел смысл я что на ровном месте опираться до дочного момента. Даже и я мне отбошил, и я даю гури сем тунаден два гури цены и дакияр. А это кыш, винодош, тышка, туй безбородый, прислуивать лишь, их больше. И нормально я мне и он, или он хехил я хада нан, еще ханак васты, хани дехер до танкаш мет, амос сома дош. Или иш я мне я, хану я мне он не еще. Короче, сам вердар шо сега, дик ахче юче, нормально положение, ёшо, хало, гина, царицу, да, дик нормально беш, сам вердар. Просто не, ладуа, хуй сега, как говорится, даже, ну, в падающем самолете нету атеистов, хазнишун, сам. Хайза. Не, само вот это, когда говорят, вот это, что all штука, типа, там, дословно, и что это, ну, и звука, короче. Киен, типа, душа, это ищется было, все могут там называют, как говорится. И что? Не. Даже ночи мать бюшвал, таган ром, тагина али, мурдак деnon, мур аллах, да, ирчум тагина ночнал, да, просто мур аллах, да. Сега, короче, Европе, Америке, да, дик беш, бушу, короче, ахче. Нет, ам айни, со 30 лет ночи шо айна он сунца, ром, теннис дел воба, ген бат ален, уверен, ухауй. Просто, например, что أنا أتلاقي الخاطر جايون الخاطر دلائل ستريت لت نقطة شو عيناهم سونتا هو هم تدين ساق إذا ساق هما جندات سوندات يقول إنه уверен, вот, хотите, أنا تعال, ну, говорю, за обращение, что до один метр ديردنا هايندنا ديردن ضعد ناس سون سها أري الله خدي سنخروه اسمه ده سون سها أر صدق زرتون أسدين دهش سو هنتحقق إنه غوكان سو هنتحقق شيء يو اللي سودا تاع حونا ну что муэрдо تاع знахи تاع ответ изменения шхлион. Я к чему я подведу конце к чему я это все. خلي تاع изменения шхлион. سوقياتا سون تاع إزمنين يشتغل سنوخشي شو سين تتس ياجين دات هالدنيا ملدو نوخشي قام دار يادين نوخشي مخ سين تتس غاسقي قحتنش دات يموخ قعلات ويموت بيشلو قحتنش يموخ قعلات يسين وحتس بوك إنجي نسون همون تجينا إيه سون تجينا سو Россия قيان وغينا وسا حتى تعهم إردو السيجارة تعهم إردو الأستاذ чему это подводил Кузаха, короче, хуерезя, Россия, короче говоря, чего Алан Лусо хотел? От Бурбош, метте гезион, барак усилено режима Олцинах. سونتا تحلوات بيقضي تبودال وتشور بوكس ماشار وقيل هذا Yes. استعمل
Не, сам просто, ну, сайн гина ги, сайн схилла ги чусо, хотел. Хо амот сам любой ашхуа дица, пока человек на собственной шкуре не испытает то, что он испытал, он не будет даться кому-то там, ну, Hoću верить и все. ovako, Allahe, hoću ovako, idija ovako, hoću ovako. Ладо. Хаджал Хинзгонда, Беша, короче, нахбу, например, керс нах, которые не придерживаются, да. Сам между хаз, короче, шил, хитаны, короче, да. Чуа, я умаешь, примерно, босс. Сайламаз, да, это Аллах, сай дуадич, сай дакчуах, короче говоря, сон йошел, паратлой, спокойствие, сон лушел, ница, дальше дуага, короче говоря, сай гиндос, цхилдал, хумна, что после этого, короче говоря, аж дюшнул, хумицане, хинца, приводите, мелкий, хумна, что они, неужели, короче говоря, ну... Danzel, i problemet, het Allahe, hajla, het Allahe, hoću kan, hoću waqit ali dihat aqdas. تقول حاجات сам между девча Кана секунды может изменить это так, что, короче говоря, но и هيدوزو كيتو очуаваться уже, очур эрвел ханьяла уже, эра هيدوزو просто. عدير كان Очуа 12, 17 будут в одиночно, я каншанабим, хитер ватса с قيتسو صوبودين ديودا صوبودين هيديلي فيها مدر وديل فيشو الله فيشو os nochi machkar ibal dabak igasqi arbaq igasqi melwisug arwaqadi hadeli permados Allah hedi hara Ну, что проблемы? Ах, нормально, все, аж будет. Вот вообще проблемы открылись, период хаттер даться абсолютно. Все лишь. Хазон, динна хлят схамел дуя политики, что сухич ватсу, что все у вас смешалось. Ажа, минуа, Париж, совок Россия, чуавена, онсо, по сегодняшний день Россия, онсо. Но я понял одно, что Аллах арабский, он не настоящий создатель сущего. Дел вац бош, кузя, самовац. Просто это ихняя идеология, она неверна. Маму, связи, цавелла, это все от себячина так называется. Вот в религиях интересоваться дешево, изучай, вон загугли тебе, там расскажут, покажут, объяснят. Они правильно рассуждают, они правильно мыслят, эти люди. Эти те люди, которые проснулись от этого гипноза религиозного. Вот это разлад был, куда он хакуш был, кигинуш был, и религии был, абсолютно шумадочный, и разделение у нас идет на ваххабизм и на обычных. Вот против чего эти ребята борются. Дерет хло. В двух словах человек объяснил. Да, муа. Сегодня смуа. Не, вот это проблемы от спорта. И рука мелды, да. Это проблемы от спорта. Его заявление. Сурсадовские заявления, да, из... А скатная, ху проблемы, вот это. Ху проблемы. Давайте спокойно, давайте. Минут 5 назад вы да проблем что запад они заказывают проблем что هو проблем, хамох халет, да?
идея приватизировать движение какие-то шват, то есть лично плюс занятый идея حدو عنش نحون غديش أي غوت دين شو هو ده يستا دعاء دين بل نحكا ونشوف إز بل سعر هو ده يستا أنت زين حط ليش نحط يشد غير Sen, короче, أخدوني شو الله دل جبت يدوعن ها خزاني خريشة مديا ده المواسي ترونتي أو وصل ده ترونتي سام согласен, Allah дел дождь наш дуешь. Это его слова. الله не отвечай за Аллаха. Аллах он тан худини худи он ما فوش ده تيتيني زاد توها приватизировать не Аллах ليش نحبر بيمشي تكاس زي انت هو عدو عشي ودو شو وده جلامن فما فوش واتش я гаран деш вот сейчас все равно Аллах непрестанно занят, короче, успокаивает, вещь, он стресс-резистент, ешь, короче. Вот просто персональный Аллах какой-то. Инзеле бейша, издель бейша, он даже. Я цаа уман осо хуйша. Из Белчан, шей. Шей положение, шей, хуерез, я Единственная проблема, вот у этого мира есть единственная проблема. Люди, которые берут на себя, берут на себя смелость говорить за Бога. Вот их вот за все эти тысячи лет, за все эти единственная проблема, что есть какие-то сволочи люди, которые все время берут на себя смелость говорить от имени Бога. Не, наверное, Аллаха, это великий грех хазнеон. То есть наговаривать на Аллаха, это великий грех. Массад еще великий грех. Массад. От Коран, что Эллак бен дюйчтац, например, лично с собой, от себя я не говорю. Свое мнение о религии говоришь, мы только что слышали. Когда ты говоришь, что сейчас я читал Коран, ты говоришь от имени Аллаха. Ты сейчас только что сказал от имени Аллаха, понимаешь? Бог, Аллах дал Эллак, я не говорю от себя. От что Эллак, то, что в Коране. Эллак, читал? Однако не читал, но осуждаю. Вот я не говорю. Шинцу умждет, само Элла бабка на базаре сказала Бог. Вся наша проблема, наш народ зацепился, и споткнулся и ударился башкой, и поехал. Тесла, почему у тебя с микрофоном проблема? Тебя очень плохо слышно. Аллах, короче, вмешивается. И да, дохом-то дало. Что-нибудь сделали, чтобы ты просто говоришь конкретные вещи, важные, и половина не слышит тебя. И ухо. У меня есть крутые наушники теперь. Давай, крутые наушники, давай. Через кость проводить сигнал наушник, все. Дякую его. Твое мнение очень важно, поэтому пусть он не пропадет. Не комплиментируй меня, не вербуй меня комплиментарно. Я тебя сейчас компрометирую. Dancing, me gönderiyor. Хэшуй. Мухаш круто или слабо? Дикэз. Все, данки шон. Дик сезон, давай, что твой, давай. Не, я подожду, мора быстрее. Вистрел Тесла, сошу адашхалш, диструлш, дацмач. Аташуса, ум налаживает, я шут не быстрее. Данцил,
от динт я милох ступеньки я уха мегердери. Му ступеньки, мило ступеньки. Ну, в смысле, му идин дюнен чва идин дават ту догойли юш ишт уая я хамит чахилчи ханца ахилчи главный идин лилош хилчане мег швошт. Сазахи перона. Фу. Heinz от динт я бусул дин что чва хайдага хинс тхоца бусул дин мастридо штам бусул дин он лю шубо шишта защищать der шука и бусул дин хинс идеал до шмос сумет я дунян чва дават догвали шуая я иш дават швоч просто идин лили чан хайнца айчи мича айчи барбирдолш главный бусул дин лили чан мегш царь его. Отвечаем и ждем, Мишао. Куда ты делся? Цакицун. 36 ступеней Шаулили. Цакията еще на данце. Может, я неправильно понял как-то вопроса. Да, мегерду цакиет. Еще защитить. Оля, холк. Я тоже как все был чергу. Что чуахул дел барс. Нахула кок чуахул, сайт чуахул. Шунла цала бусул дин шариат даутту дудинен чуа нохчи чуа шу цумах дютур дат цуа хуниадина гдел мастер бош иш цакамиош деш нахул иш дог ойлиош муатстиал барс иш кует хинс ходол агва иш дог ойлиош маатая يميل خلشي بار بيردولش تمخكا главный бусул дин лиличани Ибо да принц мони қитина. Революционер Мацо, шариатский революция, кетчу. Действующий уха или просто убавцу? Царь революционер Ватса, шуга бог просто, ще дючте, короче говоря, дин задеваться деш, а айш босс, и все. Оскорбляться деш, царь беремен, и все. جواب چلو احینز ات دل دل خاطر دوی جیم حلقه ای هون جواب دل شورس простюк целаешь адашвор и встречный хатер ду сахюгинс и дин злиецалюш оскорбляться деш бусул нахца бюч бусул динца бюч шо атайч бог шельчи из саду просьбою с хюгаю иш дог валиол чергаю и бусул дин диеза диеш и дица дюч и дагваттал что на байркайн лилш болнах буй оцерг о диардо шеш цанна метя нохчи дума бая хараш нохчи пачалк бусул пачалки ума бая хараш шариатский пачалки ума бая хараш шеш Франция кошт бекчи шеш нохчи дума бая хараш тир акчи чука цана игило зависимо шеш хилчи шеш нохчи дума бая хар то бусул наду и все хакитак ам датси цау маят мы мусульмане аш идой асхун дошлокон хокнагана халгар даже я могу уверен окар шу бгца даган о ителоцкас но царах дуй
تخو مدو نوخشي اش تخت ارغا تخو هرشادل قام اش خو دنيان حلغا تا бешеный акрую, та неуправляемый, бешеный, опасный акрую, и тарина аш. Нохчи омов. O dünyanın değil, dünya ekş du nokçaya. Dünyanın her nokçi, hül Fransa kuart bekna gui, isan gu şuşavol nokçi. O tsun değil, to şu o dünyanın da goyç, du to treş, to dat, to царя dat, hül tuzix ma alır. Нас нету. Мы чеченцы, они мусульмане. Бо о. Видите? И просьбу сашуга إيش شينوقع إيش دقائق ديك داري يحول دعوتي هنا قاعدين إيتاني إسلام متر كتر بو شمش دويت إيش تا ظلم مدينة وبجالوستا أرى دولة بوبليتشنا دقائق ديش إيتاني إسلام قال أشاد دول ديلز إرتاني ميلديش دول وهم إبرينيمات ديش إخزاخيش أشما دويشو شاد دول هم دوي Но когда вам это не выгодно, это не ислам. Это не ислам, Олаш. Вот Франция, Квартбекич, что вместо того, чтобы эредул, и ислам дать, дал цанни Квартбак цабох. И из-за бусов динар дать шун элдиес чех, аж вместо этого аж героевин, цеван, да уэльные. O dünyanın çoğu mosu medya öğünaşı, videoşun çıkış kıyade ekiyetiyor. Dakika dünyanın şey ol nokçi ikvart beknek sen guşu. Sun tsale iştri. So atayçi aş satsar ilil vaşalçi so işt guşu dünyanın. Sun değil so ad aşvat. Sun değil da düç duis. İş toknaya düç duis. Sun değil trüg iditi tsale Нохчи цеюш. Нохчи пачалкце, ичкерице, вообще ца нохчали аклуш. Умацаду, шей бусол дуй, моссу метя, ицеяк. Вот так. Дадел душуни проблем, даялюшун. Но шун шейн уешхейна, нохчал дуч, шейн уешхейна, бусол был дуч, шейн уешхейна, имарат дуч, шейн уешхейна, ичкери дуч, عيرج بيرقويش يو بيتسر بيرقويش ها تسونا لوز وجيخ قي تؤردو تقيب قيشرا لوز ما لوزيت نشو تؤردو هينز Dikelör. Nacht dag, du har ook deze Petro Tesla naden. Helemaal dat achten boer weg. Hof je du hof nog je boer. Het helemaal dat zo. Islam du har nog je boer. Astos door. At je zo kigri doe je. Toch toe gooien, nou maar voor Europa, Amerika, dat, maar dik astos. Hoe problemen met van nog toe gooien, dat. Mas baby, nog zo nachwel gooien. Dat is stari wajibo. Hoe doen we dat? Ja, maar Хара бабас ат бог, представь, день вот. Шенах бог хоза, с дюдоцет, с фамилия, имя якой, майроцет. Бог хоза, фамилия, имя yok, шнах маму. И представь, день, просто страшный, короче, колоссальный нагрузка мою есть. Просто невыносимый. Я не знаю, как эти люди выдерживают. Миллионы просто угрозы, миллионы дендяч, нендяч, кылегдяч. Ах, Бог, бац, видите меня. Ковид, так бы, за 3 года, вот за 3 года, 3 года, да, 3 года примерно, в смысле, я имею в виду, но но с открытыми лицами ты баск, вот как было вначале там 34 человека, вот так и осталось. Это очень
тяжелейшая нагрузка. Я не знаю, вот, и как они это выдерживают. Реально, и просто. Это YouTube и очень формат больше, короче, типух. Цунцане, цунгар, от него, короче говоря, двинуться, диндуешь. Интересно, да, сон. Tip punui. Nokchi harchal una uke da. Nokchi düştü amel hediyon. То арбойта борщ. Хуватор, да, не понял тогда. Еще раз повтори. Пожалуйста. Это формат больше. Цаус гиннес, он YouTube чатана. Цунцане, короче, цунгар, от него двигаться, дешь душу. Да, сон. Да, сон. Собордеш. Он знаешь, как он говорит? От него двигаться. В смысле, от него двигаться. Ибо куда? Что за жаргон? No, Нормально. Albert, mol цо дица ишь сам дойшу бахту. От него двигаться и вообще воровской закон не из-за адити ногче эдла гарс хатер дия акуна вала Мурат хипер знаешь, что ты вот сейчас виляешь? Мурат Альберт, не психуй, короче. Тут Бог, короче, тут он глаза открыть, резко, короче, тоже участник этого движения, но есть здесь разные. От него двигаться дербо. Нормально, по-человечески. Да, цу, короче, по вашему мнению, открытие, от него хаец двигать, что Оран, дуй, цу открытие, да, погода. Оран, дуй, и углубиться, дуй. Оран углубиться, дуй, просто в конце жизни дела, ислам остановиться. Надо мне углубиться в ислам, раз книги чего, читать, собрать хабел дало. Вот, that's all for games. Иду к цене. Говоря, боэсэм, если говорить, как есть, хайт белым. Ишь такое. Углубиться дой, он вообще уматься, десять. Чуэн. полностью حديث تورنش أوران شادك حديثي خود شوال شورا ترما شوا دقو خانع قنا أوران حقيقة تريودم أوران داسون بخاري ياسون مسلم ياسون الأعيال يعني ترما شو دار مدر ديك ببلتكي هون سدي أشياء داس أوتو بوتو تخرج أوتو شوال خرج داس حاجة هون حاجة يا ناس تسون جواب درياسون شو خان ما يرى ديش إيش ما يرى ببلتك شو ترما شو إيش ديش هذا حاجة هون Диша, так что заход, молодец. Вот деши أسين خاطر الله يدلا ده عون موخيت просто عون موخيت إيش شو قاش بيردالدر هاي شيء هاي ديش أسين ديالير هاي دو إيش ديهم موخيت أنا ناسي просто As orančos gendēci. As orange dudes ديهم موخيتهم As вообще оранж да, сделал дик вопрос. А тюрьмачо еще каш бер адалин оправдательно, а вот тюрьмачо твитухи рери и нормально дуешь. Давай говорить честно сейчас. О тюрьмачо, а вот тюрьмачо был да, еще каш бер 53 год каш. Так и нормально дуешь, твитухи рери. Он в опасной ситуации, кстати, сейчас. Дик вопрос слушай. Хаттер ёклосу. Вы идете по современным меркам, короче. Я поэтому говорю. Дёц. Отталкиваться здесь. Вопрос задавать. محمد بيمارسويسون هترماشوا عوقتان وترماشوا سونا
53 лет кач, тага еще кач, бер далда, нормально хит, а рахпиту гирери, бадер диса. Угли, Я более здесь. Есть угли. На этом вопрос закрыт. На этом А вопрос видишь, закрывается. да вообще, вяхма, уже. Вот что вещь, обавили. Конкретный вопрос, 53 года, 6-летний ялич. И уду, и да, опять это логика, вообще, тут вот там еще такого. Тюрьма, вала, шум бида, да. Шавик. Sundu bir elbet, sundu tırmaç var, so elç hafif var, sun huyir yani kıysın. Каковы тырмач var? Обстоятельства, смотря кому обстоятельства, что это самое, из Оправдать вещь, да, оправдать, ну это оправдать вещь, и нормально. надо просто, это очнется, говорит, это просто возрастные эти ограничения, да, современного мира. Современный yüz kasa, современный театр, современный мир, Sabırdaş Salbinot'un. Soğuk Чуавелен. Питу и ряд, но у него статуса не будет. Он даже 131, 130 статья у него. Педофилия, изнасилование. Ну и нах будет старается вот с ними не общаться, от них подальше держаться. Где я сидел, тоже Кто такие... старается, чури бичи ищутся, раз, понятие ищутся. Не, вообще этим статус, ну и статус, да, низкий статус. Ну и статус, придумать для нее, статус, какие-то там это были. Соборди, аула, ладула. Ты очень находишься на лезвии этого, как ножа, я не знаю, там, на лезвии, там. Я хотел ласка бичи сейчас, просто я хотел ласка бичи шуй последний конченый, гума и отцом. Царь и то 4.24, зудри насиловать бешвеги, КГБ, педофилия, насиловать бешвеги из-за полностью опустить только что, я хотел ласка. Вот иду от вышли, Гибрям, я тюрьмач var orada. Hatta yok çoluk çocuğun da. Я поэтому, Ибраим, и говорю ему, лырлула, ответ лучшен, жоп лучшен, лырлула, бастю. Не, жопто, отцу Байрон сукалил статуси, не статуси, отцу нахляц, босс, именно статус раздавать еще, милш бы босс, Байрон. Мужчина, а? Зона, она выш, вот. Теперь понятие, что выш, Он не сидел, если сидел бы, он такие вопросы не стал бы мне задавать. Sunha, so üç buti, уже буш мовы, да. Bayram değeriz geliyor, da, yoktur, da, suman. İş doğru, dayılımşı, bak, dayılımşı. O dayılımşına çok sarıyet, ihum den ol, huyu ara, ihum kıyış ol, huyu ara. Даю هم швейцарский хейтится босс. Теперь понятие, что они вообще вообще гонкаешь от вопроса босс. Ответ на этот вопрос, почему он смотрит через ихнюю, короче, понятие босс. Ne, haja ise bakiyat bu iş dayılımş kulit ve ladna. No dayılımşna ipayt bu çumkhiyat. Ahuni normal nakhiyat hoço huwiyuta. Хозяин, особенно вообще жопа цедела вообще уже масич сахтана овча. Жопа цедела по современным меркам, по современным меркам ограничения аж идти еще, а 18 дуй 19 чи и босс. Суханаха именно в возрасте вообще не было. Суханаха, те времена там еще 500-600 лет назад, 18 дуй дати не было понятия, босс. Хажа, да, Париж, всех мало. Хажа, а ты по каким понятиям? Тебе нормально сегодня
если твоего ребенка 9-летнего, твой хаиши бер, веши бер, я не знаю, хаиш или шурца бер, шуне арксага вен 53 шокачок, анел хумо, да, Игорь, ты по каким меркам будешь там спросить? Вот объясни мне, пожалуйста. Ну, что, Ада, ты бусол бдинницы. Ну, Сундел Бахар, 53 года, пришел дедуля, вообще иман должен. Почти щитам халбел, нураликш. 9-летнего своего ребенка отдадите? Встречный вопрос, ну, о милуй вообще. Молли هنادن شفت أنا قيقا قيق короче دينا لامش دردو تسوقي الله عن عمل دردو تسوقي قديا شوم دات то ну что старичок что ба старичок купе 53 шодо. Чё, это глупый вопрос, да? That's of pituch мяс на вас. That's who do Моди агрессивный чуть Мои хамелш, петух убьем, цадош, на расстоянии, уахен, хамелш, иш петуху, я, иш хамелш. Это на расстоянии, дистанции лоти, оскорблятишь, петухиш, я, иш хамелш. هنا لا أولش هم كل Полсона хауни, умна шиити, базар шией, там беспонтовый, да, ты, хамелш, оскорбление, шия, сона хауни, если я все это время нормально, хура, спокойно хамел дешь, это оскорбляться, видишь, это не значит, что он саха. Париж, просто ты создаешь провокационную такую атмосферу, нормально. Тебе же не за это говорят, а вот Homel anda warta salon duq irteron anda. anda irten polnastur bidaluqa wa wal короче. Bieta karhudu dar sült anur madat. Hunt anur da khayn hoy. Asin dagoyton a ish duytram du her du ha ish da shuni istaqayta Цаунаdenak цухена эволюция на другом уровне, яри возраста, яри цаунаден, яри боша. Хайн лучше хайзурдуа, но сейчас айлам на буй исламский ученый. Царь, ссылаясь на 30 чем-то хадисов про возраст этой девочки, они полностью все разложили и разъясняют. Там не только 9-летний возраст, а судя по аятам, которые разъясняют, как разводиться с девочками, не достигшими половой зрелости. В Коране. Да, в Коране. И сами айлам четко подчеркивают. Я свободелашин спунаться. Агрессия саум айла эли. Царасия. Тем сбить моелаш. Видео говорит. Или маленькую девочку, у которой не было менструации, можно выдать замуж. Конечно, и это не мое мнение, это шариат. Например, сколько лет? 10, 9, 8. Правда в том, что нигде в шариате не указан возраст. Вы не найдете ученого, который бы указал день или год. Это значит, даже если она была всего лишь ребенком в месяц или 2 месяца. Даже если ребенку был всего 1 день. Жили Есть мусульмане, которые пытаются отвергать это. О, он не женился на Айше, когда она была маленькой девочкой. Братья, послушайте, это не путь вперед. Мы не лжем ради нашей религии. Астагфируллах. У нас есть истина, и мы не будем ее скрывать из-за того, что кто-то считает это постыдным. Такова реальность. Смиритесь с этим. Наш пророк женился на маленькой девочке, и тогда это было нормальным. Есть мусульмане, которые пытаются отвергать это. О, он не женился на Айше, когда она была маленькой девочкой. Братья, послушайте, это не путь вперед. Мы не лжем ради нашей религии. Астагфируллах. У нас есть истина, и мы не будем ее скрывать из-за того, что кто-то считает это. Ну и так далее. По списку там халиф исламский ученый будет разъяснять даже. То есть ситуация мою, я тоже попытался это там изначально, когда такая каша пошла, что низкие червяки или недостоверные, или там унядины, но тебя там в пух и прах разносят, вот эти религоведы. Поэтому шанс я тягаюсь, кроме того, как
полностью собрать весь этот мусор, я имею в виду именно вот это дерьмо, все, которое противоречит чеченскости, которое противоречит вообще морали, которое противоречит всем нашим устоям, которые мы вот как ногчи санвай протаскивать я шел. Еще долцом противоречит, надо, что харча дин гула дин коренными зубами далеется в рот, и он рацеден, вариант, цейтится. Ничего. Эти гума элди штат, это как бы хаттера, да, это комментарии и констатация там фактов. Просто ценда. Короче, по этому поводу сомнения на сегодняшнее время и понятие жениться царь в то время и царь понимание цены это возможно даже совсем другое. А что вы именно Вот что вы наталкиваете, наталкиваете на близость, алгаш, душу, короче. Не, давай я тебе как раз сейчас покажу. Твои слова, это ВТР и прорусский молниш вы уже очень церк где-то лагает у нас. Кто просто видел, не суразить, как наш чеченский народ будет после этого выглядеть на русскоязычном всех просторах, пространстве, да, русскоязычном. Просто посмотри, какую несуразицу там замутил. Было 6 лет. Даже если ей было 6 лет, 7 лет, без разницы. В исламе дозволено брать в жены, даже если она маленькая, на руках у отца. И понимание женитьбы в исламе, это не так, как, например, у, как ты сказал, неверующих людей, только лишь удовлетворение низменных, каких-то физических своих желаний. Нет. Женитьба, это в первую очередь, это воспитание из женщины достойную мусульманку. Чтобы она была примером, чтобы она обучала, чтобы она распространяла истину. То есть самое первое, для чего пророк женился, как в одном изречении, 11 жен, 13 жен, есть разные передачи, он это делал для того, чтобы среди женщин распространялся ислам. То есть он их обучал, они все были ученые, они все были из аулия, святые, они все матери нашей уммы, и они распространяли ислам среди И кытама подчеркнуто Ларсон Ибран, секунду, да, и еще как бердалдар инса бусул почался, практиковать лишь дом, и лишь дом по сегодняшний день на сега, да, сувелишн берг, не была, блядь. Это просто сун цахи не вот шада цазудя лучше на есть сун гонда хишбал на зудребах пушмари белш. Я не знал, что у нас, оказывается, можно на руках, если ребенок, его тоже женить, чтобы распространять ислам. Сун цахи, оказывается, женитьба подразумевала вот это, а не то, что ты там в классическом, в традиционном понимании нашего вот этого бракосочетания, когда мы женимся, создаем семью со всеми своими там устоями, традициями. И сунфин, да, такая бейр далла не аргуан, и яла ин сунах юх давачит я шла такая сунфин, да. Ибраим, ты все пропустил. Вот оказывается. Я ничего не пропустил, просто для этого у нас есть четкий хадис, где сказано, что пророк спал с 11 женами за одну ночь, не купаясь, и купался всего один раз. Бяхмобилаш, Мадар Идица, имеется в виду, с ними там занимался. Я имею в виду, сарказм, интимно. я имею в виду. Интимно связывался. И о нем, Айламнах, о нем говорят, как о мужчине с темпераментом, который имел силу 30 мужчин. Куда этот факт тогда девать? Он силу 30 мужчин через 11 жен за одну ночь переходил? Или он, когда переходил через 11 за одну ночь, он им давай, ты там учил делать? Эганчу, аштахка, яштак, айохкальчиш, давай, дела больше. И в следующий он всегда увечь. Сега еще кайчагю, сега юхай, жимех, тегю.
Вот, Хадик Дауэч Цхарюба. А зачем тогда говорят, что у него была сила 30 мужчин, что он за одну ночь с ним переспал? Это как это все совместить тогда? Его похождение. Вообще, Вайн, какого хрена ючится похождение ночной? Через 11. И хукамелю я вообще. Хукамелю из согунади нагихинскин милхир вот. Шун дагина та асагина шун ша гунади хазучун ши хазучун схиллай зана чви зучун схиллай. Вообще войнука санил сагич станы сагхьетер вишун. Шечур похождение сейчас. Уж наверное. Ючвал сагела зудела. Генайшун сунам сагина гичи вообще опущены. Квертан дикиот сразу он квертан дикиоти. Что это ненормально какое-то. Да, Его жуает, я увидел женщину, она пахла духами, я побежал к своей женщине. Да, сейчас я покажу, откуда на Беларусь было. Шум генеш, генешн. Свободал. И видео, что он говорит, уезжает, что али, эти политики, кто шоши, чукус. И субханаллах. Однажды сами говорят, что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи, дорогие сестры, для вас на заметку. Однажды пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи, говорят, прошла мимо него женщина. И пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи, ушел быстро домой. И нашел его жена Зайнаб бинту Джахш. Она сидит, кожу обрабатывает. Сам знаешь, как это тяжело. Там какая-то все равно растворе, это пахнет и так далее. Кожу обрабатывает. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи, он с ней связался интимно, саллаллаху алейхи, с нашей матерью Зайнаб, да, и возвращался и сказал этот хадис. И одновременно цинкен халдудия циншичиони Зайнаб. Вот смотри, например, хохайна квастан дуал кайта, хота потенциально айнусу. И к тебе подходит какой-то Мухаммад, хана кваст, шушицан ергер лол ело шой шу. И он тебе говорит, деланс эра, что волуш штворстон, что чего не сел, сагерт яхлю. Мобилаш, модер, и сандовым бешдуч, вообще едицин, айдал даться никогда, но пример потенциально привожу вот эту ситуацию, да? И что чего не сел. نيشان سجرت يا أخي ساتيان متى ولتشوان شيء تزود ديت يوقفش إذا كروتش بيتزا فيول شيء كوج أبربات وتياش صوتون دقيقة هيول سير ستوالش ده صون الله تون السلام عليكم بالغ بين يحاول إشتغل ديت إشتلات شو سجوات إذا تنشل ده вообще наверное не кается и сакхиета или الله просто но там ничего нету с этого сложного, какой-то науки не надо. Просто вот проведите параллель, что это за дерьмо. Какое это дерьмо? Представь, наверное, да, он дюйчу надо, кожу обрабатывать, да, шинца изучен, цаны изут ехал, металл, ведал, и бол бин, и что охшу собой. Можно вопрос? Можно. Париж, так Вопрос я задам Парижу. Буданова, как ты, оправдываешь? Париж. Буданов босс, Сейчас на другую тему мы уйдем. Ну, изюха 4-2. Да. Не уходите от темы, Мичо. Дезил. Буданов, шейх, увидишь, авар. Короче. Вот Ибрахим тебе привел пример. Все сказал. Какое твое мнение? Выскажись.
Короче, Саммерду, Алхамдулилла, нохчи чуа, динна добус олдин. Тамош это иш та тақайл бо лилша филмек иш шуболч дабах это барас. Санне та, короче говоря, дин призывает его, я не хожу, просто хубохи. И умно, что дичь, короче, шей юч, тамилш, шей цени, шей групп создать, это на WhatsApp, что закрыть, вот что один босс, нех, короче говоря, может, Аж где закрытый групп создать? Он где что закрытый групп? Она лишь где что-то. ده شايل كشتك كشي شايل خالد بن ملشبوش خالد فول اتش دمشق كني بدش كني محمد صلاح شي شايل ساسيتلينسكي مولن شات شايل закрыта группа шать учу долбить цадеш вверх ногами лил залил шать вы абсолютно хочу танохчи сокрывается хуйству 100% волдулкас, что не было бы вот этой вот группы, мы бы сейчас бы как народ, как нация процветали бы, везде занимались бы своим делом, всему миру преподносили бы позитив свой чеченский, свой самобыт. Та проблема Корея церковь как раз эта группа там полностью чуть-чуть от группы чубехкин чуть-чуть на хуабех чан бабелахер шабек. Да, и этих двух с Канады тоже заберите в свою группу. Дезел. Хашвон. Хашвон. Шевон, но аудалу яхкан, сауне ноги хузар. С правой ноги до дези, хуза с левой руки до дези. Охку сауне один заклинание ези. Куза шариат дахват дези, куза исламские государства хлези, ох куза кафир ненависть хлези, хабо шевек аудал вехкен. Полностью хар долчер, да, цанна дуня мел, короче, дай сатесен. Все даен, бьё даен, да? И еще мы должны закрыться и тут сидеть и молчать. Нет, так не получается. А с ни разу хоть себе одно, короче, ненависть, царь кафири, не кафири, кефири, такие вещи ни разу не говорил. Конкретно Бог. Зачем ты там себя обманываешь? О, городской парень, зачем ты сейчас? Там, разумеется, Собори. С какой целью? Вот какая цель у тебя? Вот мне интересно. Городской, я вижу, что ты из семьи интеллигентной, семьи, там, у тебя обеспеченная семья, обеспеченное будущее. Вот тебе это зачем? Охулил, возможно, мы даже знакомы. Конкретно то, что да, задевает, задело. Тебе завтра будет стыдно за свои слова, понимаешь? Перед вами. Шон халхай. Альберт, проблема ее гаишнон, а я одна у вас продюсер чуенчик дында. Полностью гушмаусуныз. Hara Fatih abiye خوشوات هر بسود بین هوی خوشوات تفسیر و دو دیالیشی بیرش دادق شی سعم دلوش وات فخون سل هوی فخو الگو شقوم ساوش فخو ويتع ساعة problem ياتباه ودك عشتباه يزيلني هو شو عدا انت ذكرتي تقول بين شو عاد ايش عن شنو داك باه وقتك هرا ذكرنا دوي Dayalı mı var da? Kışıcızna tedkiriyoç, siyamayoç. Zakonla yola, just kadısınlar zakonla pituğu yok inavas. Söyleyeyim. Дело агрессивно, камела, пойд бойцом. Учуавается. Хлеб кем более, ол что хельче из да ол что. Даже ну где что? Например. İş yok kaç. Bir bagajlı hum suna mıydı? Da sekiyor. Hum mis daksa olsun. Hum das. İş yente iş megiyor. Hum yeza
نقطي نقطي وبور أمام بيدوت ونقطي متى سحاسم باتسنجا سحاس إم غاسون تيمبولي ترما شوال مشاو باكسو ترما شوال ناسم تيمبولي خدي خدو يبيرش دول المود وتجوادات سيدو هتا وكرو أوكل نيس لوتي خاسوني إيش جوسكا но إيش جوسكا هكذا ساج ميدلوس دات Короче, я согласен, целях, в ответ, окей, умный ждец, ну, я понял, хотя, ладно, вот, вообще, здесь, ладно, вот, или ладно, вот, или хахет, или у тебя ума нету, или у тебя ума нету, или ты не слушал. Все, давайте, короче. Моди, быковать, моди. У каждого своя честь есть. И она присутствует, где бы он находился. Да. Ой, خمسة يتشتون يا يوغوان يقصى بيتشتع أو تيتش Тем более, что Элла, да, спочва шахо булду Эл, педофилия. Просто шахти цадо Эл. Но цана щелечки, что переписываться, да, шишердек, переживать, проглотить домодези, сарас, Эл. Тут люди, которые тоже несколько лет понадобилось, чтобы вот это дело полностью разжевать и понять его. Сундел и что? Я не знаю, уже докка камельдин, что оштек сахазершун, я не совсем догоняю его. Дик хадуш, что ночью чах, муни один, бусул долш, дик чабош, и тон сахазершун. Фугуман, Линцу Эллик сахазершун, и ему не исправим, потому что он попытался на нас сделать наезд, короче, вот таким способом. Дик душу ночью чах. Что-то это, что будет рыбать, короче, после того, как ему 3 часа объясняли, после того, как он сам и Элцелуш, короче, ему не смеет это сказать, Элцелуш педофил, Элцелуш. Ну, не смеет, конечно, Тесла, ты вообще. Да, например, вот не смеет. Да, потенциально, ну, потенциально, вы наоборот, хочу отдать, смотрите, а что я ногой, шен подоля косить, дешь нога, тун ли, лишь, где, короче, шен безопасно. Ну, Гарри Ватсон, из этой серии Ватсон, короче, это была его серьезная заява. Все равно агрессивничать, дешь цахальчат, дамади агрессивничать. Только 76 сагу, 76 гладу, шу агрессивно, милую херц, милую дова, чего, центр, на личность нападать, лечать у нас не истахули. А если есть высказаться, надо высказаться, но на личность нападать. Ведь все куда-то сетсталошун, просто свое мнение высказать. А так я не могу. Все равно дальше идут, что дают саду, я про свое мнение высказал. Вы ему это, примерно ясно, что ему кто-то, я не знаю, 500 рублей ему обещал, иди, то есть он не хочет это делать, он сам прекрасно положение счет, он сам 500 рублей, я 1000 рублей обещать один, она, знаешь, почему я думаю, что Хотудин был швец, чтобы защищать его. Хочу кастецкий чувак, понятно. Хочу ислам, Белокиев, чувак, дин защищать. Понятно, они известные апологеты этого ислама. Царша и Хадиш, дется, Коран, деши. Но вообще даже лама, звезаху, швац. То есть это неизбежно означает, что тебя кто-то нанял это все говорить. Он промут и приход тухи, он и приход тухи. То есть он сейчас сидит и со стороны ржет, короче, я и нарик я цим скамяш дюч, короче, таубиди то шум дюч, буквально ваха бош, короче, и сам хочу якану. У нас такие случаи уже много раз были, достаточное количество. Короче, дин защищать те швах, из тебя приходы ловит и через тебя с нас пытается поймать эти приходы.
هاي искренне دين بلا بعض действительно دين лишь вытянуть. А сначала حاجة هو действительно ли это правда или нет, чтобы я арсовать. А так видно, что тебя сразу наняли, закинули. Учили идею дарья, короче, сагьях подъедаться. Или вот тебе, короче, 500 рублей, вот 1000 рублей. Скорее всего, раз у тебя выскочило 1000, значит 1000. 1000 рублей что уваливаешь, короче, пусть они с тобой спорят, короче, вообще дина разбираться, где швош, так вот. То есть, это очевидная вещь, всем тут понятная, очевидная. За 3 часа, вот, сахур, сам, ходишь, любой видео, говоришь, из YouTube, а что надо на дню, так, вообще он ничего не понимает, вот, очень так само, у него неинтересно. Давайте вот чтобы я полностью да, я формулирую. Тесла все равно со стороны не хорошо выглядит, когда на личность нападают, если тот тем более. Я понимаю, я не знаю, почему ты не обратил внимания, он жестко наехал. Давайте мы его включим. Пусть он скажет. И 1000 рублей. И будет справедливо, я думаю. Эрве 1000 рублей. Альбек, молодой шуй. Вышел он. Вышел, да? Вышел. Альберт, يمكنش بيستخليتها دخلت طبعا يقوتل يحصل يمكنش بيستخليتها أقفل ده الرئيس Свист хулит, любовно, у вас. Dedi kılma seri maşallah şu. هو وخبيث. Вот, алхамдулилlah. Мне кажется, это ваххабистство. Альберт, сада, жив, сада, я удия честь кому. Альберт, микрофон дай. Соборды же, что прихода еще даст вообще не. Почему? Хорошо. Шаушина, Дансер Париж включенный, Юшин микрофон. Ну, с потрохами войску, давай вперед. Тесла, я не успел вписаться, меня уже наградились. Да. Ну что, жабри, что такой... Тема была, короче, чтобы мы хотели как раз распять человека. Максон в бой с тенью его чего в последнее время, да? Тажиб сада. Бала Кадлохан мой. Беш бистролич, сажим тем развивать тёч. А шавик сацвой соборды, шавик сацвока, да? Сацвох он, если тебе угодно. Садит, ладно, сакоч, маула. Успокойся, да, у тебя неправильные претензии. Агвистхоларна пентирвала. Свою сторону. Проблема, проблема, канал да олба, закрытый, камел дальше, все нормально, все хорошо, все чисто. Короче, и единственное, что отвечали, да, что я не обиден, что сон шуна мейнцу, что я так заorganizat, да, са умаца гус, худуца ус, har дуи, унядинак дуи, кестна дуи, дамиша духкур дуи шу, хари, во яхами уснац, Тан дина ночи шадуштул хума тан ше ночи шу душтела хара во ночь ну они тела багдем дифераш нос арану хар бахбу ван халха диаш дукар ал итта ночи камал диаш тги о шо тани де гумаса устги қаса та камал де чена то цам элатса дат тун инис дот шен хуша азоп солой асар солой دو وجه حقوقش دولهم وجه يوقفش يجتكي وهنا نجي طبعا إذا شيء أو خل ما يدي وهم ده
Tanat gladna so was elchun as nis Allah dat just kas Allah eliza as iyo doc schon das und $20 na no sabadu tana hochu tegwa mo en so gesto kamil sini wen wo buqita mukwa os naga u itaga sun абсолютно ислам дин садой чин бала бас чин балу буайшун har baqo naga wen aqrat wa ino dokson и все sun din sabal bachun sama bachun sun na isistemi o sala yucho o sun yashil no qalu iyuq no qitama da so veli barko Да, хочу все равно 80 СТГУ как минимум. Да, YouTube чудо чует, зритель как бы сам оценит ситуацию. Я хочу. نسبة إبراهيم عندي دوليسون Да, хатер дичь дельдол хатер джопа дочь. Это уже со стороны лучше видно. Наша цель запросто информационная, да? Даже может хоть чувак швек или самич чарват, сауштана, хочу их наг. Хочу отсюда дийца расел, хочу эра велдела, херу палберте. Хакиеген шет яху. Иметтик бита биез. إنه تهني شو وين ده لكن تبال برشون إنسان ده شمعينه وين سبيو حنيه لين كروتشي وراسل уже تاسون نخيه شتوندل كروتشي أكوراتنا то чдик хиетер сум بعد гиждала واشتراز ده мне ничего я просто высказываю что я против агрессии я за то чтобы ушах нормально высказываешь доносить там максимально هي там когда Единственная поправка. Артур, вискала, давай. Бег пила, Тесла. Единственная поправка, единиц был в Швеции. Это не тот клиент, которому до этого единый есть дело. Тунде, Ибрам, ты как бы, не совсем это к нему относится. То есть, да, уахан, короче, по новой, хауру, и выяснить, инкаран деш, кадиш деш, ищ дариаль, короче. Он ни в нем нету, не чувствует, что ему нужно выяснять один гудуй вообще. Он занят его оправданием, и то не по своей воле, похоже. То есть, короче, и выяснять, и ему делаешь 3 часа разговора, не знаю, 15 минут разговора уже понятно становится все. А уж 3 часа разговора, тут уже вообще даже не надо. Короче, просто мозги пудрить. 1000 рублей, Боха. Да, он пудрит нам мозги. Зритель сам разберется все равно. Хорошо, Зритель, давайте да, вот скоро забрать. нового человека послушаем, а то мы между собой грыземся, деремся. Давайте, Милуй. Давай, Артур, Андерсадлав, давай. Да. Кенты, мне особо сказать нечего. Я, к сожалению, не умный парень. Вот. Я сюда захожу послушать в основном, узнать мнение, узнать тут на многие вещи, которые я не понимал раньше. Именно благодаря этим людям я узнал. Я в основном послушать захожу. Сказать, к сожалению, здесь умнее меня есть люди. Ну, если есть что-то конкретное спросить, Альберт, скажи, я всегда готов. А так, я парень не умный, к сожалению. Талантливый. Как, хорошо, у меня вопрос. Как ты относишься... Да, говори. Ага. Да, вот у меня вопрос. Как ты относишься к утконосу? Восхитительное животное. Восхитительное животное, уникальное, удивительное. Это инопланетяне, живущие на нашей планете миллионы лет. За что им огромное спасибо. Если это вопрос без подвоха, и ты реально о них спрашивала. Никаких подвохов нету. У меня, знаешь, какое у меня ощущение от этого? Даешь, что микрофон, даешь вот с новости. Хорошо. Да, ты достал. Этот Милу
Все, сдаешь. 100 метров. Домой, свободно. Але, вы самого сочного оратора отключили. Как это? Там интересная тема. Это у Elbet, Коноса надо elbet разбирать. elbet Чехвал. А, действительно, прикинь, микрофон не отключили. Субханаллах, Да, субханаллах. да, хорошо, ладно, да, это чудеса бывают и решите, да. Чисто, ну, А в смотри, Чекешем Бог случился с тобой, Альберт. да. А вот это животное, кто-нибудь, ты знаешь, или кто-нибудь знаешь его уникальность? Слушай, ну у него их много. Это одно из редких млекопитающих, которое откладывает яйца, как птица. Плюс, что удивительно для млекопитающих, у него есть на остриях, по-моему, ногтя какого-то, большого, по-моему, на большом типа пальце, яд даже есть. Среда обитания, опять же. Плюс он выглядит так, как будто... Молотком скармливает. Да, молоком скармливает, я и сказал, млекопитающее. Плюс он сшит. Плюс ощущение такое, что его слепили из нескольких животных. То есть он удивительный сам по себе. Но это Австралия, там все отличается. Такое впечатление, что первоклассник или детсадник рисовал утку и вот нарисовал что-то подобное. Да, в принципе, вот эти люди, в принципе, правильно все сказали, но не совсем правильно. Молоко он выделяет, в смысле, его дети кормятся молоком через пот. Он Нет, выделяет пот. не совсем так, Альберт. Там есть у него на брюхе молочные железы, они, грубо говоря, молокоточат, а дети слизывают у него с пуза. Вот Да, это молоко. слизывают, да, ну через пот. Но Вот это, смотри, это все равно кормление молоком, просто кормление молоком не через пот. сосок, грубо Да. говоря, а слизывают. Также и у дельфинов слизывают, Окей. по-моему. Теперь у него нет желудка. Я про желудок я не слышал, я это не знаю. серьезно. Да, он постоянно в поиске еды. Да, Не у упрямайся. него нет желудка. У него нет желудка, 0. Короче, в общем, знаешь, какое впечатление мне об этом утконосе? Вот, допустим, вот приложим, допустим, Бог вот создает вселенную и людей, и всех животных, и такой, он сидит, вот такой раз, короче, создал реальность, создал вселенную, создал планеты, тяготение туда-сюда, и потом людей, и потом это, животных. И тут, короче, вот он все, он уже и людей создал, и все создал, и вот у него остались запчасти. И у него остались запчасти какие-то. И вот, чтобы это не выкидывать просто, он взял и собрал вот этого утконоса. Вот такое у меня впечатление от этого. Пило из того, что было. Последний истин запчасть сейчас собрать и на Баай. Альберт, а что ты тогда про Ван Бата думаешь? Там вообще интересный персонаж. Это кто такой? Серьезный чедл. Ван Бат это тоже житель Австралии, тоже уникальное животное, очень такой милый, симпатичный, крупный такой, ну, как мускулистый такой интересный, то ли грызун, то ли что. Он, например, вообще, у него продукты жизнедеятельности квадратные буквально, можно высушить и в кубики играть. Это удивительный тоже персонаж, почитай про него. Можно я выскажусь, с вашего позволения? Вы отвлеклись от темы. Вы сейчас перешли на личность. Хочу напомнить. Мы с тобой закончили. Да, личности, утконосы, личности мои. А где что, Дэвид? До расследования есть документ, знаешь, он само. А где улики? Какие еще улитки, бар?
Дэвид Бекхэм, давай, мы тебя слушаем. Альберт, он Байрон. Дэвид Байрон. Отвлеклись, я говорю, от темы. Конкретно. Ну, она Окей. просто себя исчерпала, тема эта. Ну, я думаю, прежде чем этот человек выступит, он, мне кажется, стихи Байрона должен зачитать. Ну, хотя бы 400. Но, может, он не этого Байрона имел в виду, может, просто однофамилец. Ибрахим, как дела твои? Давно я не слышал тебя. Нормально все. Вполне, что все нормально. Да, в целом неплохо. Бездельничаю, хорошо провожу время, сигары курю. Пытаюсь сценарий написать, но голова пустая, и ничего пока не лезет в голову. Так, сижу, нормально. Бездельничать – это лучшее времяпрепровождение. Сценарий к чему Соглашусь. пишешь? А сценарий к фильму, Кадыров старший является гимнастией. Нет, о них я сценарий не пишу, даже в планах не было. Я даже и не думал, Бог, с анекдотом. Ты хотел меня изнасиловать, да, бапец. Да я же, у меня и в мыслях не было, Барту. Нет, у Ну, Теслы есть придется. классная повесть. У Теслы есть классная повесть, я почитал, мне идея понравилась, и хочется ее накачать жиром, чтобы сделать хронометраж, ну, хотя бы часа на 1,5. Вот над ней думаю сижу. Это про Алихана? Нет, это фантастика, фантастический сюжет. А что лучше? Фантастика, объективность, это уже, мне кажется, ну, в общем, это не тема, это не пойдет. Потому что... Не, Альберт, ты уже в область вкусов ты уже ушел. Кому-то пойдет, Ну, кому-то не я пойдет. понимаю. Это уже вкусовщина. Не вкусно. Я практически смотрю на эти вещи. Мне кажется, что уже фантастика, она как бы умерла, потому что мы уже живем в фантастике. Нет, Альберт, конечно, нет. Фантастика. Аватар зашел хорошо. Фантастика экранизируется, у нее сотни миллионов фанатской базы по всему миру, в разных возрастов. Нет, фантастика — это очень огромный мир потребителей. А можно спросить? Конечно. Understood Love. А вы кто? Вы Меня режиссер? зовут Артур Ацаламов, моя фамилия. Я режиссер, да. А у вас уже есть много лет, фильмы, да? какое-то время назад был голосом группы «Мертвые дельфины». Солист, бывший «Мертвый дельфин». Ну, как бывший? Группа есть еще пошумит, уверяю вас. Да, это как бы каламбур. Пойду поищу в Гугле. Единственное живой мертвый дельфин. Да, пока еще. Вот этот клип, он очень круто снят, там, видимо, большие деньги были задействованы. Но, ты имеешь в виду «Мертвый город», который? Да. А вообще... Я вот могу тебе сумму сейчас... назвать, точную сумму Давай, могу назвать. Снят он был за $28 тысяч. Это был 2005 год. Снимался он на кинопленку. На кинопленку 16 миллиметров. Бобина до сих пор у меня надо оцифровать. Снимался он, сейчас я тебе скажу, где-то вот в Подмосковье есть такой город Подольск. Там был заброшенный цементный завод. Нам разрешили там локацию эту использовать, что-то сжечь, дымить, коптить.
Вот, снимался он там. Это был хороший оператор. И вот где-то за сутки мы его сняли с утра и ночью закончили. Ну, респект тогда, потому что я действительно думал, что за большие деньги он Там нет И компьютерной говори. графики вообще, там все живое, вся пиротехника, весь дым, все И локации. смотри, И смотри, пленка, вот конечно. вас помнят до сих пор, знаешь, по какой песне? Угадай. На моей луне, наверное. Нет. А по какой? У тебя лично поклонники, знаешь, по какой песне? Котики, наркотики. Хорошая песня, да, тоже очень пользуется на концертах, зал Я качает. тебе вот реально говорю, вот это все вот это вот, все после то, что было, это не так для них, в смысле для поклонников этой группы, не так важно. Вот именно вот эта песня, вот почему-то стала основой как бы фанатизма, поклонизма и все такое. Слушай, ну, наверное, из моих уст это неправильно, что я так скажу, потому что я непосредственный участник этого и автор всех этих песен. Но на самом деле, если даже вот со стороны посмотреть, хорошая группа, талантливые песни, хорошая группа, очень конкурентная, она легко могла конкурировать с таким вот современным форматом из любой страны. Хорошая группа, на самом деле. Не дали в России ей ход. Особенно после моего выступления на стадионе в Лужниках, где я вышел покрашенный флаг свободной Ичкерии. Это видео есть на YouTube. Оно есть. Песня называется «На моей луне». И у меня там флаг наш ичкерийский. Конечно, мне здорово досталось в России такое сделать. Никому не понравилось. И нас сняли со всех эфиров. Везде стали закрывать. Прям был сигнал сверху, этих никуда не пускать. И нас очень быстро стали блокировать. Ну, в общем, не дали нам русские развиваться. Но это отдельная история, не здесь. Не то чтобы не здесь, а, наверное, не к месту просто. Сейчас вам не до этого. Маршал Душук хотел, не смог удержаться от удовольствия поздороваться с такой легендарной личностью, на песнях которых я вырос в свое время. Баркал Дерескал, приятно, очень приятно слышать. Баркал Дерескал. Умагимам, Латвия. Да, вот. Я до сих пор слушаю, имею постоянно в плейлисте эти песни, и с большим удовольствием слушаю до сих пор. Действительно, вот эта группа, Артур Ацаламов, они действительно зажгли сердца многих людей, в том числе чеченцев. Нет, действительно, нельзя это отрицать. Очень красиво, очень прогрессивно. Мне нет слов. Действительно, я горжусь, и многие гордятся, что есть такие люди в нашем обществе. Хотя у нас считается как бы, как у нас обычно, всех пушу, петь бочу, вожду, короче. У нас бывают такие претензии. Альберт, всем угодить не получится, даже если ты идеально по лебединому пуху пройдешь свой путь, он все равно найдутся люди, которые будут критиковать. Я раньше рефлексировал по этому поводу,
переживал, особенно если была критика от своих, за мою манерность какую-то излишнюю на сцене, еще что-то. Но потом прошло, у меня со временем выросла термоядерная броня от этого всего, я с юмором на это смотрю. Ну да, вот так вот мой стиль самовыражения, я свободный, но что хочу, то и делаю, вот и все. Sonia, чудак долгая, он сидит делба, его просто сагишь, артист спать больше на пубов, лишь он угрет, он артист мелебак, so да, сунадена, и он фьюч, я являюсь сума. Критики, конечно, найдутся на все, может быть, даже обоснованные, где-то необоснованные. Невозможно пройти что-то делая, особенно публично делая, и чтобы это было прям всем нравилось, и у тебя нимб святой над головой висел, и крылья ангела росли. Нет, я человек, совершавший ошибки, делавший глупые поступки. И еще совершу, да, сколько угодно, потому что свободный нахчоус. Абсолютно. Не столько. Дик Вистхолор, молодец. Дик Вистхолор. Вот. Дика, Эвер, что разумный, думаю, что проблема. И я знаешь, почему хочу? Почему? Что развитый он, Альберт? Да. Не, Альберт, знаешь, что я хочу сказать? Забордешь? Из-за того, вот как раз-таки, вот то, что сейчас говорит, там, давление, общественное давление, из-за этого общественного давления у нас не выскакивают физики, не выскакивают пианисты, не выскакивают певцы, не выскакивают химики, философы и так далее. Потому что общественное мнение их давит. Вот этот вот. Артур как показатель, один из показателей этой ситуации, что можно выйти из этой ситуации и показать. Альберт, Хафиш буй это. Хафиш буй. С нами шорт был, я просто. Даже в Англии, Хафиз Юг в Англии даже. И самый главный гимадей, да, твой долгий на дне ума моя. Дне нам не нужен, да. Лыка вещь делает. Хафизинцуна, представить не, свободный мир. Англия, он всегда, до Пакистан, мэрами, хушбу зудри. Ер Хафиз, ашок, блин. И самый главный гимадей. يخافش كروش بداية أنجلي وكان صنع متك زنيات تنزوج انت شاري وقت تيولي بور или еще ذاتي как женского рода хафиз хафизуня хафизка хафизка Альберт, темный, провокационный, темный. Врача специальность, як не ардик мадерсу. Хафиз элахи антига. О других девушках, которые, у которых есть успехи, не говорят вот так публично, к сожалению. Германия, да, депутаты тоже об ней говорят, но барабан, чем багит нашьются, телефон есть, багит на углышу. Сумман декреты сега депутаты местные хою мола сега районные юцери, как областной юцери сега. Парламента Эцери, Болбеш. Выбрать. Германия, Ютя. Да. Про одну девушку помню новости, что ее потом осуждали, что-то такое Ну вот давно я же было. говорю, там не только осуждали, я буду лучше, телефон чья-то, Апалвич, было такое. Вот это вот тоже проблема. У любой, который вылезает, того сразу вот эти начинают преследовать. Мы народ очень консервативный,
у нас такие консерваторские, в принципе, общая температура в социуме, она очень консервативная. Мы держимся за... В одном смысле это хорошо, в другом мешает, плохо. Тут нет однозначного мнения. Просто надо к этому надо относиться нормально, здраво, спокойно делать свое дело. Время, история рассудит, был ты прав или нет, пошло ли это на пользу твоему народу или не пошло. Мне кажется, будет здорово, если чеченцы начнут обогащать свой банк культуры, наследия культурного, потому что первое, что определяет народ именно в мировом имидже, это первое, что мы вспоминаем, и чем гордятся народы, это, не знаю, достижения в науке, культурный пласт обязательно, это поэты, там, скульпторы, художники, писатели, это ученые, давшие миру изобретения и так далее. У нас с этим дела обстоят, к сожалению, плохо. Как минимум последние 400 лет наш народ находится под страшным давлением. Нам даже элементарно кухню свою не дали развить как надо. У нас, наверное, одна из самых бедных вот это вот социальная вот эта составляющая, как кухня, у нас очень даже блюд немного. А когда их придумывать, эти блюда? Когда нас постоянно мы или живем в состоянии войны, или в состоянии ее ожидания этой войны, и, как правило, дожидаемся 100%. Поэтому, Артур, у нас сушеное мясо активируем, как бы. Сушеное мясо. Не, я к тому, что... Соленый творог. Критики надо относиться спокойно, такая вот тенденция, такой менталитет. Мы народ очень консервативный. Я хотела сказать, что, наверное, дело вот именно в том случае не совсем в консерваторах, а именно в радикализме. Вот эта группа из так называемой полиции нравов, она же из радикалов в основном состоит. Вот эти парни молодые, подсаженные на исламизм, которые создают свои группы там в социальных сетях, начинают туда людей сбрасывать, потом их преследовать и все такое. Да, Вот. безусловно, это тоже. У нас есть кодекс Конохола, который мы можем предложить миру и который нужно развивать. Да, У а японцев вот эти есть свой. парни, А они это у наоборот. нас Да, есть. кстати, подожди, пока вот это вот, Артур креативный парень. У нас возник вопрос, как бы, не вопрос, а какая-то тема. Она еще возникла еще 4-5 лет назад. В общем, если какая-то вот национальность двигает свою тему, а почему бы нам тоже свою тему не двигать как национальную, как это? То есть, чтобы как бы толерантно Образец, быть. как образец. Да, Ну, смотри, Альберт, можно и нужно это делать. Можно и нужно. Просто... Дай доказать, скажи, чтобы ты выводы лишние не делал. Смотри, вот ислам двигает, да, вот двигает, она экспансия такая, идет такая медленная, быстрая, по ситуации. Я предлагаю, я еще 4 года назад предложил, давайте мы тоже свою сделаем чеченскую идеологию. Это как бы тоже такая же тема, которая будет двигаться в мире. Возможно ли такое? Можно ли такое продвинуть? Ну, вообще, могу да, ответить? Да, теперь давай отвечай. Ну, если смотри, я правильно сказал. Двигать свое можно и нужно. Здесь вопрос, он не настолько однозначный, черное-белое. Смотри, я убежден, что сходить с ума, естественно, сходить с ума, берем в кавычки, да, то есть проявлять себя, как ты считаешь нужным, имеешь право. Самое главное, чтобы твои свободы не нарушали свободы других.
Никто не против того, чтобы у арабов был свой ислам, своя религия, пожалуйста. Проблема в том, что они начинают ее распространять на всех. И как это происходит с нами, вы все прекрасно видите. За этим исламом мы теряем свою самобытность, у нас арабизация, и нохчи превращаются в арабов. И наш кодекс, наш гражданский кодекс Нохчалла уже это просто звук какой-то из прошлого. Многие даже не знают, что это такое. К своему стыду я об этом узнал благодаря вот таким людям, как Ибрагим, как Тесла. Я тоже не был в курсе этих событий. Я вообще обрусевший, все прекрасно знаете, понимаете это. Я вырос в русском мире и на русском языке. Вопрос в том, что можно и нужно продвигать свое, главное, чтобы это не было пропагандой и ни в коем случае не наступало на горло другим культурам, другим мнениям и так далее. Это большая проблема ислама, что он хочет превратить, он как раковая опухоль, распространяется везде бескомпромиссно, не оставляя места вообще ничему больше. Поэтому да, отлично, давайте дугать свою культуру, показывать миру, но через искусство, через науку, через такие вот такой культурный пласт, вот через это. А как пропаганду, ну-ка все быстро встаньте чеченцами и будьте нами, ну кому это понравится? Никому не понравится. Я мы же именно, не знаешь, говорим что никому, Влад станьте имею в виду, чеченцами, что, Бог, да, ответь. допустим, вот есть религии, да, вот христианство, действующие уже, актуальные, они уже общепринятые, с ними Я понял, мир. ты говоришь, а не придумать ли нам что-нибудь такое в противовес и всем показать, что смысл? Вот мы страдаем от того, что... Да, и не просто противовес, а именно как мы же должны как-то защищаться. Мы же должны защищаться, в конце концов, уже. Ну, Сколько Альберт, можно? для нас же плохо, что вот нас так исламизируют. Наш народ от этого страдает и выцветает, нация выцветает, теряет свою самобытность. Прям очевидно это происходит, процессы на наших глазах. Поэтому, наверное, мы, как одни из самых ярких примеров, современных примеров того, как это плохо и как нация может от этого пострадать, в первую очередь должны быть против таких технологий и таких механизмов. И ни с кем такого не делать в ответ. Я думаю, что Альберт имел другое в виду. И я думаю, что не надо ничего придумывать, а давно уже есть такое явление, как Нохчалла, и кодекс, и такая традиция, живет культурный пласт моей. Не, ты не совсем поняла. Ну, Знаешь, видимо, я не до конца высказался. В общем, короче, вот есть Коран, да, вот он бумага, книга, написано. Есть типа Библия, написана, бумага, все написано. Я говорю, давайте создадим чеченское вот эту вот книгу, напишем ее, подпишем ее, четко сформулируем и будем тоже предлагать как решение вопроса как бы выхода человечества из тупика. Вот, допустим, вот так вот сформулируем. До Нахчи ранее предлагал какую-то идеологию под названием нахчиянство. У меня все есть. Не нохчи, а можно ахчиянство. Религия денег. Теперь это ахчиянство. Она все религии сразу берет. Understood love. Вот если Петерсу, да, я понял. Если нам с Альбертом бутылку виски, мы такую напишем быстро, это самое, за один вечер. Вам любое книжку. Вам большую бутылку? Ну, Косили? литровой как раз хватит. Там по шурупу, литр виски, томатный сок. Я сейчас меню скажу даже. Я протестую. Я протестую, что в какой-то дешевый виски писать о нахчиянстве. Это должно быть как минимум, там, не знаю, Шато Шабле, там, не знаю, 1700 какого-то года.
Не знаю, 200, чтобы стоил 25 тысяч долларов или 50 тысяч долларов бутылка. Тесла, тогда деньги давай демократии. шатой шабле тогда, чтобы вообще За по-нашему деньги было. демократии. Дональчи, тебя очень-очень слабо слышно. Тебя очень слабо слышно, Дональчи. Деньги, любой каприз. У тебя слабые виски, Дональчи. не слышно. Донавчи оставьте. Балла, батя, выключите его к чертовой матери. Не А надо вы- его выключать. Не А надо вы- его выключать. Тонкий намек заделан. Альберт, если- идея очень хорошая идея, только для начала надо научить наших людей читать. Давай, Ты вообще Альберт, давай, балла, соблюдай. батя, вообще мне Давай. плевать на это. Мы вот тут вопрос решали, вот. Ну, короче, Артур и это, мы вопрос решали. А тут, короче, какие-то казаки, какие-то, вот непонятные. Нормально. Как там Прислушиваюсь. в старой песне говорилось, мы спевали про дорогу, нахрена нам ваши пулеметы? Было всегда то же самое. Ну, есть кодекс ивенки. Да, мог бы Халиф музыкальный включить. Музыкальный. Давай, Музыкальный, давай, я думаю, давай, подходить. سلام متوق شو متوق Салях, может, стриты заходит под другим именем. Халид, у тебя работает это видео Агайта, там, где работает тема? خليف دقدو علينا وشتاع ما ديش بات ما زي دايتو Свободный там, хоть не раз. Халид, у тебя работает? любой, самый мощный набил. Музыкальный гвоздя, музыкальный, давно ты не ставил. Музыкальный. Пал бир. Халид, ну, основное видео Осон, но там где-то около 30 минут, но мы будем смотреть его частями, типа там движение Ол, а потом, короче, комментировать то. Примерно вот так вот, в таком формате. Лезь в душу. Через музыкальные. О, мокрый, когда? Да. Лезь в душу, да. Альберт, ты нам ТикТок подавай, полчаса не осилим, наверное. Не, там очень интересно, там действительно интересно. Да, хаяик. Халид, через музыкальный. И, допустим, вот какой-то момент тебе понравится, останавливаешь, и дальше мы рассуждаем, обсуждаем и так далее. Хорошо? Мы договорились? Кстати, хороший. Siz hayır olmuş. Anlatayım. Tesla микрофон дай.
талант, это что такое? Ибраим, это музыка для экзорцизма. Выгонять джинов просто, это музыка для этого. Нормально, нормально. Галатея — это группа Чайонис. А что то? Галатея — группа Чайон. Галатея — группа Чайон. Галатея — чего? Галатея. 17-21 نقي 17. Свободнее. 17. По времени, босса, 17-21 бой. 18-24. Артур, а ты малометражные снимаешь, да, фильмы? Пока учусь на кинорежиссера, да, снимаю короткий метр. Вот недавно снял один. Но хочу выйти на полный. И вот сценарий, который я пишу сейчас для полного метра, в принципе, я уже готов к этому. Исторический фильм не хочешь снять, как ислам пришел на Северный Кавказ? Конкретно этой темой не интересовался. В принципе, можно снять, но любой исторический фильм — это большие бюджеты. Мне, как режиссеру без имени... Альберт, подожди, пожалуйста, я отвечу. Я могу. Как режиссеру без имени такие бюджеты мне не дадут. В лучшем случае, как работает индустрия, если ты пишешь хороший сценарий, но ты не режиссер, в лучшем случае тебя этот сценарий просто купят. И деньги режиссеру без имени на большой фильм не дадут. Поэтому сначала надо снимать малобюджетные фильмы, интересные, сделать себе имя, покрутиться на каких-то кинофестивалях. Их огромное множество, неизвестных, например, но очень значимых, где люди из индустрии смотрят новые имена, отслеживают, связываются с тобой и так далее. Потом, может быть, повезет, да, смогу. Пока мне такие средства никто не даст. Сколько нужно тебе денег? Это очень зависит от сценария. Более того, я бы вообще не рекомендовал режиссеру давать деньги. Вот я режиссер, мне деньги давать нельзя. Я не умею их тратить, не умею ими пользоваться. Деньги надо давать. К фильму привязывается продюсер, который отвечает за всю эту бухгалтерию. Он знает, что, насколько, сколько примерно будет стоить экранизация этого сценария, определит какие-то буферные цифры, еще что-то. То есть так это работает. Артур, бяхма была Мирюал. Халиф, вот группе Чуана последнее видео yok o problem. 17 секунд, yok mu человек последний? Вообще, он бичал свободница. Вот последний. Садится. Канал, садится. Собрали, группе Чауиса. Да я через садится, собрали, чувак. Да, там вообще ты его. Вахабис, полный. Вахабис, хаживирич, бляфу. А что думаешь, Коря? Давай обсуждать. Ленин чохас хатири музыкальный, молкая кардать. Заметил я тут. Четкий рели, мне нравится это. Особенно ударный классика, четкий. Аранжировка мощная была, просто. Ассаламу алейкум ва баракату. Абубакр мода халды. Мог шайшу. Ханя хлой. Хум дас хогада аштуд хо ханя хшуда. Абубакр хал хош дист хош ирвай хеттер деш. Изда нюха is das хеттер дуйга. Зуй пачал хлецен. Абубакр иш кигир хош юка хотло цат хаттер
nog schelen pachak busel begilla boos. Dat je ook kurtege in parlement. Admo 6 shegerste ze konch doors is gilla boos. Ze zwaga hoerdra. Hij alde gooi terug aan die dag gooi. Wat doos doen we dan? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وأنا وديت خبر حديث دروينا وكيف واشنا وقوم أنا بيرك دول لا مش مش دول موضوع عمل الأعمال كان أسكن كير وشو عجيب لكن ديس اللي أشتري خاطر بس خاطر وقاسن وكير وينش كم يجوا بيعملون أشياء أنهم دوزة قد خاطر وميال جو ديقنا مصدقي ديقنا بيلغل داخشين بالي خاطر صدى لأسن حلغش ديقو بوخة ونوخشي باش عقدو حرقوالن شخينها بوصل بياتره وندالشي تنشرق يصدو سماء دازر بو تنا بوصل باش عقد خلير بو تعزل إسباع ديازل قيتو الشراحة جهر دو دارس شرق يقيا قلوك از ديقن شخينها أخشولوش ديقو بوها تخين حياتر بوصل باش عقد وندالشي شرق البوخ بس يولي ليربو تنا بوصل باش عقد ليربو تعزل إسباع ديازل يليتو الشراحة يند بيوزيل مصر شرق الدهوة توش وكاز ديقن شخينها يشبوه بيجيرن شخينها أقولش ده أبوها تغير هياترز بوصل بچا خون دالشي شرق بچا دقيقين هياتر بو تنا بوصل بچا خلير بو تعزل إسباع ديازل أي صوت شراحة مسخرة وأصلا وكاز ديقنا بولنا شريعة كبرولين يا دقيقيج ديوش ده أبوها تغير هياترز بوصل بچا خون دالشي وهي конституция تاع исламское государство العيازين يتربو تنبوصل بچا خلير بو شيزر شولو شراحة خلوش مجلس إسلامское государство النظام تاعيش خلوش يغبو ها تغير هياترز بوصل بچا تنبوصل بچا خلير بو شيزر ورو شراحة إمارات كوكاز دقيقيج دقيقة اللي حال شايرك يتاغو تربو اليوم ده ونوشي بچا خداتا حق ولا وين سيريا خليفة دقيقين شانسية بان شارع إمارات كوكازنا كيرستالدر شنو جاس بوصل بچاقة هرش درجن خاطرش درجن صديق الربان دوجن لدوش وشنجا أصديق دلري حولنا صورت واتي أما ده خاطر عقا أهوزاني ورور الخان بتشو خاطر جن كيرشن بنيرس أخوي بچاق كيغل خواش إسلام دين زدواز دول وكاش ثاني تياس بولا تعسس مش بيلغل بوش أخر خاطر جو كوارتي دو الخاطر عقا تدمي لاس يش دقة ما دو إنت عادلش خاطر نجرب الهوس دو ده مولا خاطر نجرب اللي حلقة بيلغل داخل وين واشنغلاد وش بولشانا شين معنى عقيتي شيء وش خادين وصل بوشلوش دش وشلوش مصو تيقندوش معنى سا ونوشي قام بوصل خلا أما هو رمنا شيء بوستن خلق أسكن متعميري الأولسنا أقا كسنة شيء بوستن بو بچاق راجنا بوصل بشنة إسلام دين شيء بوستن بو بچاق راجنا كسنة بوستن مو بشيء قالن بچاق راجنا نجاسن конституции حلقش ستياتي سويتسكي اليازين لا سويتسكي لوريز демократический اليازين لا демократический лориза إسلامский اليازين لا إسلامский лориз الدنيا نقول نظام ثاني قال ده الحال دقس أما بوصلنا إسلام دين عبد بوستم هو شيء قالن بچاق راجنا وغير كوارتا حل خردك وينوشي قام بوصل خلدو شادرك يقام بوصل خلص دوزدو إسلام دين شادوش إيمان شادوش إحسان شادوش ده دواسين قرآن ديلير خلر قبل ديش بايمر سنة قبل ديش ديلير سلام عشان هاتسن بس قومو شي بچاق بيوش ليلو خارجن عيدل بوصل بادوش شاشت يعدل لتا موحكا شي دولح بولش شي ميخ داي بولش بس موحكا قرز لامزن مال قيوش بولش إسلام دين بوستمتا يبچاق بوصل بيو конституция для исламский алиязин я цаха نظام إسلام دين دعوة دل ده цаха وكاش ده цаха مش خيانتي حولتي أتوني ثروني حاجة ندعني استديش بلاشنا أقا ده لا نتسخوش ده سدين بوصلت ناخن ده نتسخوش دي سنشوخة
جوابت ديو بوصوجنا ونوش يقوم بس حلقة بوصو خلي تخلي بوش خاطر شتان دي أخوالوش دوالجي وقري كوات خاطر أخوالوش دقا دال دواسين شمس حكم در صدر بوشنز دوازدو دال قرآن شا دواسين آية انتهي توجم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون من الولاء دال دواسين شمس حكم دي أشواتك وشكرست بوالدو بوسو باش حلقا كيسنا دي أشخاطر شقوال دالرا وز آية بوشن تلم تبيش دي آية دواسر بحن سعوشة شاما در معن سعيد سردو وز آية بوشن إيز مسكير تردو دي آية ديريك دعدي أشي وز آية ابن عباس دينش تفسيري حيشكي تردو شاي آية دواسر بحن بيلغل دوخشة دعديو شردو دام شاهر آية شا جلتش حقا عددي سندو قال جلتي عالم ناخ شي حال در جرجر ورك دال دواسي نرخيصة أخو سيجال هرواق شلق دا عزينا دواشنا دا تورا تشاتوك شوار حكم خلا بيلغل داخل در عالم ناخ إدال دواسي نرقايلا حوي راجتو غرتي يقيدو الهمانتي جال هرواق شلق دا تورا تشاتواسي نرخيصة أخو سي دا بوغو كردو والي إيش زينا دوار سحال خواتين خلا دا قوام تبان خلا جلتكي عالم ناخ شو دا غيرش خلا إذن أدواجنا كالهر واقع هيل دا غير شلقش ويقوى مريا خاطر دو دا تروتوش تو سأله ويقوى مريا خات نشخر دو ويقوى مريا خات لنوجود كي عالم ناخي الله جاوي ياش ديوخ شاشد بتورا تعيازن حقوكم دو شيئا سار الله غاش دو غردو خيتن سادي الحكم ويقوى مريوها الله جاوي ياش ديوخ شاشد بتورا تعيازن حقوكم دو شيئا ساريوغا قيل دعنق ساري حكم أختاني وارتعشي والق الله جاوه يندر والشي عشما تورا شا بيلغل داخل حكم توشتو أردوها مقل ودي نصر Обсуждение, содержание, таошен, тлонта. Что там обсуждать, этот бред? А во-первых, в 15 году, в 95 году хуй Жохар Саца указ на Бог. Где этот указ? Какой указ? Фушар дай Бог. Подготовки. Я не верю этому там. Что подделать на самом деле. Он не мог такое подписать. В принципе. Что там конкретно интересного было? Я просто на ходу не уловить садинаспа. Интересно, что-нибудь новое там было интересное? Загадочное Джохарс указ дахк кешин вадилин Дубай на хуй шара дия дол исламский государство. Сун хазам дать это Джохар шегар илмаш лило бако яритец. Джохари воря даси язин кому ты не чибем хербуис. И причем что Джохар это ссылается, да вообще обычный банд формирования, мау хар джамаат, саяку би джамаат, хар Джохар хатима да на Европе хабехт. Хар шо шариат бичкош. Шариат хада اجتماع тайна масар елсман хаич. Обычно банд формирования государства, да, захватит вооруженные тягалел на буквах. Буду Китай. Елсман цербах. نعرف حيلا شن بويد بان Европе بويد بان Европе Турция хочет наш. Хуй вы когда продолжит доевое годовое. بند формирования سوى هند سوى خين هنا بتشعل في شريعة في Джохар. Вы все уже сделали, что могли полностью, чтобы у нас не было государства. И сейчас еще продолжаете делать, чтобы у это сувести кукела халцадолит, шариат шиша тургая чиет, скегичная. Катар Дарса Ибраим Хавай, Конституция, Дикиоиш Мавар, 92 год. В этой Конституции должно быть прописано, что глава, когда подписывает какой-то такого рода
указ или распоряжение, в какой срок это должно быть опубликовано. Если это не опубликовано, это теряет юридическую силу. Поэтому с протяжением времени это могли просто подсунуть, выдать, что это он создал. Даже если глава вообще президент это исполнительная власть, он не может какие-то законы в государстве устанавливать от себя. То есть он существующий закон приводит в силу. Да, там он может от себя какие-то поручения давать, назначения, но в государственное устройство лезть ни президенту, ни парламенту, никому не разрешено. Вообще государственный строй менять, там, где какие-то шарикаты. Чтобы Джохару шарикат провозгласить, ему надо было изъять из Конституции статьи, запрещающие идеологии устанавливать в качестве официальных идеологий в государстве. И второе, А у нас такого не предусмотрено. в 95 году он не мог, не имел права ничего менять. Это понятно, что он не имел права. Вообще распоряжение о подготовке на переход на шариатское правление и так далее. Вообще вот этот документ, он его должен опубликовать, чтобы он имел юридическую силу. Вот он был 95-й год, Не, подождите, не, он грамотный вопрос задает. Ты имеешь в виду... Это понятно, но там до этого еще полностью пропасть огромная, потому что президент не имеет права вообще лезть в государственное устройство. Он может, конечно, там задавать инициативу какую-то парламенту, выставлять это, попытаться на голосование, на всеобщий референдум, но сам он не имеет права туда вообще лезть. Тут, понимаешь, президент полез куда-то, какой-то шариат. У нас в Конституции в статье 4, в 6 абзаце прописано, что религиозные объединения отделены от государства, то есть светскость подчеркивается. Не просто сказано светское государство, а четко подчеркнули, религиозные объединения отделены от государства. И 2 абзац. Никакая идеология не может устанавливаться во главе государства в качестве официальной идеологии. Все, там невозможно никаким образом никуда подобраться. Да, есть. Вот, Если этот пункт перепрыгнуть, нарушив Конституцию, то опять мы сталкиваемся со следующими пунктами, потому что президент не имеет права вообще лезть в Конституцию, какие-то государственные устройства менять. Если он туда полез, это должен народ поддержать на всеобщем референдуме. Во время войны вообще Конституция отодвигается, никто не имеет права туда вообще суваться. Там вообще никаким образом, никаким боком невозможно ничего сделать. То, о чем это, и просто доцат. Хакан бия моя вообще конституции, там вообще плевали. Просто чтобы к своему шариату это все приструнить, к дебильному, еще не понимают они, спустя 50 лет, в кавычках, 30 лет, что нету никаких шарикатов, что это все полный наиб. Чтобы у нас государство просто не существовало, чтобы мы как нация из-под Руси никогда не вылезли. Если есть какой-то шариат, покажите его на деле. Если вы его покажете, я вам устрою переселение туда, чтобы вы уже оттуда могли шариатить. Если вы, конечно, какие-то националисты там, которые привязываете шариат именно к чеченцам. Да, и мы тоже переселимся туда, да, Ибрагим? Да, если нам понравится, если они покажут, как там, по кайфу или нет, вид на жительство, визу нам пришлют, можно туда съездить, чуть-чуть посмотреть, как что. Еще желательно, чтобы государственное обеспечение было. ما شو высталита, Альберт, высталита, Аш. Просто мысль сейчас потеряли, я что, 2 слова хотел сказать, но уже забыл я. Давай, слово, давай вперед.
Ну вот, как я понял, это они как раз и сделали вот то, о чем Ибрагим говорит. Была отличная у нас конституция, я ее читал, мне ее дал, Ибрагим его знает, Фараму, а может кто-то еще помнит. Он дал мне эту конституцию, я ее почитал, ту правильная, которая была. Вообще там докопаться не до чего. Отличная конституция. В ней было все, чтобы строить хорошее демократическое государство со свободным обществом. И вот варварским как раз таким способом, ни у кого ничего не спросив, они ее перелопатили. Я, правда, не знаю, в каком году они это сделали. Это Ибрагим знает точно. И вот это как раз и случилось с нами. Ну, я чуть-чуть подправлю, потому что они, конечно, могут перелопатить, например, каждый может себе в день по 50 конституций писать. Но признанную народом, принятую народом конституцию никто отменять не вправе, поэтому она остается в силе, никуда она не девалась. Она на том же месте, где она есть. И она вполне работоспособная, то есть жизнеспособная. Необходимо просто, чтобы было общество, которое будет как бы ее придерживаться или ее декларировать, которого, к сожалению, у нас пока нет. Ну вот я про это и говорю, Ибрагим, что ту правильную отодвинули, переделали ее под свой формат. И помните, у нас же начались эти шариатские дела, там расстрелы, побивание палками, вот это вот все мракобесие. Я про это и говорю. Да, ну я просто как бы в унисон подкорректировал, да, там, потому что зритель тоже неправильно поймет, если мы в прошлом... Ибрагим, а в каком году они внесли уже вот эти шариатские поправки туда? Да, там, когда, помнишь, я не знаю, парламент разгоняли. Да, это я вот помню. Эти увлечение было в сотрудничестве на Русню, потом там полностью народ вышел, вот это движение началось, они сложили свои мандаты и разошлись по домам. И вот в этот момент они попытались вот этот шарикат прогнать там. Ну, это как бы было у них в силе цахулис, потому что, чтобы это принять, нужно было в нормальном режиме работать, парламент и вообще основополагающие в ЕРСС. Первый раздел Конституции, в него входят все входящие в первый раздел Конституции статьи, они являются основополагающими. И первый сам раздел называется основные основополагающие названия. И все, что туда входит, решается референдумом. Поэтому парламент мог инициировать там введение вот этих УРСС, государственной религии ислам. Но это было у них на рассмотрении. Никакой там Джахар туда вообще лазить не надо. Это подрусский парламент уже инициировал это во время его разгона. Попытался быстренько это прогнать. Но это как бы в рекомендательном вот таком порядке у них только получилось. Потом парламент разогнан в 93-м. И Джахар со своей стороны это поддержал и тоже подписал о распуске. Ну, хотя он не имеет полномочий, тем не менее, народ делает ставку на него, этих разгоняет, уличив их прорусской там деятельности. И один из самых первых мандат складывает свой Идигов и уходит в группу президента. Он там и 10 всего депутатов, по-моему, 10. Все остальные депутаты расходятся по домам. Потом у нас начинается война, новые выборы депутатские не проведены. Парламент у нас как орган власти
как ветвь власти перестает существовать. Потом русское вторжение в 94 году. И вот в 96 году, после 6 августа, после выдворения русских войск, после подписания договора, не договора, а вот этого пятилетнего договора по Хасавюрте, потихоньку русские начинают покидать нашу республику, и в этот момент Идигов, Яндарбиев, они собирают уже несуществующих, разогнанных вот этих депутатов, их уже не существует. И начинают людям твердить, Джахар хотел там установить шарикаты туда-сюда, вот как и этот сейчас говорит. Нам нужно, установить государственную религию, ислам туда-сюда, и берут, изымают. То есть даже если они вводят в нашу конституцию вот этот пункт в основополагающей статье, что они не могут вообще делать, и никаких они нету, потому что депутаты распущены, их не существует. Но Идигов с Яндарбиевым каким-то образом их собрали. Это еще не новые прошли у нас выборы в депутаты, это не второй созыв. Это вот эти первые разогнанные депутаты, их собирают, дают им задолженности, в кавычках, там по 2000, что-то такое, чтобы они проголосовали якобы за вот это вот, за прием этого. И там собирается у него 20 или 21 депутатов, что-то такое, что вообще не соответствует. Даже если статья была бы не основополагающей, а незначительная, которую может приниматься парламентом, то в этом случае 2/3 должно быть депутатов, существующих депутатов, а не разогнанных. То есть там полный бардак. Они собирают просто фарсица режь, собирают этих депутатов, изымают из Конституции. Да, подлог. Изымают из Конституции два вот эти вот пункта, которые, даже если все сделали бы они по закону и приняли бы мы государственную религию ислам, она была бы как муволчина. Номинально, типа вот там, просто мую, вот там в Германии, где-то здесь. Незаконная. А? Незаконно было, да? Не незаконно. Да, незаконно, просто символически. Вот у нас что, например, праздник у нас какой-то там, Мархобулдеш или что-то такое. Можно, подогнать к этому. Но дело в том, что они взяли из 4 статьи, которая входит в основополагающую, 2 вот этих абзацев. 2 абзац, никакая идеология не может устанавливаться в качестве официальной идеологии в государстве. И 6 абзац, который говорит, что религиозные объединения отделены от государства. Вот эти 2 пункта полностью изымают, собран шмурдяк, который они заявляют, что это депутаты какие-то, им вообще это не предоставляется, якобы они там выбрали новую вот эту вот абзац там, что государственная религия ислам, собирают несуществующих, чуваков, платят им бабки и расходятся там. И говорят, что это законно. Потом проходят у нас русские, военное положение не отменено, русские все еще в нашем государстве находятся. Конституцию никто не имеет права трогать. Никакого парламента не существует, он распущен. Поэтому Джахар как раз таки и инициировал ГКО, Государственный комитет обороны, который отвечал на военное время за ситуацию в нашей республике. Потому что парламент распущен, судебной системы нету. В отсутствии судебной системы там мы закон на время военного действия какие-то шарикаты там принимают. То есть чтобы как-то стукачей обезвреживать, или их усмирять, чтобы каких-то мародеров. Просто я сейчас не хочу оправдывать это. Шарикаты, марикаты. Сегодня, зная то, что мы знаем, это вообще было пагубным. И просто не во время военного действия, никакой шарикат. Просто
военный вот это, трибунал военный, на момент военного времени, международной практики применять, что закон применить дичан, все, надо лирис, шарикати, тарикати, целюшатиля. Вела, я что говорю, от незнания вот этого, что это за дерьмо, они там сыграли в это тоже во время военного действия. Но менять конституцию, лезть вообще, никакого права никто не имеет. Второй созыв депутатов созван только в 97 году, уже когда подлог произошел. И этим депутатам дают уже конституцию шмурдяк, которую Идигов и Яндарбиев подтасовали. И даже эту конституцию им не дают, она у Идигова где-то находится, он когда надо ее вытаскивает, зачитывает, и никто не знает, что такое конституция, ни у кого ее нету, ни у депутатов ее. И уже отталкивая Мурдика, они принимают ряд других законов. Уже изначально с вот этим подлогом, с подтасованной конституцией, они начинают вводить шариатские суды, потом меняют статью 43. Каждый гражданин Ичкерии имеет право исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, перебивают ее. Каждый гражданин Ичкерии имеет право исповедовать религию в рамках ислама. Потом закон там женщин, потом какие-то еще шарикатские движения. В 99-м полное шарикатское правление вводят. Это все уже отталкивается от этого подлога. Эти депутаты, которые там находятся, они заложники Идиговой, Яндарбиевской игры. Все, что они там принимают, это полный шмурца, бубоч, это противозаконно, умдуис. Они отталкиваются от подлога, они не в курсе, что там произошла вот эта вот подмена. Соответственно, это считать серьезным мы не имеем права, все остальные, то, что они отталкиваются. Потому что в нашей Конституции, в оригинальной Конституции, религиозные объединения отделены от государства. Все, там никакой шарикат не может быть в государстве. Все дальше уже принятое, оно полностью противоречит оригинальной Конституции, и мы не имеем права, не то, что не имеем права, а люди, которые вообще мы не имеем права следовать этому по Конституции. Все вот это подмены. Да, Да, из-за тебя хылок. Потом в итоге начинается вот это второе вторжение, там, Дагестаны, шариаты, похищение людей, расстрелы, это все из этого подлога выходит. Яндарбиева и Диговского. Президент играет в шариат тоже из-за их подлога. Провозглашает полное шарикатское правление, президент провозглашает из-за этого подлога. Тут же Закаев с какой-то группой возглавляет эту группу, комитет по созданию шарикатской конституции. В 98 году они начинают эту кампанию там. Пытаются создать конституцию на основе конституции Ирана и Пакистана. Ибраим, у меня вопрос встречный. А вот это все они делали еще будучи, находясь на территории нашей республики или уже в удаленном режиме? Естественно, да. Не, подожди, тогда это делается на территории республики. Потом начинается вторая война. Вторая война, когда началась в 2002 году, говорят, что какие-то собрались там, какие-то там эмиры, какой-то Хиляев Дардаил, которого... В лесу на пеньках, Алла. Да, Хиляев Дардаил, которого там нету, президент Масхадов, на пеньках, да, в кустах. Я тоже там, я тоже в это время там в кустах нахожусь. И что теперь? Я теперь что? Имею какие-то права, вот со кусты шупаву, я теперь буду писать Конституцию. Конституция вообще во всем мире, нигде Конституция не работает на момент военного действия. Ее отодвигают, там работают военные законы.
никакие конституционные поправки, изменения не работают. Потому что в военное время все понимают, что могут там людей вынудить, захватить, угрозу какую-то сделать, давление, все что угодно. И не имеет права никто, это уже Конституция как лежала в стороне, так и лежит. Но Акар Гудя, что вводят, короче, исламское государство, вводят новую Конституцию под названием Низам. И полностью, и прописывают там, почему они ее ввели, как они на протяжении всей истории подгоняли, короче, вокруг этих всех наших политических деятелей, крутились эти жамааты, и как они их принуждали потихоньку идти шаг за шагом к шариату. Там все у них в низаме прописано. И вот теперь Конституция звучит так, первая статья, Чеченская республика Ичкерия, это исламское государство, бла-бла-бла и так далее. Потом в соответствии с этим, в соответствии с исламским государством, которое эти люди в кустах ввели там, то есть если всему этому подлогу следовать, мы идем к чему? Дальше, следующий шаг за шагом. Если следовать подлогу Эдбигова и Эндербиева, мы приходим в 99-й к полному шариатскому управлению, а потом в 2002-м принимаем низам, и у нас становится исламское государство с новой конституцией, низам, которая называется. И до Умара в соответствии с исламским государством, в соответствии с Кораном и Сунной, объявляет себя эмиром Эмирата Кавказ. Что он имеет право делать по шарикату. А потом следующий... Да, он как и подобает, как по низаму он сделал все правильно. Потом следующий этап, следующий шаг, это после гибели Докки, там его предшественник, его последователь, он вмилуясь, эмир какой-то Хамзат, Асламбек Батюкаев, он становится эмиром, уже эмиры у нас арабские названия, уже эмиры у нас, эмираты у нас. И вот этот эмир, который последователем Докки является, вот по наследству там им это эмирство передается, после там дагестанца какого-то. Он делает присягу Абу-Бакру аль-Багдади. Все правильно там, если кто хочет этому дерьму следовать, он попадает в Багуз. В Алеппо, в Багуз, пожалуйста, флаг в руки вам, надо пыльшу, категорию, пурмалуэл. Ибрahim, i moment jag подчеркнуто еще и бэат всегда где المدى уже i moment даму не аксарот югер. Охар, худо хам, эсэм. Охар, худо хам. Долго, короче. Поправчин, вожадин. Шаве кырзавяка. Шаде, короче, метавяка. Датетен, сатетен. А когда уже запахло жареным, тут они, короче, ни при чем. Мы Не, и Альберт, Субахан, и Бордиол Берг, Юхмуенцак, Ибрahim. Из Хиндс уже сейчас накладно говорить о шарикате, о прямом исламском государстве ислама и Леванта. Сейчас приходится откатываться. То есть, если ты об этом говоришь, то это опасно. О Эмирате говорить тоже опасно. Только в Турции можно. Поэтому сейчас все опять к Ичкерии, к Тагутской пытаются прислониться. Если вот просто здесь суть в чем, вот в этом сейчас сделанном комментарии, да, вообще суть в чем. Если мы считаем действительным подлог Идигова и Эндербиева, если мы вдруг каким-то образом эти незаконные действия их принимаем, то мы автоматически попадаем в Багуз. Последняя точка, откуда все поддерживающие этот подлог, считающие его за правду, их последняя точка в Багузе.
И с этого момента они только могут двигаться дальше. Остальное, кто там на полпути и двигал там до 99-го года, дальше не тянет, не хочет почему-то понимать то, что там права женщин урезаны, то, что в государстве каждый гражданин имеет право исповедовать религию в рамках ислама, это не хочет принимать Идигов почему-то. То есть только свой подлог хочет Идигов принимать, который ему в Европе не безопасен. То есть, который ему в Европе безопасен. Только этот момент. На дальше не идет. Закаев точно так же там куда-то до 2002 года дошел. Дальше не хочет идти по шариату к Эмирату Кавказ. Почему-то там якорь кинул. Следующий персонаж это брат Доки Умарова. Вот этот, которого там в Турции драконер. Он кинул якорь в Эмирате Кавказ 2007 год. Дальше не хочет двигаться полностью к этому халифату. И самые искренние, кто до конца прошли, это те, кто до Багуза дошел. То есть до последней вот этой точки халифатской. Вот они искренне в своих намерениях. А вот эти, которые теперь в Европе сидят, ваничкери, мекшери, полуисламские, исламские, и вообще серьезно, мадать. И серьезно, я человек серьезного. Нет никакого варианта, если считать вообще абсолютно тому, что им приказал Абу Бакр аль-Багдади всем явиться в Сирию. Они сами убежали с поля боя, с поля битвы, джихад, к которому все призывали, когда в Чеченскую республику пришел, они все соскочили. А это равносильно вероотступничеству. Точно так же в кафирскую страну приехали, здесь живут, то же самое, плевали на несколько аятов Корана. Выбрали покровительство кафиров вместо мусульман. Сегодня, спустя 20 лет, когда уже окрепли, на ноги стали, не хотят покидать кефирскую страну и переместиться в шариатскую мусульманскую. Тоже плевали. Когда Абу Бакр Багдади их полностью сделал им амар, приказал им явиться в Багуз, явиться там, в Алеппо и полностью сделать себе присягу, что он является эмиром правоверных. Они на него плевали. И представь, люди, которые на него, на это все плюют, мы должны этих людей серьезно вообще воспринимать. А Костецкий, он принял вызов? Есть Светлинский. Я вот Светлинский, Костецкий, они говорили, вот, дайте нам дорогу, там туда-сюда, там мы, там вот, там Багузи, там все такое. Где они? Костецкий говорит, кто пойдет, кто не пойдет, твое какое дело? А? Иду, что добавок, мы сейчас сарказм делаем, там все такое. Алина, ногти, сам доволишь, в самом деле, ну сколько можно уже, ну гушмату есть. Просто вот направо посмотрел, налево посмотрел. Настолько это легко понять. Hens почуться чувался какой-то упырь, почувствовался на интернет, чувствовался какой-то упырь появляется Немножко дополнение. и говорит, я сейчас закончу, и говорит упырь, меркия терчува хазгиллах, ду вокчун емег меркия чханч. Амма шичва оша меркия тет, ичва бью адату. Хайвана хайерза, вокне димчу меркия тер, и мичар делал. То есть какой-то умник решил, что сунна вот в этом месте ее можно подвинуть,
А вот в случае с шичами это очень биоадат у нас, и только нужно сунны придерживаться. Иштар таша йол упырю, под себя подгонять дешь там, ичи, хадичи. Те, кто полностью не соответствуют, да, там, не аятам, которые им не позволяют переселяться в кефирские страны, вот приехали в кефирские страны, сели, и куда-то вот такие группы заходят, и тебе такфиры делают, шудин, туда-сюда. Вообще, мелчо приходит, говорит, что-то, ойлич, до того-то. Клоуна дают натурально. И чермо вистрела, духлях с микрофоном. Ничего, говорит. Ибраим, там, кстати, подводная... А что, дик расклади? Но это как бы хагущел расклад. Никто с этим не может поспорить, потому что это доказать это не проблема. Альберт, что делать? Доказать это не проблема. Да, не может. Все надо где миром, кстати, одинаково мыслим. Я не понял, что не может? Наши сердца не может, Бож, и Вацер, Алим Паша, и Санна, доказать. Значит, наши сердца не могут доказать. Так вот, там есть подводная часть. Да, не принять. Подводная часть, о которой мы только-только начинаем догадываться. Дело в том, что и гумждуин, и шариат, да, и конституции менять, то есть им же, зачем им просто с бодуна это делать? То есть та финансовая заинтересованность очень просто от балды, короче, гумждуин, что хрустер оказывается. То есть там были замешаны эти братья-мусульмане, понятное дело, что там Гибня тоже в этом участвует, но я царь, то есть за деньги дингумдукы, вот этот, возьми даже вот простейший логический расклад. Зачем вот этот Идигл, он же из своего кармана Гуолсон, каждому по 5000 луж, короче, где он взял эти деньги, зачем ему вообще кому-то 5000 давать? То есть откуда-то пришли деньги на это. И понятное дело, что львиную долю досталось ему, Яндарбиеву, и они часть этих денег использовали вот для этой подмены Конституции. Логично, дуй? Ибраим? Тесла, кто написал нам русский суданский уголовный кодекс, на твой взгляд? Нет, я говорю, что на эту операцию, на изменение Конституции кто-то выделил деньги. И логично, он. Хетдер, потому что там фигурируют уже деньги. Да. Бесплатно это им в смысле, короче, и нах булаш им душ там щекис на рах служит, да никто не будет от скайна, короче, честнее кому-то там мелко да его ушах 50 тысяч, 100 тысяч, раздавать депутатам из своего кармана честно заработанные своим потом и кровью деньги, чтобы они там фразу изменили. То есть на это 100% очевидно, кто-то это спонсировал. Кто это спонсировал, становится логически, вытекает, и 100% очевидно, куда поехал Яндарбиев, Том Вольберч. Куда он сорвался? В Катар. Значит, деньги были из Катара. То есть тоже это логически завершается. То есть откуда его сфинансировали, туда он не поехал. Он не поехал, не знаю, в Сомали или Мавританию, то есть, потому что тоже завершается, да, логически вот это. Откуда его Жиндач, он рассчитывал еще получить... Ты слишком сильно полномочия даешь арабам, которые, на твой взгляд, без санкционирования русских могут лезть на их территорию и безболезненно там творить, что хотят от себя. Не. Мы сейчас внешний слой Ахаястан, мы идем за вторым слоем. Может, там под пятым слоем Раска Ахмабара, короче. Пока Хагуштик думаем, что мы можем логикой 100% выложить. Мы можем логикой 100% догнать, что анализом просто догнать, что Яндарбиев поехал туда, откуда получил деньги. То есть это просто на раз-два. В этой самой Катаре... В этом самом Катаре есть братья-мусульмане.
Катару мы вообще никаким боком нахрен не упали. Понимаешь? Я Катару, не знаю, я не наоборот, знаю. наоборот, Я не... Катару, если деньги упадут с Русни, если Катару, или оружие, да, там, или что они там, или русских машек там каких-то, чем они торгуются, я не знаю точно. Вот если это перепадет Катарам, то они любой хадис напишут, любого шейха, кто у нас там был, Ибн Бааза, там, Не-не, Масхадова. не-не-не, он немножко эти отношения Яндарбиева и Амира Катара, он почетный личный гость Амира Катара. Почетный личный гость Амира Катара. Он не просто Ну, там... Кадырка тоже по санкционированию русских. Кадырка не Катара, по-моему, а Объединенные Арабские Эмираты, чи Саудии, чи Катар, Саудии, по-моему. Катар это американская вотчина. Она самая большая база американская там, короче, на Ближнем Востоке. Самая большая. Да, но при этом русских этих элит они передают русским за 5 секунд. Что ты ушуса, русский передавать, что ты не даешь мне завершить анализ, короче, не мешай. Так вот, он личный он гость Амира Уи, короче, и когда его убивают, поскольку там самая крупная американская база, просто чудовищного размера американские базы, и, естественно, не с пары американских спутников, там каждый час-два пролетает, и чтобы базы шлэр-еш делают эти снимки делают. Так, и они, конечно, на снимках зафиксировали, как два этих чувака, армейские пятничные бомбу ему под джип, короче, ставили и передали, и катарцы сразу же арестовали этих. Был дипломатический иммунитет. Один был дипломатический, а двое были, подручные. Агенты, прямо из Руси, они их засадили. И тут Путин позвонил Амиру Катара. Позвонил, и примерно диалог со смешным, их диалог, предполагаемый диалог с журналистом. Я его еще тогда читал, и мне показалось, что да, Путин предлагал деньги этому Амиру Катара, и Амир Катар говорит, у меня этих денег как грязи, я сам тебе могу предложить. И Катар действительно самый богатый почал. Видишь, он тебя просто такие Аль-Джазир, американский лобби, мощные. Они сейчас вложились, и Трамп на триллион с чем-то, представьте, триллион с чем-то в американскую экономику. То есть на триллион 200 миллиардов. Путин это не, он прям Амир Катар, вот ему Путину отказал, то есть у него не нуждается финансово. Да, если Путин купил бы Амира Катара, то ему не нужно было захватывать спортсменов, борцов каких-то катарских, под придуманным предлогом их в аэропорту Шереметьево с пересадкой они куда-то летели, их задержали. То есть видно, что переговоры неудачные. То есть Путин не сумел Амира Катара убедить выдать этих сам. Далее пошло уже, короче, я не знаю, кого там подключили, может, американцев подключили, может, короче, и спортсмен, Амир Катара в конце концов уступает давлению и делает естественно, своей восточной хитростью судда шариатские, ищи осудить-то вина, то есть этих ребят осуждает, потом они, я не знаю, что он сделал, может, деньги дали, может, еще-то этой жене и детям, вот этой семье этого Яндарбиева, по шариатскому закону простить убийцу прощают. То есть можно простить убийцу по шариату. Аслан Артуев на это указывал все время. Он несколько раз со мной даже спорил, и типа из шариата, да просто выполнить на Амир Катару, короче, простил убить. И все того, что мол, раз шариат так говорит, можно Путин давилер. Ту спортсмены ждахицер. Вот по моему анализу. Абсолютно никаким боком Катар к нам никакого отношения не имеет. Абсолютно. Нахрен мы не упали. Кроме какой-то выгоды, чтобы...
Индия вопрос Зачем, вопрос тогда, зачем Гендербиев едет в Катар? Вот я тебе и Просить говорю. деньги. Да, Просить деньги. никакой выгоды Катар от нас не имеет. Нахрен мы им нужны какие-то деньги нам давать. Хорошо, Катар ведет переговоры, Катар ведет переговоры и служит посредником Хамаси, Израиля и Америки. То есть и заложник Хаббалица были. Нахрен Какой ему нужны... Хамас? Какой Хамас? У Ладно, нас собор вот есть, есть Русня вводит в 98 году Ибраим, огромный бюджет военную программу. Наоборот, выгладую, Ирвай, слышала его, Мада. Катар, ему нахрен не упали Хамас. Зачем он ведет переговоры за них? То есть Катар самая большая вот эта организация братьев мусульман находится в Катаре, самая большая. Турции, в Египте была, из Египта она в 80-х, 90-х переселилась в Катар. Катар начал жить. Все правильно, в Катаре находится, все правильно. Да. А Эрдоган узнает, брат. Никакого интереса от нас Катар не имеет, кроме заказа. То есть, если нас заказывают Катару, Саудовской Аравии, нарисовать любой хадис, нарисовать любой аят, нам, пропихнуть какой-то шариат, только тогда у них появляется интерес. В противном случае мы нахрен не упали Катару, чтобы нас взять и под русню затащить. Вообще смысл я не вижу никакой. Кто говорит, что Катар под русню? Подожди. Кто говорит, что Катар под русню? Наоборот, вы освободиться. Мадинни Халимов сразу через Халимов. Вы освободиться Динчулка. Мы были между войнами. Освободиться Динчулка у нас начинается начало второй кампании. Нет, не начинается. Как не начинается? Нам полностью закидывают нас литературой, Дугины идут в ход, Джамали, Гайдары, начинают с нами работать, переводить литературу в русне, привозить нам какие-то уголовные кодексы. Что, русские, по-твоему, сидят и моргают, хлопают глазами и смотрят, как Катар их имеет полностью. И зачем, и где Катар? Я русский, ты меня обвиняешь в том, что я не говорю, что русские ничего не делают, Бог. Молодец, что зачем ты остаёшься на меня проецируешь? Да, я говорю, что я просто тебе объясняю. Русские свои работы делают, оставь русских, потому что в этой истории есть два компонента. А у нас компонент все время. Ты все время один компонент. И это, кстати, потом может боком вылезти, и делаешь, что царь палком гурбац, и ты такой, русня. Я туда Европу должен затянуть, которая финансировала русню. То есть Европа, значит, замешана. Клинтон, против которого Дудаев объявлял шариатское уголовное дело. Братья мусульмане, братья Европы, они шариат не имплементируют. То есть шариат чудовищ. Ты не пытаешься, а просто это размазывается полностью деятельность русни, под которую мы подпадаем через любой баган, через баган Запада, через баган Катара, через баган Хамаса, через кого угодно, мы оказываемся у русских в заднице в итоге. Вот о чем я говорю. Зачем мы Хамасу, мы вообще в задницу не попадаем, никому мы не Я тебе пример даю, что Катар в переговорах участвует, хотя хадиса им вообще не нужно было это делать. То есть, шей не нужно, он делаешь только государство, шей бол хабиш. В Афганистане он говорит, вот все эти ваххабисты, все эти междики в Пакистане, все эти на границе базы и Муджахедж, Мостумеш, это снабжалось Саудовской Аравией, Катаром и Объединенными Арабскими Эмиратами. Не американскими деньгами, американцы давали, Рейган оружие дал, Китай даже покупать, а не оружие. Этим делом занимались они. То есть их снабжала Саудовская Аравия, Катар и Объединенные Арабские Эмираты. Все монархи залива работали против Советского Союза в Афганистане.
Тесла, То есть шейхов я есть вообще, людей. ты вот эту чисто информацию, что там... Не, ну дай мне высказать свое мнение, тоже, Ну я какой тоже Гаски? Причем без Гаски? Я говорю, что есть, у них своя повестка есть, Баас, у них есть своя повестка исламская. А вообще, мосту никакой Гаски, исламской повестки мы им никаким боком, никакой исламской повесткой, кроме выгоды какой-то. То есть, если им заказывают какому-то саудовскому принцу, королю, хрену какому-то, заказывают нас обработать. Они впускают в ход своих Ибн Баасов, Халидов, Фулейджей, потом вот этих гинекологов всех, которые русскоязычные, по России понапичканы сейчас, Хаехам Шбеш. Они их включают в дело и за это имеют от Русни выгоду. Потом сосутся и как ни с кем через руку, чуть салам шлеч, встречаются и любезничают, и нормально ведут свои выгодные отношения. Остальное мы никаким, ни арабам нахрен не нужны. Никогда они через Русню к нам не полезут, не посмеют. Они там у себя в пустыне неплохо живут. Зачем Яндербиев едет в Катар тогда? Зачем? Куда вычу тебе? Нахрен не нужно, так куда вычу тебе? Чтобы Яндербиева подловить на религиозной теме, его нельзя пригласить на Лубянку напрямую. Его нужно в Катар пригласить, его нужно в Турцию пригласить, его нужно в Саудию пригласить, потому что Яндербиев на Лубянку не поедет. Он не до того, как бы напрямую, чтобы всегда его напрямую сразу тецуах, по-моему, Поэтому нужно дополнительный какой-то вот этот вот обходной путь, где его нормально осуществляют вот эти вот партнеры русских, которые и партнеры американцы, да, они за Ближний Восток бороться даже будешь. Эти у них хотят выбить этих катарцев, едут туда, танцы им устраивают. Эти себе их хотят выудить. И борьба, мы видите, я вижу. Но в нашей ситуации мы абсолютно никаким боком напрямую этим только через заказ чей-то. Если нас им заказали, их шейхов в ход пустить, нарисовать нам любой хадис, аят, что у нас и произошло, и происходит по сей день. Вон Халид и Фулейджи сейчас все засуетились, говорят, не говорите на какие-то эти темы провокационные и так далее, говорите вот так, бог, сейчас засуетиться, у них полностью идет программа. Я не знаю, что лобовую. Государство, и Швец, вот эти, ты не знаешь, не политик, поэтому ты судишь, как бы из черной ящика. Нет, я сужу по выгоде. Катарцы ж будет? Нет, не судишь ты выгоды. Катарцы ж Саудии, на ножах, например. Объединенные Арабские Эмираты, я вижу без, я горше без. У них нету объединенных действий. Вообще нету. Короче, поэтому, тем более, они не могут... Саудиты с Путиным дружат, а вот катарцы не дружат с Путиным. То есть тоже разница сидят. Короче, при всем при этом они передают катарцам своих ФСБшников, которые там преступления совершают. То есть за какую-то выгоду, за услугу там могут и Яндербиева пригласить. Выгоды, зачем спортсменов хватать? Спортсмен, халат, видишь, мадат, выгоды. У спортсменов хватит. Путинская ФСБ катарских спортсменов задержала в аэропорту и под предлогом посадила. А они не ждать ответить. То есть это показатель мой, что он отказался Амир Катара. Яшина тоже привезли в Европу, чтобы поменять на хренашина. Это не Европа, там абсолютные лидеры, диктатор, я просто тебе хочу сказать, что просто так, чтобы не отдали, да, вот взяли и из Германии Красикова, чтобы не передали, можно его на Яшкина поменять, и это будет как обмен. Понимаешь, там тоже ситуация. Когда тебе напрямую поставили... Я сдаюсь, потому что
Дерек dünya тех ФСБ, короче, массу контролирует. Все правительства, всех диктаторов, короче, всех массу. Саннейшая повестка, даже, наверное, Афганистане от 15 жыл был, и Венесуэле 15 жыл был, и Саудовская, еще по заданию КГБ, то есть одна повестка, есть только один путинский. Вот я с этого повестки, вообще Турция, я интерес. Там не я интерес. Там всегда КГБ оказывается. Повестки, тебе дают портянки и говорят, дайте мне вот этого чеченца. И тебя меняют на портянки. Все, и интерес. Его интерес, объясни мне какой-то другой тогда интерес. Я не пойму. Объяснение другой интерес их в Афганистане. Удалось, что десятки миллиардов от этой монархии залива в Афганистане томбает. Им же не выгодно это. Афганистан, вон где они там. Я и не там знаю, нефти, и там кто, нефти кто нет там, никакой. кто там какие-то И там доллары нефти давал. нет. Ибрам, ты не прав. Ибрам, ты не прав. И хуй взять себя в Катар, перенес Египта, перенести ердо, хуй десер, мусульман бошек, Царь Лиля Шмаю, они финансируют, она находилась там в Египте, они ее перетянули сюда обратно, Шейхай Алин, финансы отсюда идут, Шейхай Алин контролирует, ты ж аж будешь. Был их интерес там интерес, тут интерес. ФСБ, массу ФСБ, где что? Интерес, все, массу ФСБ. Да, он, значит, как будто бы Аска вообще Цуюка, бац, все в этом заинтересованы, а мы... Что-то выстали так. Мы все... Сири беш Deutschland будет интерес. Россия мы... с Европы будет через Катар, а что уж будет барыш. Мы все, уже в смысле сбить то. Мы все попадаем в русскую задницу, а почему-то выгода это катарская, какая-то саудитская. Я не говорю, что выгоды нету там. За то, чтобы нас в русскую задницу засунули, эти люди, эти страны получили свою выгоду. И все, они нормально процветают, живут. А мы у русских в заднице. И русским хорошо, и катарцам хорошо, и саудийцам хорошо, и всем. Я выиграть вещи просто. Я свое мнение высказываю, и его можно воспринимать, можно не воспринимать. Я просто сужу по результату. Я вижу, что мы в русскую задницу только попадаем. Кто бы тут не заинтересован был, кто бы тут каким боком не стоял, мы находимся с русской бутылкой, с русской бутылкой в заднице мы находимся. И все, больше тут я ничего не вижу. Абсолютно. Абсолютно согласен, да. А выиграть вещи, играть вещи, что интерес, там переспорить, просто я по результатам, раз я что, кто, каким боком, арабам мы вообще кто. Я понимаю, если арабам какая-то Америка или Израиль, там кто-то заплатил, давайте русню подручите, или наоборот, с этой стороны русские заплатили, давайте там через Хамас израильтян дрючите. Тогда я понимаю. Это чтобы вот эти какие-то там нам никаким боком через 20 стран от нас живут, и чтобы они какую-то выгоду от нас получали, где они ее получили, зачем на нас вообще тратиться, зачем им мы вообще упали. Зачем? Как зачем? Хаджи Яшнах будет. Там знаешь, как Ибрагим. Количество людей Хаджи Яш. Ибрагим, знаешь, как можно предположить вариант какой? Непосредственно от нас им, возможно, и нет никакой выгоды, как ты и говоришь, это выглядит логично. Но России выгодно, чтобы Чеченская республика была в ее составе, и вот этого принципа домино не сложилось уже. Если у чеченцев получится сделать свое хорошее государство, найдутся на Северном Кавказе и другие регионы, захотящие то же самое. И, возможно, вот Россия... Мы с тобой как раз об этом и одинаково, я же это и говорю. Да, и возможно, что Россия, говоря, что вот мы хотим, чтобы были так-то, так-то, помогите нам там-то, так-то, а Катару за это другие ништяки, которые им интересны. То есть я к тому, что мы в этом случае, может быть, не являемся прямым интересом Катара, но вполне можем быть разменной монетой в всех вот этих комбинациях.
Так мы не просто вполне, я наоборот того мнения, что мы полностью разменная монета для Катара, для Саудовской Аравии. Я же объясняю, что Халиды Фулейджи, всякие Ибн Аббасы, всякие Усеймины, все вот это Юдашкины, Димашкины, вся вот это вот мусор, даже включая всех гинекологов, которых они пропустили через Институт дружбы народов в Русне, все они сконцентрированы на то, чтобы мы были радикальными ваххабитами. И, соответственно, мы не вылезем никогда из русской задницы. Извиняюсь уже, да. Чуть-чуть откровенно слишком. Да, с этим я согласен, да. Чтобы напрямую куда-то нас как-то пытаться купить через кого-то, зачем мы сдались какому-то Катару, там, Матару, и что они с нами сделали, какую выгоду кто от нас получил. Абсолютно непонятно. Они себе там Какую живут. выгоду они от Афганистана получили? Ответ, какую выгоду получил Объединенные Арабские Эмираты, которые 10 миллиардов вы потратили на афганских муджахедов? Какую выгоду они получили? Влияние распространяется. Им деньги не нужны. У них деньги, деньги, у них есть деньги. Им нужно влияние. Люди, когда получают баснословные деньги, они начинают заниматься влиянием распространять. Вот эта организация «Братья мусульман» занимает именно, называется она «Братья мусульман». Турция, знаете, такая организация, например. Что влияние распространять, они точно таким же способом в Афганистане среди этих муджахедов распространяли свое влияние. То есть, когда они эту русню могут с потрохами купить, Путина финансировать. Какое влияние на нас распространили катарцы сейчас? Можно объяснить? Никакое, потому что у них не получилось. Но у них была попытка через Халимова влиять свои исламские, братья мусульманские, которые Герня перехватила и тоже использовала. Поэтому у нас две группировки. Одна вот эта... У нас две группировки. Одна ГБшная с Удуговым, который стоит там за этим, и другая вот эта братья мусульман Халимовская. То есть еще группировка Хьецун, когда над нами работают две группы. Поэтому они друг с другом цапаются. Я хочу выделить, скорее всего, вот это братья мусульмане и группировки. И поэтому весь пазл складывается, и действие Яндарбиева полностью складывается в этот пазл, И Халимов, Яндарбиев, и у меня пазл наоборот складывается. Конечно, можно твои версии. У тебя всегда ФСБ за все, поэтому разговоров нет. Твои версии, потому что я уже Ты не смог ответить, какая выгода им, что афганистанский муджахедчин, почему он есть царь? Тесла, Сун просто афганский вопрос. Дик знакомый, да, Сун? Я просто чисто с нашим вопросом знакомый. Он катарский вопрос, знакомый. Не, я зато свой вопрос. Вой вопрос. Вой вопрос, Дюйч Мамат туда, вой вопрос, Дюйч Мамат. У них там такие же Путины есть, такие же спецслужбы есть, уже 100 лет государства, и уж Хамух, Мамбуш, шейта интерес шелнах, Мамбуш тоже на это почве этого ислама. Суна, вой вопрос, Дугуш. Я вижу, что в нашем вопросе, кто получил выгоду, кто нам полностью на русском языке всю литературу втюхивал, я вижу. Кто нам по сегодняшний день ее на русский язык переводит и на русском языке это втюхивает, я вижу. Измениться я на нашем вопросе, вот на собственной шкуре вижу, как русские взрывали дома собственные в своих городах, и их рязанский сахар. Я вижу, как они травят и расстреливают. Ислам придумали русские, я знаю. Ислам тоже придумал. Все, что они... зачем ты так, ислам? Я не говорю, ислам русские придумали. Да, в нашем случае это русские его придумали. Но его заказали вот этим вот. Аккуратно, заказать. Дичан царь, он уешал, диджмо, он уешал, фатва, это свахадылш, аж помощь. Хинстя хохкуз хаджан просто, вот посмотри. Давай сейчас чуть-чуть разрядить, чтобы обстановку... Да. ФСБ на машине времени отправила и придумала ислам, чтобы потом чеченцев захватить.
Всех мало вопрос, всех хотел. Я не Ты пытаюсь... знаешь, я это дело анализировал, я смотрел, и царь Вулилду, Укар Вулилду, и Уду, Вашходу, короче. Я 100% уверен в существовании двух группировок, которые и именно это все объясняют. Теперь Волта, Гамоли и Мубахалеш тоже это объясняют. У тебя я знаю, бесполезно, ФСБ у тебя массовым бьют, все, это понятно. Все. Никто с тобой не спорит. Спорить без вату, ФСБ, все. Успокоиться, я не собираюсь. Я просто выходить эмоции, абсолютно у меня, я этим не страдаю, я там на людей. У тебя ФСБ. ФСБ ярлыки я не кидаю ни на кого. Я просто вижу, что с нами происходит и в чью задницу мы попадаем. И все, меня вот это вот я вижу. Остальное все, что там, кто замешан, татарские, какие-то хамасские, это все уже используемый вот этот ресурс для того, чтобы нас засунуть в русскую задницу. И все, больше там я ничего не Вы вижу. засунули Шанов, которым нафиг не нужны. Они свои интересы, там где-то какие-то свои интересы решили, и нас отдали России, там, подставили под Россию. От того, что они потратили там какие-то деньги, ничего они не проиграли. Они где-то что-то выиграли, Россия пошла на уступки. Но Ираки, Иране, Томбуршен, почему Катар снабжал деньгами Ирак, Саддама Хусейна? Они снабжали его деньгами. Почему война потом началась? То вот он обижен, что они потребовали назад вернуть деньги Саддама Хусейна. Вот я ролик просто покажу, Таджим, разрядить обстановку, как это вот работает. Ищите проблемные и дискуссионные темы, в которых есть разногласия. Оставьте эти дискуссионные темы ученым и обладателям знаний, и не поднимайте их среди простых мусульман, поскольку простой мусульманин не понимает эти темы. Простой мусульманин хочет лишь, чтобы ты побуждал его совершать молитву, выплачивать закят, поклоняться одному Аллаху. Это то, в чем нуждается простой мусульманин. А поднимать среди простых мусульман вопросы, которые приведут их к взаимной злобе и ненависти, это издеяние шайтана. Шайтан желает разобщить и разъединить мусульман. Таково мое наставление каждому, у кого есть страница в интернете. Будь призывающим к благу, будь Вот просто, судя по вот этим вот тенденциям, по вот это, как они суетятся, как я просто делаю вывод, что эти компании нанимают русня и аккуратно ее на нас принимают. И вот эта выгода очень хорошая для вот этого Ближнего Востока, для арабского вот этого мира. И я же полностью это подтверждаю. Тесла, Ибрахим, объясните, что... Ламан повестрелита, Альберта, Владуша. Хорошо. Сега, короче, положение мухл тарлогин, ши не слушай. И Яндербиев, когда он уже перешел на эти религиозные рельсы с помощью, возможно, скорее всего, Катара, Россия перехватила эту инициативу и начала нас заполнять своей литературой. Понимаете, что не слушай, бабу, что все равно бой. Давайте, короче, мы возьмем эти как бы борозды правления, а царь перехватить инициативу. И я как раз Ламу, Ибрахим Резват, он читает с самого начала было это дело. Примечание, То есть я роли ФСБ не отрицаю, но считаю, что там и другие игроки. А у него только роль ФСБ, всех других игроков он считает агентами или, не знаю, ФСБ. Не сам Болбеш, а все остальные это нанятые русней, то есть игроки, которые там выгоду свою получают от русских. Будь это оружие, там калашники, там бабы какие-то, что они еще могут там дать, это они от русни получают. Вот с убежденным мнением. И в остальном всем куда-то, чтобы как-то лезть без воли русни, там
воинца на юг через всю эту русню. Тем более, вот то, что я сейчас видео, вот этот ролик показал, да, с вот этими всеми их действиями там, которые они на русском языке в нашей среде распространяют. И вся вот эта кампания, она как раз таки подтверждает на мою думку, что русня это осуществляет вот так. Ну, Эндербиев, не забывайте, что он в Катар попал через Турцию. Он в Турции собирал деньги, типа как, вот это помните вы, да? Турция головне качуется. И жим кию хаусвай. И вы, сушин версии, щит хатерию, но сушин тад, Ряд версий. У меня, я говорю, и эти работали, и эти работали. Он говорит, только эти да, они работали. брат, да, все, Ну, мне кажется, не У стоит меня сейчас вопрос, спекулировать у с меня этим. вопрос, не вопрос, слушай. Хаусейшин, жим кию, почему ночи и почал, его всегда, вот, мы слушали вчера одного и другого, знаем, через Турцию Hulkцарь агент, да, засылать как они этого своего агента Шамиля вытаскивали из Чечни через Турцию агент засылать. А Хинца через Турцию моей, Шайлом, и этот Ендербиев в Турции работал сначала, потом он перебрался в Катар. Тесла в этом прав, что братья-мусульмане, потому что и руководство Турции, братья-мусульмане в это входят, и эти входят, и военящил, и ударят, и ночи почал, его гош. И почему всегда это происходит через Турцию? И духса вопрос. Потому что у Турции есть договор с Россией. Когда Россия будет разваливаться, все переходит в Турцию. Крым, Северный Кавказ и так далее. Татарстан, Срочное Башкирия. обращение к господину Помпео. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, Помпео. И Турции государство... Машло, миллион инопланетян. Машло. Шифровался. Не, Турция что гагало, да, Ататюрк и государство Турецкий республик признательно один из первых России. Сан вот я шкидек я слушаю что отношения лабу и нафтас инца ёксе. И сахом соглашен от суманда. Да, и деньги чеченские тоже Турция печатала. По-моему, не Турция, а Англия, Не, не Франция, где-то там. Турция печатала? Нет, по-моему. Нет. По-моему, не Там Турция. кто у них был? Какой-то министр, вот что это, что-нибудь был. Ой, 2 страны печатала наши деньги. Германия и еще какая-то страна. Британия и Германия. И грассадник от Турции чую хинца сунмасан сигаю, да. Вой Турция, вой Сирия, энти дабюк берш сига бол через Турцию, да чук чукуш, да. И соглашен от суманда. Турция как бы использует вот шейн выход то есть они не хотят ислам использовать для управления, но проецировать его на эти шеи, прокси шеи, сателлит шеи, на них они могут. То есть они используют ислам чисто для внешней политики. Для внутренней политики они ислам не используют. Ну, что это популистический умуш, да, как инструмент они не используют его. Только на этих, как внешний инструмент. Ну да, Тесла прав. Вы помните момент год-два назад, когда Турция шантажировала Запад, короче, и шел бизнес, да, чего-то решил, они шантажировали этим.
То есть, Тесла, мы согласны все, что нас использует Турция для своих интересов, да? Ну, Турцию я бы не стал так. Да, да, И вот эти организации, да, братья да, мусульман, да. Хетсон, занимаешься вот этот, вот именно Халимови, Сюли, и вот молнищи, а теперь связи, Хурейш, Сирамбещи, вот все это, с ним как-то они там зацепились, и Ендербиев там был в доле, видимо, поэтому и прогнал это все, короче. И вторая группировка, это уже вот эти, Удугов, там, Абу Хамза, вот, вот, ну, обычные ваххабиты, Милар его, Тумсо, Халимов, Халитов, короче, вот это уже, короче, ФСБшная, короче, наша игилоидная среда. А горше ищется шей отдельных яйцон группировки, которые Закаеви, вот этот самый Ажиеви, что у них там какие-то эти связи именно с ними, с этими братьями мусульманами. То есть они рассчитывают, что раз, короче, развалится, почал, да, вот, спонсор Шорстер Бушей, они на некоторых ставку делают, на вот этих братьев мусульман, в том числе и Катар, и Турция, и так далее. А вот эти делают ставку на другое, короче. А быть, что из-за этого они враждуют друг с другом публично? Например, Тумсо гонит на Закаева. Тесла, как ты думаешь, какой манхадж у этих Курочкиных? Не знаю, наверное, этот, Курочкиновский манхадж. Подожди, не задавай ерундовые вопросы пока. Вы, я, и Катари, и Саудовские Аравии, Эмираты, они конкуренты Волша CBS. То есть эмир Катара не любит саудитов. Саудитский этот Залман пытается, короче, подлизаться, разрешил женщинам водить там это, то, все, короче, третье, пятое, десятое. Но самый богатый из них это именно Катар. У него денег просто валом. Вот, а я спрашивала, например, если бы они все вот эти Тумсо, Закаев и вот эти, ну вот эти вот все были бы как бы связаны с Кремлем, так я думала, а почему они между собой враждуют? Вот, например, Тумсо на Закаева наезжает и вот что-то вроде этого. А вот то, что ты рассказываешь, так как более логично, Хулус, что они конкуренты между собой, так. Это может быть из-за этого, что они вот так публично враждуют друг с другом, там Тумсо, Да, Закаева, да, например. да. А? Да, я тут много раз говорил, что я не считаю, что Закаев это агент Кремля, короче, то есть это не агент Кремля. То есть я придерживаюсь этой точки зрения, и Ахмабагар, их Воушар и Тесвара мубахали именно из-за того, что у них разные хозяева. То есть у этих Гебня, а у этих вот эти братья мусульмане, катарские, турецкие и так далее, короче. Туда лютери, Воушар. Это объясняет. Улицу Тумсоз. Улицу Тумсоз, вот как бы что Закаев это мусульманин, но он его братом отказывается называть. Тумсо так говорил. Ша Тумсо это полный агент. Там А вообще Шмаков мусульман это русский брат мусульманин. Да. Не пахнет. Дело в том, что в версии Ибраима они как бы в ушах, короче, имитируют вот эту свару, короче. То есть имитации Яшму, потому что у нас объяснение моя теперь. Не, ты за меня не отвечай. Если хочешь, я тебе просто отвечу. Хорошо, расскажи, почему они... Да. У Гебни, ты помнишь, например, были такие братья, чья фамилия Буяр, которых последние уже Хусейни, Муслим, Варис, которых Хунра, Техар, Байр, Буяр, такие эти фамилии. А? Вита или Хусейн был, Вита, который не согласился в Эмират. Да. И это как бы Закаев. Ну, неважно, короче. Вот эти братья, когда у них есть ролик, когда они поймали одного Санаката и Ахпен Шайнук Ахиллагуат из Билгалуолцен.
и Билгалуэльча, Цунгаджмиш есть, допрос, короче, и тот начинает рассказывать. Но при всем при этом там еще два шпигуна. Один Темишев такой, мелкий пацан, который я всех сдал в итоге. И еще один полурусский, короче, петух. И если вы на ролике видите, суетится дешбу, что. То есть они друг о друге вообще не в курсе. Они все шпигуны там, стукачок, что юка бахки там, ну, айстращик, подрайстращик. Человек, стукачок. Хорошо. Ну, воушах понятие, я царце, мил-милу. И в нашей ситуации любой полезный идиот или откровенный гебнюк, как Тузик, короче, они не знают, кто на кого, они абсолютно понятия отсты. То есть что технично расставлены. Давай резюмировать. Какая версия? То есть по твоей версии вот вся эта закаевская компания не в курсах, что Тумсо агент и Тумсо Халитов, Абу Хамза, они агенты. То есть в штатах сам. Вы правильно поняли? Да, вот так получается, да, в принципе. Да. Инцидент не по твоей этой вот раскладу, насколько мы поняли, Закаев и вся его компания, там Алим Паша, князь и все остальные не в курсах, что Шмаков, брат Шмакова, Абу Хамза, Халитов, что они агенты. То есть Волша Хатсанша, ГБшный агент, противоположной партии. Ну, Закаев изначально Тузика называл гебником, и Тузика, и Аслан Вацу, Эртуев. И его тоже как бы с стороны из гебники специально ночью пузал. Это на мою версию работает, это понятно. Это на мою версию работает, что Закаев, он там братья мусульмане, а эти гебники. То есть это не подходит. Например, сам вот этот Шмаков, брат Шмакова, Халитов и Абу Хамза, они не в курсе, что Закаев шпион Кремля, получается. Не, я вообще не говорю, что Закаев шпион Кремля, я Закаева не называю шпионом Кремля. И вообще никого не называю. Для меня явно откровенный шпигун, который является братом Шмакова, это тот, кто на них работал, явно в их системе. И сюда прислан, его мотком по голове не берет и ничего, короче. Из шпигун, из отца да, сюда. Но остальные, они не обязательно все откровенные работники присланные. То есть человека можно... Что, Масхадов был шпигуном каким-то там, Вендерби, все вот эти деятели. Откровенные шпигуны, шбацуш. Потому что эта идеология, она таким образом работает, что человек, не зная того, вот сегодня заходил сюда утром Элси, он противник установления вообще чеченского государства, против работы чеченской нации, но при этом считает Ямадаева, Кадырова их гебнюками. А сам себя не хочет считать таковым, который работает на то, чтобы никогда у нас не было государства. Вот что, я тут не заявляю, что я никого за руку, там, свечку никому не держал, но исполняющие обязанности, они все исламисты, все, которые в нашей среде работают, политисламисты, будет политический ислам толкать, они исполняющие обязанные гебников. Вот это я точно знаю. В общем, понятно, что ничего не понятно. Я так и не понял. Ну, тебе это может непонятно, а мне вот так это понятно. Закаевать, он вроде бы опытный человек, чтобы он не знал, кто шпион, а кто не шпион. Когда мы тут на раз-два их разложили, а он не догоняет, как-то это все равно нереально. Ну, я там чего-то опытного не вижу тоже. Я вижу там человека, который пересказывает чужие цитаты, и все. Чужие какие-то умозаключения, чужие цитаты, а это не является показателем. Давай зрители спросим, микрофон занимаем. Что вы думаете об этой версии
не знающих друг о друге этих агентов. Тесла, а версии Оле, они все друг про друга знают и как бы паритет, не топят полностью друг друга. Поверхностно, могли, ну, надкусывают друг друга, чтобы противник тоже их то же самое. Ну, поверхностно, а так все друг друга знают, кто на кого. Возражаю, по-моему, Абу Хамза и со своим братом Мубахали серьезно накинулись на Закаева, мне не похоже на имитацию. На каждого у них есть свои папки, как говорит Путин, друг друга. Поэтому они так держно. У каждого есть. Конкурируют друг с другом, как это было Ты во еще- времена Ахмата Кадырова. У другого что-то напоминаете. Он, я знаю, 100% под-русский. Ну, для меня все эти деятели и какие-то катарские там деятели, и какие-то докторы Хамиди, и какие-то остальная вся шваль в виде Сакар Ашамов. Для меня это все работа на интересы Русни. Я это только так вижу. Да, интересом это одно, понятно. Иван, дай другим людям сказать твою позицию, все уже поняли, до дыр уже его затерли, поняли все. Кто что думает по этой версии? Я скажу свое мнение. Машу, душу, Масагу, Тадикадойл. В общем, в общем, такая ситуация. Как давно ратует Закаев за шариатское правление, его действия мы наблюдали, да, его повязки, там надписи 5-е, 10-е. Это уже вот сколько лет, да, 35 лет почти. И тоже действия Яндребиева мы тоже заметили, его результат его действий и так далее, да. А вот эти вот казачки, которые там Тумсом, это мелочь, она уже только после, это новая волна как бы. То есть о той волне мы точно знаем, их деструктивную работу знаем, видим, результат налицо, мы там, где я сказал Ибраим, вот теперь новая волна, да, они работают тоже, в принципе, ничем не отличается, но вот эта вот первая волна, она не знает, что делает новая волна. Они тоже их там где-то палят, где-то им не нравится их работа, они говорят, о, гибнющий, Аллах, там, туда-сюда, но их род деятельности один и тот же. Баркалшун. Менталь. Прозвучало, когда говоришь, не забывай, что он артист. Насчет повязок, вот этого всего антуража. Он артист профессиональный. Да. Я могу... Лично характеризует. Давайте еще кто-нибудь, а то являемся. Личностью участвуем. Мы обсуждаем явление. Да, какие ваши доказательства, что он агент? Да, сконцентрируйтесь вообще вот на другом, не на личности. Там, Иштвуи, Цитейпан, Варвуи. Это откиньте это и... Альберт, все, дай говорить им. Ожа Тесла, знаешь, что я думаю? Это Томсо, это не видел мир. Он видел мир через этих мулов, пришел в Европу и стал демократом. Он Не, это не об этом. О теме средства шелка. Кстати, Макси односельчанин, может, он знает, что Закаев знает лучше нутро Закаева. Агент, он не агент. Насчет Томска я знаю, Макс подключился, нет? Он будет молчать. Не, я никого не Я просто по словам урсмартановцев могу сказать, что идут такие разговоры, что вот закаевцы, они не чеченцы, как бы, как это сказать? Ну, как бы... Чеченоговорящие. Да. Короче, мне близкий родственник Сурспатан сказал, Элдич, du Элдич, du dadurch ist doch zu was. Вот
примерно его слова, вот, приблизительно, вот такие слова. Это коренной житель Урспартана, вот так мне вот высказался о закаевской фамилии. Дам дуешь, Элдич, Похоже, мы поймали банду с поличными каких-то этих земляков на почве иммигрантской диаспоры в Чечне, объединившихся и катающихся по теме ислама нас, короче, катаешь. Альберт, ты No, встретил? Max Hallenson, das ist Martana Dixon, Дикова Душа, Алатвия. Давайте дадим ему слово. Только Вот. хочу видео мало делаешь, а то он будет с видео Да, разборки да, устраивать. абсолютно. Ряду. Алатвия, Макс, Алатвия. Нет, Все, Халатина, он сейчас по поводу своего односельчанина. Пока не включили, давайте вот выясним, почему Ичкерия. Макс Рёгду Дуашин. Почему Макс? Марш до Алмасы. Буду шуга. Марш Буду до Европе. А почему Альхамдулилlah. Машу. Да, чего? Подожди, вы заметили, как он говорит? Он говорит, худшую в Европе, как будто вот он, короче, король, а Европа какие-то рабы. Вот Провинция. вот, Да, провинция. да. Макс, у нас возник вопрос. Является ли Закаев агентом Русни или не является? И ты, как его односельчанин, лучше можешь ответить на этот вопрос. Какие твои предположения? Агент он Русни или нет? Ичкерийский лидер Укаш Дагуаттенар командир. Ичкерийский командир. Это понятно. Мы годами работали на Закаева, да, и понятно, короче. И я там замазан, и Ибраим замазан еще сильнее. Это все понятно. Но речь не об этом, а не о прошлом. Кто прошлое помянет, тому глаз вон. Давай, как сейчас, вот, ты что думаешь? Оставь нас, короче, неведающих, короче, что делает. Что твой односельчанин Закаев, он действительно агент Русни или нет? Нет, не агент. Все, тебя услышали. Нет. Давайте Значит, агент. высказывайтесь. Тесла, версия Оли. Вот Пожалуйста, если вспомнить, как Закаев соскочил вот с последней шел он был Бенчайна. Все значимые командиры, командующие фронтами, все остались, участвовали. А он, как будто он знал, чем это кончится, информация, может, у него была более какая-то, он соскочил и как консерва стоял, своего часа ждал. И час наступил, ажиотаж. Аслан, нет, соскок ни о чем не говорит. Соскок – это нормальное желание, инстинкт самосохранения. Это не есть доказательство шпигунства. Давайте другого еще послушаем, нашего участника. А Кадыров, вы агент Русни, Макс? Маша Хершин, я могу там маленькую ремарочку насчет Закаева? Хоть большую, Миш. Просим зрителей участвовать. Когда был суд в Лондоне, и Россия, значит, затребовала Закаева как преступника-террориста, в срочном порядке Хасбулатов бросил все дела, поехал, значит, в Англию, тогда был суд, и был помощником адвоката, который защищал этого Хасбулата, и он лично Хасбулата его вытащил. Короче, из-за него, из Хасбулата, его не выдали Русни. Это что-нибудь значит? Это очень хороший аргумент. Да. Да, я ничего на это не могу сказать, но аргумент очень хороший. Недостаточно для полного. В Лондоне был суд. Слушай. В Лондоне был суд на Закаева. Ему сфабриковали дело, что он якобы украл 2 священников, в Урус-Мартане, похитил, держал и тому подобное. В общем-то, сляпанное дело, да?
И это дело развалилось в лондонском суде, и якобы, со слов нашего участника Скорпион Десент, туда прибыл Хасбулатов, чтобы выступить свидетелем и, скажем так, ну, очистить имя Закаева от этой клеветы. И что он, говорят, сделал, типа. Может, это слух Шелмегом, Скорпион. Не факт, что судья лондонский... Я читал, не помню, я читал где-то, но он не свидетелем выступил, а как помощник защитника, он доказал этим лондонскому суду, что они не имеют права его выдавать России. Так как он не является гражданином России. Как он не является гражданином России. Тогда доказать, кто? Скорпион, Сундагдор и Кейшный, и, по-моему, там что-то другое было, но Хасбулатов там что-то делал, я не могу. Но нам надо выдержки сюда посмотреть, Иштиме Хурдацию, там слишком уже это слух не обросло. Это доказать, это вообще невозможно, потому что... Мне показалось, что дело развалилось, это похищение священников Божьих. Да. Мы это можем... Подождите. Раз ты статья Денир и дело, там, по-моему, священник, ну, Бог, а он живой. В общем, царь халтурит дин, дозволится дин Бог. Но я не думал, что Хасбулат это вот царь Дини, это что. Может, его как эксперта пригласили по... Я правильно ли объявила Чечня независимым, может, что-то такое было, но чисто развалилось дело из-за этой дебильных обвинений. Ну, надо смотреть выдержки сюда. Я сейчас не уверен. Это давно было. Как Закаев стал лидером Ичкерии? Вот это мне непонятно. Кто его назначил, как он получил? Вы же его и назначили, вы из него сделали полевого командира. Я назначил, Макс, персонально. Позвонил, понял, все, Пейтис, давай. Да, этот запрос может быть специально сделан, чтобы ему репутацию поднять в сопротивлении. И с таким этим, чтобы... Как Стумсо, молотком. Однозначно выясним всю историю Чеченской Республики. Всю историю. Сейчас давайте. Вот, думаю, сейчас в течение 10 минут мы выясним. Давайте. Тесла, уточните, Мегардариса, то есть сейчас как бы версия такая, да, Закаев, агент Кремля, грубо говоря, да? Не у меня. То есть у некоторых. Да, не у тебя, а просто сейчас обсуждаем такую версию, что Закаев это агент Кремля. И это агент Кремль, или не агент? Агент. Версия Закаев, агент Кремля, именно со стороны Кремля. И вот Кремль обвиняет Закаева, своего агента, вот в каких-то там делах, фабрикует дело, и к нему на помощь приходит человек Кремля Хасбулатов. То есть вопрос такой в этой версии. Зачем Кремлю на своего агента составлять дело и пытаться его вернуть назад обратно? Или это делалось специально, как бы изначально, чтобы сделать из него жертву, что ли? Или я не понимаю вот в данной версии, как все это стыкуется. Ты не единственная, кто это не понимает. Ура, я не одна. Давайте дальше. Самое важное слово Цинкамелюка — пытаться. Вот иду пытаться даже просто. Если бы хотели бы, они добились бы. И шайк Ультузикин, Кайкинч, Ирдагиошун, лордс, публично. Премьер-министр Уица, держа. И это диези публично. Цагуш отцу аудал маваци, лорд. И целенаправленно, чтобы Тузика не выдали России, чтобы он и дальше продолжал радикализировать чеченскую молодежь в Европе, конкретно зайнш датош специально, чтобы не выдали его.
Ну إيش да, так это все إيش страхуется. إيش دين خير دين يحصل زكاة Ну, чтоб не надо отдать выдали. должное. В то время Закаев не топил за политический ислам. Это вот сейчас это все изменилось. Ну, а вы в каком это было? Да, это 19 обыкновенно засланец, это чекистские методы. Кто-нибудь читал операцию Трест? Как они в 30-х годах засылали, как будто он сбежал из России, потом его требовали выбирать, потом эти в Европе его защищали. Вот. И Шейн, сотрудник, внедряет ворксы, они во все структуры везде туда внедряли. Я не знаю, читал кто, не читал. Ешнак, это очень интересная книга. إبراهيم ترى لا كريم شو يندربي ويتشخينا عيرج يولقي عيرج بويسكي يخنك زكاة ورد أدلا شلو دلا كيرو يتوام دعبولش بولش يوخا خيناش برا عربي ولش ديش دوك أميل دوي تشيستي جبشنك أميل درونيس Да, وين تعال إذا ده وين ما تعال отвечает. أمريك نو تعال وين غادي استيخ باشيس وام سوق موي وسو но я не говорю, Это да, я я не отвечаю. говорю, что он агент, я свечку не держал там, это я не знаю, но я знаю 100%, этот человек сотрудничает с Россией. Им Подчеркну, Дина, куда правил? Я подчеркнул то, что на этот период, когда эти судебные там процессы, он тогда не топит за политический ислам. Хотя, опять-таки же, хотя этот низам у них еще с 2014 года висит там на сайте. Вот это тоже надо учитывать. Да, тут он не топит. иранский, суданский, шариатский конституции, я дайс идбек, закай, ворон, Ибраим. السيد تدور نور عليه Там мадar Аллаху Акбар Бошен Тавордыч. Не, я это вообще на него повелся именно из-за его светскости, из-за его образа государственника. То есть меня это зацепило. Порядочности. Не порядочность, я не знаю, но вот это именно человек, который себя позиционирует сторонником восстановления государства и в перспективе человек, который стремится к вот этой государственности. Не вот эти шариаты, мариаты. И хокунтица вахчет Багдади, волч мамуйцу инсук месяц биеллетит багузи. Зачем через эту прокладку идти к Багдади, к всяким? То есть я что хочу сказать, на этот период он очень розово и пушисто выглядел. Но потом, раз сел уже в открытую, он начал топить за политический ислам. В преддверии украинских войн, вот этой русско-украинской войны. Ибраим, а может, тебе он казался таким, может, что он зунул исламисту еще, я не знаю, с 90-х годов, 96-го, 97-го, я знаю, что он исламист был. Может, просто ты как бы еще не вышел из бункера, и тебе он казался таким нормальным. Нет, я Бадыгдыч Хусейну тоже доверял. И Хусейн тоже мне объяснял, что у него... Нет, и Хусейн объяснил, и Цага дебил, молодец, что. То есть все его заявления какие-то, его вообще, сама его персона, вот эта его деятельность, она меня вызывала вот, в моем представлении человека, который стремится, то есть перспективно, государство его, это маршрут, это отсуманка. Но я не допускал, что он занимается будулачеством, то есть вот это установлением шариатов, халифатов. Вот в противном случае я отцу хайру что знаю, тем более Хусейн, Хушарикатчику, Хусейн из Юкмехтик Сулилов. Может, он в политических целях заявляет? Ибраим, мне кажется, что и даже сейчас он шарикатчик в Ации. Он, короче, смотри, вот ситуация какая. Я, короче, оказываюсь за баронов Киреев, на своем месте. Короче, женится вот этот, как его? Нухаев, вы, Хож Амад, женится. Я там на его свадьбе.
Смотрите, короче, да, и я вот там нахожусь, и я захожу в комнату, и там Закаеву, Лухаеву, Камилю, ну, короче, неважно, другие, кто там находится. В общем, они держат рюмки, ну, алкоголь, рюмки. А в это время палками бьют вот эти вот, вон, я еще видео сейчас, в это время бьют палки, там 100 палок, 20 палок, 30 палок, о, там, вождение, боже, да? Я попадаю в эту ситуацию, и гуш. Я сейчас четко могу сказать, что был Закаев и был Нухаев. Вот этих двух людей я точно Позже помню. в советское время он работал на говнюке. Да. И Закаев, они поднимают рюмки они поднимают, там алкоголь. Ну, я вот сейчас сразу говорю, что я не видел, что они выпили. Выпили, не выпили, это другой вопрос. Но они подняли. Вот. И вот Закаев, он сказал про этого Лухаева, он как сказал, Мухайдерсу, да? Сюха. Он говорит, столько денег заработал, вообще сколько может вообще человек заработать? İşte tost ediyorsun, так ситуация сега. И, блин, что он воет, если Закаева там прижать к стенке, знаешь, что он сделает? Он заплачет и скажет, не я такой, жизнь такая, я хотел как лучше. Это единственное, да, хидек шадек дитерас, да, я закрыл бы глаза, но и там, да, дуса, шунаха, и буду. Син отношения, Березовский схалил отношения, интересно, да, что он хотя бы Сунаху, вице-премьер, Сунядная должность лять Закаев. Он прекрасно знал, кто один из организаторов второй чеченской кампании, Березовский взрывы домов, как они привели этого Путина к власти, он привозил деньги в Чечню, он оплачивал вот эти все дагестанские походы разные там, и так вот, имел уху, что сын схлёцин отношения, и юкса вопрос, да, почему. Вот исходя из этого, со отцумна, сын схлёцин отношения, и баня, со полностью отвергать что гукает. Любая другая страна, государство, которое борется за независимость, если бы они уличили своего, уличили одного из руководителей в сговоре или там, $300 туда-сюда, они объявили бы его врагом народа. Ну, ой, почему-то мы это не делаем. Вот. Ну, у нас там, цигаруй, нустуй, хуйня, оле, ой, надежду. Есть претензии, да, но единственное, вот это я не могу понять, вот это. Именно Осуманде, и мух была связана, я свечку не держал, но вот и отношения, и сын схалил. Прекрасно, шадек хаху, свой ночи, шоу чудо-эндулом. Один из важнейших фигурантов, он Березовский, да, и беспредел сын хилил отношения, типа, похорнышк, к двадцатого или другую бошь, да, съел, и юкса сын претензий, да. Шавик, если есть время сказать. Шавик агент Волш, кругом. Все руководство агент,
уж больше. Какое государство Ичкерия строила, когда кругом одни агенты и в руководстве, и в правительстве, то этот агент, то тот агент, так спецслужбы где были, шариатский, ОМОН, ШАМОН, ШАЕК, Шудеш, Ичкерия. Талатшин, не талатшин, не отмазывайся, как хотите. Альберт. Шариатский ОМОН, Мишахила Сун, дитяш Мишахила. ОМОН, не канал Шилес Палсашла Лареш, Баркуш. Можела шлю, пустые штука. Бар, будешь бараш. Чувствовал, так совитарца 5 як, так совитарца böyle bilbeliyor. Barka mas sana vize kudan ikiniş. Tana vaha işyatsa çiçal mi çerbo hawi Turkish. Да, Адам يقدر أعتمده. Нужно просто шоколаду и все. Макс, ты пойми, там ханна разрух, яр, шадик, дар, мосфум, юах, эт, ваханин, яр, адам, иш, садат, нис шавег маватвиш, пялчта, багар был, бебацы, нахрат, но цер каделер, хуна, цер финансирование, цер мосфум, мать, ша, каждый цантагант аватин, 300-400, шай, тагош, тан 2000, тагош, вахош, на, вот каи умно, да, пялчта, багар есть еще умно, да, твой, там двяхтин, кой, хитап, иду, кой, не все были. دعوا وقا تحكوا طبعا خير يشادق وديتين يشادوا لهم طبعا خش هنسا ساليل وقتو نق حالات شا ساكاج دليل وقتو صغير دين ليلهم حالات شا يصيروا نو شيء نيتي شيء دروجي ведут в Москву олксен ведут. اسم ات جغرس يالك داتر إذا دوتيغا каждый чеченец генерал бошдик дуй Да. и масхадо قومو خارج президент волша цу бохчун де цун патчине цадеш атца шей бригадж قال شاو генерал خل شين لولو ورشليلوش إذا دو وي ولا زردو إز تا волшي وتصدور Вы, أيمن ده سر вы تحكيش ده سر أيمن ده سر وجه ده سر мы сами избрали президента, а потом начинаем на него клевать. Не просто клевать, а просто полностью, я не люблю это слово, но чмурить. Альберт, проблему Так нельзя делать. Надо вырасти. Ой, что надо вырасти с этой ситуации, когда мы можем не просто там сопротивляться президенту, короче, там стрелять. Нам надо, мы еще не подросли к этому моменту, что когда вот четко объяснять свою ситуацию. Так, вот Ардон, Москва, туда, Мирво, Мурад, Мирво. Ага, вот Ардон. Пола, Хараду. И что, надо научиться нам быть цивилизованными. Альберт, проблему югаон, инса херион и проблем, инсала. И проблему яр Англия вар, Масхаду, ю Америки вар. Ассалам алейкум, мы мусульмане сабовша. Эметти американский или англичанский один сапачал чуен, when года государство устроит мой из Масараи, when садяш так вот езжаться, ездится ушлук на абу, вообще куда деться, я гразвал юдат. When года я сапачал клиез, а еще пачал структуру, му я езжаться, езжахуш. When года я сапачал клиез, да, нормальный, цивилизованный. Уначе, وشويش ساعات وشتن متيهت وشويش حلا ديترين إيش تسوي بتشال ناس
Сауэн определенные американщина, англичанщина, французщина, немцовщина, саишта одяшвен, саамдиня, ну почал херер, и целый дуэ голдел, цитамадат. Галдиалог муху хай куда дезаться шая ноказ шая дирду независимость ирю 1, 2, 3 لا ماكس ديلا مديك هاي إداك غوخ ماكس دوتو إداك دوش إداك دوش شو دوتو يوقع ديكرول إجراتين مدي ساعي غوخ دوتو أوتسو كونستيتوتي هم قوالي لر دوكم دوتيجا تا دنيا تا поддержка совет та умаёч о дuniya talan lērats adiešo pačalkats i dadalır dok dedu nokçu qomo على все равно بتردو شو ما داتري اشتات نو شاش أتوقع بال بنشيا تاهم ما غيرتيش شو ما دو أتوقع هون ويقرأ الإجراء Дуде, Потому что сказал Альберт Алиорсу насчет того, что мы еще не подозрели избрать для президента, избрать для Чултыха, клювать, критиковать, клювать даду. Даже здесь люди часто критикуют избранную ими же партию. Премьер-министр, я думаю, что это обычная вещь в демократических странах, обществах, что критика, она всегда по-любому будет. И лидеры, они ошибаются, поэтому как это сказать, неприкасаемые мбахцы же, они же совершают ошибки, поэтому люди их критикуют. А мы очень демократические, вообще как народ, у нас что равенство и дуи. Но именно жестко же царь постоянно мешать слишком, поэтому это все разрушилось. и هم ده اسم دائم ناس أولشلك ده تزوج الدقة ويغتشل نستوني كلاري اشتكي كعقودين وين غدة كلاري شق ده اللرقي абсолютно идут проблемы и хайла то и сейчас هم после выборов Масхадовых и Мадати хаусиш до уголовный кодекс 96 год августа уже это реакцию отрубания конечности и он кячляш абох буйнах да это что после августовских событий галич эскер адок выбор шхилят уже мартанта уже отдельное государство это хока шариатские судищу хока светские судищу юиш даёхью и кура и войну габол и кура и добьёшь будет в моменте да беспределью царючил и специально мосту аур агент хиек يقول باخشوا إذا ودينا سديات جودة ديك تعدل دلزوي أتصلا إيه شو سجع وانت إيه يقول باس لو أمريكا وغن شنا لو بسوبنا ما مسلمانة بودات شو سجع تكون وضع كونغرس شو دعوتنا لو قيش نورمالنا فتح القسطن تكون ناوستل دي ديمقراطيكي ناخدو هاد كونستيتوسيو هاد تهرادو الغد الغادلن هو الدنيا سن ده لوسدو القمل الدنيا عاري وين غدي يقدر وين غدا مت سيتين وين خيتي شو خيتا بروبلم يا سوش اكو ايو غدا تشكل دايوش ميغريو شما دات الوكن توسي كايسن уголовный кодекс بمش بوتيال هايسن يو حبا اكتمت هوش حقو لين هر اكو اوكا اكو عدتين خيتي شو Яндерби sen bayağı Turciyon трибуны tehvatin. Он мировое сообщество кафирские мафии Юшенбург. Вот, абсолютно, Мурат. И проблем. Это не 99-й год, это еще... Они 7 века, люди 7 века. Я еще раз, каждый день уверен, Уса Мурат, мандат, развал, продажа Чеченской республики Ичкерия сразу после убийства Жахара Дудаева началась. Абсолютно уверен, Уса Суман. Да, ситуация Ючика полностью там, поддерживаю. И строюсь, да. Вот все-таки, да, вот, что мы могли, как, вот,
Худи давай. Вот, допустим, ладно, Вейдас, мы ушли, нету. Вот наше поколение, вот наши дети, наши внуки в этой ситуации, как бы они поступили, как бы они поступили, вырулили эту ситуацию, зархудили и вообще дидалитесь вообще. Вообще, Вы единственный, вообще, Альберт, единственный, вы шансы, хоакрояцал, доказать надеюсь, ну, коин, так? Хотя, амадат, и двое. У меня есть вариант. Построить великую китайскую стену на границе России и Чечни. Более, война, дух болчан, да, сидо, те холдек бегуш, да, до подводный, цалвотес, ласэлер, подводный камни шдуи, и до сега дальше. Войн гуш, да, войн хит бецарен, вой уголовный кодекс 96 года, хит бецарен, хедекса дозин, хинца шадек хуш, да. Да, Сама мобильный. к тому, что вот такая мысль была сказана, что мы к тому времени не доросли, нам нужно дорасти, цивилизованными стать. А примерно вот такое говорил Закаев перед Фейгином. Интервью я тут ложь. Как бы он обвинял народ в том, что вот они еще не доросли, оттуда взялись создавать независимое суверенное государство, что они ошиблись. Цаны это натянуть еще из опасных, это только ну да, такая мысль. Такая потому мысль тоже что была. Новчик, они были готовы, я думаю, что и это неправильно заявляется, что вот так вот не доросли, просто нас мало было, вообще численность маленькая, а тут огромная империя с деньжищами, которые еще и помогали. Да, ситуация такая тоже была. Вы моссу довердит, да, вот цахил, и квартир, да, это англичане, Новая Зеландия, расстрел в центре, что было. Вот эти все, и гумштадт, вы гордыня, да, держит, дело, гум смотришь, и дуешь, это аусиш, это шаде гуш моду, вы хаходи, да, алиш? Кто? Это цархара кроем, ах, до Путину ахен, царит хадахен, я книгу ахошен, кадеде, халифат, я шубу. Хауэн годи, да, алиш? Гинца, просто ответьте мне на этот вопрос. Кто за нас заступился? Оппозиция, Люди 7 века. Что ожидать? Стоп, сейчас, подожди, Макс что-то хочет сказать. А ну-ка. Оппозиция была на Театральной площади, сказала, если вы не можете справиться с ситуацией, если вы не умеете ничего, если вы не видите ничего дальше своего носа, политик, кресло, освободить, дай даго, даго, бит, ногче, есть вся интеллигенция на Театральной площади стояла. Макс, Меллерсига интеллигент. Сколько там человек было? Ты не считал? Не знаешь, сколько там было в этой оппозиции? Считал. Макс, самое дарил. Когда весь чеченский народ избрал 90% президента, а какая-то кучка людей, сколько там было, 100, 200, 300 лета, они не решают и не имеют права президенту уходить со своего поста. Я тоже не был за Дудаева противник, но да, закон Хилмадизи, какая-то толпа собралась и начала митинговать, давно больше. Он с какой стати он должен уйти? Там был парламент, все было, они могли там через своих депутатов, шадык, по закону, если все делали. А то переворот, кетчеш, герзы, хауш, ахташ, хауч, эйн волнах, они правильно сделали, что разогнали. Я тоже был против, я подумал, действительно, правильно сделали, что разогнали. Они просто-напросто предатели, они хотели сделать государственный переворот, я говорю. Скорпион, и дискуссия, и вопрос, да, Перкистер, ой.
Soy, Повтори кисарма. Ой. лучше тексте. А, Но я не, во. я с левой стороны, не с правой. Ну, там претензии сейчас. Я помню эту ситуацию. Ты помнишь, что 31 этого, как же это, марта, да, за 92 год, да. Ну, текисер, да, бяхкан, идоза. Якын, типа, якын там, типа, там, телевидение, вот, думаю, ой, Альберт, из-за интеллигенции босс, вот, Я движение, я всегда. и вообще, и обсуждать, да здесь, да, Макс, интеллигенции на русских танках интеллигенции не бывает. Вот, и тогда есть вопрос. Вообще, весь, да, Макс, да. И да, оппозиция самая, выйдут приду, это, вы, там, да, вот, да, учил, почал, вы, دويتشتغا خيلدو أشيب دو خيلك دو ليلك دو وين حلقة تعديتش ويا يعدل دокументش кодекс уголовный кодекс шаик милуйся, коза, в чате укыз, милуйся, Макс, вы, цун, что, аргумент яло, чувствуешь, и хуманность. вообще боюсь и вся оппозиция и вообще ничего как и те как и эти бандич будут в основном бук бандич баркос раз кайтанкность оппозиции царол кайч почал и дадо сбо гуду и when югут ака та эватен when на острова та цивилизованный та нормально адмиш адам цахалапуан да и цахалит бог отчабина конкретно вот и итог самада Бардеш, Хержан, ичкерийский лидер буй, иша берж, не понимая, что они творят, не понимая, как создавать государство, не понимая, как управлять, обычно как с бандой расправиться какой-то. Это же Ичкерия выбрала этих людей. Это же не оппозиция их выбирала. Отсон Хуэрдер. Макс, ты всегда одно и то же твердишь, его в Дудаева избрали всего на 4 года. Через 4 года его переизбрали бы. Его на 4 года избрали. Я знаю, что 100% он на второй срок не пошел бы. Недовольство людей было, потому что социальное, экономическое положение галялдер. Ну, баба, она дал митинг, переворот, и не смада, это неправильно. По закону, надо было создать партии или партию какую-нибудь. Да, Россия, Москва, حتى بحكي Россия عدايتن شان بلا ضايت هم ديش ما غير да, им сделал шмадацер, нити тянули, что куда, в Москву тянули же нити. Оттуда эти кукловоды, руководители этими, оппозиция я цели. Что ты говоришь? И оппозиция, а куча их сразу раз, почему бахня хаджи, вари, минуи. Зонтик держать на это Авторханов, Хаджиев. Они были, почему-то они взяли, что интересно, 6 миллионов милиции автоматически перешла на работу к ним. Автоматически. 6 миллионов, все отделы, все подотделы, они все пришли им на работу. Тому это предательство мое иначе. Они работали, значит, а почему они, значит, не ушли в подполье, не бросили, не уехали из республики, если, например, они все перешли оптом. Это толпой перешли туда на работу. И 97 по 99 год МВД его чвахали. Офицер будет, хатмиш бубос. И шабеги Ингушетии, Кабардин-Балкария, зарплата, хайоч, баршун. Ичкериолчен.
У чеченцев не было своего никогда хиламая, вот только гостин и государство. И государство ход-то и ход делает самое лучшее, все были против, да вот они говорят, что швар, где швар, сразу худшмана у нас что, у нас практика была, что было отдельно государство. При Балтийских республиках у них была практика, они жили независимо. Они могут. Шаек Юхеню плюс, да, сел завод, фабрик, все уничтожено. Я их доехал, не сам умею. Это же, видишь, ситуация, видишь, гостиная. Вот я Оппозиция, Араэл, завод, он один царь, завод, Владимир, царь, завод, фабрик, Варунцина, царь. А нет, туда, вот там его надо было убрать. За него вообще не голосовал за этого Дудаева. Все бордейшо Вот, от лица этого Милюиса. Милюис, да? Макс, от лица Макса. Почему Ичкерия? У него вопрос, почему Ичкерия? Я ему объясняю, что этот Дудаев, он предъявляет так вот, что Дудаев назвал Ичкерию, потому что он оттуда, с этого района. И я ему доказал, что Дудаев по происхождению находится в западной части, а Ичкерия находится в юго-восточной части. То есть вообще противоположной части. Но этот аргумент почему-то он все равно не принимает. Как быть с ним? Да? Альберт, Кего дахчи, ой, ногчи, мостолан хадырдык, мы все оттуда. Это она остался, мы червял, ховая червял, ланчур хадырдык, ой, мосто. Мы расстелились по равнинам, по этим расстелились, но мы тальметтер хадырмадовой. Она называлась Ичкерия. Что это такое, что Ичкерия? Она звучная, мощная, Ичкерия. Урус Мартан. Ибе, ты проблема Лерой, Макс. Ибе, проблема Лерой. Давай, Урус Мартан, что там Урус Мартан? Хадисил? Макс. Ну, еще круче звучит, чем Ичкерия. Урус Мартан, яш. Круто, хердаться. Урус сёду, бодегач. Урус викду. Русский Мартан Ябоя? А можно каким-то образом от Макса избрать президентом Урус Мартана? У вас есть вариант? Альберт, Мусаки, Аллатвейс, Мусаки. Ты слишком давишь на Макса. О, Давид, Это Макс дает на нас каждый день, и Ичкеревич. Я затем вечер, может что-нибудь другое, новости что-нибудь обсудим. Корцина что-нибудь тем. Почему? Да. Не русский Мартан, а украинский. Да, Белдоцик, Но нахче, это ты или это кто-то тебя транслирует, я не понял. А что тебя так далеко слышно? В бункере. В засаде, что ли, до наш? Ты слишком об этом бункере как бы здесь не говори много, а то тебя бункерным до нахче назовут. Заурус Мартан. Маршал Думасаги. Урус это переводится Сохеш, украинский, Рус Мартан. Ну. Не русский Мартан, украинский Мартан. Никогда, что этот, до Нахчи, ты в укрытии, по-моему, как я понял, у вас там тревога? Штабной, да?
Захаузаешь, телефон это, захаизаешь. Там хаизаешь. Тут все есть, Wi-Fi, все есть. У меня элитное укрытие. Плохо слышно до нас. Ну, нахуй, у тебя связь плохая. Там как со связью? Помехи? Элитное укрытие. Вот сейчас Все. получишь. Отлично, Да. нормально. Кстати, Урус новость Мартан, Не такая, мешайте ему, украинский Таурусы Мартан. направляет он. сняли ограничения, кстати, новость слышали полностью по военным Ну, объектам в тылу врага, как говорится. Полный огонь. Да, и Ханкале, дальнобойное, привет. и дальнобойное Ханкала, оружие не тоже спать. сняли ограничения. Ханкала, не спать. Привет, Ханкале. Ждите, скоро придем. Прилетим скоро. Полетят Таурусы На, в Киев. на скоплении в сторону Харькова жарко будет скоро, походу. Ну, первый раз, что ли? Тут уже жарко больше 3 лет. Далмула. Обязательно. Полетят Таурусы такие с крестами, такие, знаете, такие кресты, как вот на, знаете, немецкие кресты. Животворящие, да? Да, Да, такие вот. Э, Все Таурусы на Лубянку надо направить. Правильно. Вот Насколько это эта информация важная, потому что я 2 года слышал, вот ракеты дали, вот уже там 300 ракет, то есть столько же, как бы я слышал, думал, ну вот сейчас. И я уже как бы скептически отношусь, потому что столько раз говорили, и каждый раз то что-то не долетало, то им не давали, то им запрещали. Нет, и сейчас Кстати, какой-то момент, что сейчас что-то там, может быть, чип какой-то не додали, то есть я уже не верю, я столько слышал, думал, вот, может быть, все сейчас, уже вот. понятно, Мисаки, уже понял. Мысль Ну, понятна. Бях мобила, что перебивать. Ты Донавчи, я сказал. перебил, там еще новость, вторая часть новости в том, что поставки, по крайней мере, Германии будут засекречены, то есть абсолютно не будут. Мы сейчас ни в что они там им дают. Короче, не обязаны они озвучивать Хауксен, как раньше они это делали. То есть засекречены будут поставки. То есть что по кайфу, то и будут. Единственное, я, находясь в Америке, знаю, что тут Трамп сказал, что Путин сумасшедший, написал, и также сегодня написал, по-моему, что если бы не я, он говорит, что-то типа с головой не дружит, если бы не я, очень плохие бы вещи случились с Россией, так что пусть он не играет с огнем. Вот все, что он сегодня написал. смотрите, Не кто знаю. меня Да, точно. пока не забыл. 415. Если ограничения сняли, это значит, что Таурусы давно там уже направлены стоят. Вполне возможно, потому что, я же говорю, новость вторая, что все поставки будут засекречены, их не будут озвучивать, по крайней мере, детали. Там, Честно, сколько, если чего, сказать, наименование. я вот смотрел репортаж, насколько Америка защищает Европу. Просто вот это вот НАТО, в принципе, большинство это американскими силами поддерживается американским оружием. Вот все, что там остальное, это немного, как бы, по сравнению с тем, что Америка, грубо говоря, Америка это все содержит, и Америка самый активный участник. И я не думаю, что пока Америка разрешение не даст, они чем-то будут стрелять. То есть сначала надо здесь получить от Трампа одобрение. Я не думаю, что они будут стрелять и это использовать, если это да не скажет. Потому что у них очень сильные рычаги, в НАТО рычаги сильные, они, в принципе, защищают эту Европу, у них там все свое. Надеюсь, что Путин как-то будет себя сейчас вести не так, чтобы, грубо говоря, у Трампа не осталось выхода, кроме как давать это разрешение. Кстати, вот это его последнее заявление, это действительно очень Я странно. не слышу, То, пропал. что мы сегодня до сих Могу пор считали, повторить? что он там типа ехал.
Повторишь? Я не слышал. С головой не дружит. Я имею в виду то, что Трамп заявил, очень странное заявление на фоне ихней пропаганды, что он типа, мол, ихний человек, там он под ихнюю дудку. В том плане, что он вот это последнее заявление сказал, ну так выразился, что типа он с головой не дружит, короче, ну типа Кертен Ликвац, он по жилым объектам мирных жителей убивает. Ну, по сути, он как бы, как есть, выразился. То есть, Я Он тут часто сигнал такие такой. противоречивые вещи Да. говорит. я Он тут, до этого тоже по отношению к Путину негативно выражался, а потом говорил ровно что-то наоборот. я тут Такая у видел него политика. каждый раз, когда он здесь выступает, или в Белом доме, или еще где-то, постоянно ему эти вопросы задают. Мне кажется, он же сказал, я вот сейчас это прекращу, я тут 3 дня, да я это все сделаю. И мне кажется, они его этим поднекивают, потому что ты говорил, а ни черта там Россия не делает. И это начинает ему уже играть, ну, в плохом свете это его выставляет. Я вижу, что постоянно эти вопросы задают, сколько он не уступает, и постоянно, а что там Путин, а что там Россия, а что там перемирие. И ему постоянно приходится оправдываться, что вот раньше было из-за Зеленского, а теперь Зеленский полностью все сделал, все, что Америка хотела, и в Турцию поехал, и там подписал. В общем, он как бы открыт, и получается, дело осталось за Россией. И все, и они его в плохом свете выставляют перед американским народом. Я думаю, вот что тут играет. Фактор Он большой. полностью уже дискредитировал себя как политик, все это его последний срок. Я бы тебе не сказал, я в Америке его сильно поддерживаю. Ты так не думай, тут его очень сильно поддерживают. Смотрите, если они с Китаем как бы решили не расчленять Россиюшку, да, то им надо будет выставить как бы, ну, как по аналогии с Гитлером, там, например, что он сумасшедший туда-сюда, ну, там, может, потом осудят каких-то там, насколько там человек, чтобы сохранить Россиюшку. Ну, Германию-то разделили, но Германия-то это история, другая история. А тут вопрос, как они с Китаем порешали. То есть, если они решили ее расчленить, это одна история. А если сохранить для совместного пользования, это другая история. Я не знаю. Два варианта. И ты знаешь, Вот. я могу Им же так надо сказать. потом, если Россию сохранить, да, в Российскую Федерацию, то есть, выбачьте, я неправильно сказал, Российскую Федерацию, так называемую, то им надо там потом туда типа хороших русских, так званых, поставить, чтобы как Ты бы снова знаешь, типа какая-то новая была демократизация очередная, там, перестройка там, или как там. Ну, давайте посмотрим со стороны Перезагрузка, да? на американцев. Перезагрузка. Я здесь да, нахожусь. перезагрузка, значит, очередные, поставят очередных швондеров, и быдло им будет, опять будет быдло на службе швондеров. Я какую мысль хочу сказать по поводу, значит, там нашей родины, да, там и других там территорий. Пока не будет создана система, что национальную элиту нельзя будет пошатнуть быдлом из числа национал-предателей, пошатнуть, да, извне. Вот тогда это будет устойчиво, как бы все будет нормально. А когда приходят швондеры, да, Что значит пошепнуть? ну как, Тоже. ну как бы, ну, нормально развивается государство или там, ну, государство, когда национальная элита управляет. Ну, справжняя, настоящая природная национальная элита. А не швондеры, понимаете? Вот тут были разговоры про Березовского. Да, Березовский был смотрящим туда-сюда. Березовский был смотрящим. Национальная элита в каком регионе ты имеешь в виду? Ну, да в любом регионе. Ну, мы же хотим, чтобы было чеченское государство, процветающее, независимое, правильно? Я тоже этого хочу. Я хочу, чтобы национальная чеченская элита управляла, и это было непоколебимо. Ну, это очевидные вещи. Если национальная элита не управляет на территории добропорядочно, тогда вот будет все продолжаться как-то, ну, сколько лет уже. Если честно, просто я не знаю, кто у нас сейчас элита.
Просто наши Это элиты, другой они... вопрос. Это вот в этом и проблема. А мы изберем элиту. Ну Она хорошо. формируется Ну вот постепенно. вот правильно, вот, ну, такие, вот это надо формировать ее, да, вот, чтобы нация осознавала, что не так, что как там лапшу на уши вешали, это все президенты, эти генералы, а потом Березовский там разруливает, там подогревает. Оказалось потом, что один честный, ладно, там наши, ну, избранный народом, а остальные вокруг него оказались все шнырями. Слушай, а скажи, ты сам в Украине, в Украине находишься? Да, в Украине, в центре Киева. Ты не подскажешь, просто тут разные, я слышу в Америке, что вот там, как только закончится, там Зеленский уйдет. Короче, как будто его выставляют с плохой стороны, и люди там в Украине, они его одобряют, он им нравится, или он им не нравится, то есть я же не знаю, как там Смотри, реально. эти вопросы, пока эта война не закончилась в пользу Украины, я эти вопросы обсуждать не буду. Эти вопросы будут решаться после завершения войны. В состоянии войны такие вопросы обсуждать я не буду. Преступно. Потому Думаю, что у это нас, очень у правильная нас как бы позиция. президент, да, и он нас официально главнокомандующий. Это другой вопрос, там понятно, что там много людей занимается вопросами руководящими организационными. Зачем Я я не, сейчас не буду? об этом, я говорю, вообще народ его поддерживает. Я думал, все, я Поддерживаю. увижу, Пока война идет, все поддерживают. я увижу с хорошей стороны, честно говоря. Ну так Я правильно всегда ты видел. видишь. Пока война Просто идет, здесь, надо здесь поддерживать. выставляют так, что да вот, там украинцы, он им надоел, они хотят Кто его выставляет? убрать. Здесь в Кто Америке именно? некоторые средства Кто? массовой информации, в Америке Ну, некоторые средства массовой информации, даже Венс заявляет, что вот он типа из-за войны он не уходит, потому что он там сделал военное положение, а на самом деле он бы давным-давно его убрали, украинцы значит, его не вот эти, хотят. значит, в том, что произошло в Украине, вся эта бойня, в этом непосредственная вина Соединенных Штатов Америки, в том числе, как гарантов Будапештского меморандума о территориальной целостности Украины. Это уже не первый раз Соединенные Штаты занимаются соучастники геноцида на территории Европы, в том числе и в Чечне. Понятно? Пускай они Ты эти свои знаешь, СМИ себе в сраку засунут. я смотрел этот Зеленский, когда он с одним блогером, Фридман, что ли, какой-то есть с русскими корнями. Сейчас У я еще него мысль закончу. Смотрите. Вот эта вся история с ковид-аферой, с ковидотерроризмом, с этим, с вот этой принуждением людей к ограничению свободы. Это совместно американская и китайская операция. Если со стороны Запада, те, которые со стороны Запада были заинтересованы, выгодополучатели всей этой ковидной истории терроризма, до сих пор не наказаны, значит, война эта, которая сейчас идет, тоже их совместная, значит, спецоперация. Добро. У меня уже дружина меня ругает, что я тут. Вот. А то я тут покушал сейчас хорошо. Борща с говядинкой хорошей, жирной. Мусаки, вот к тебе вопрос. А тебе что Умудрился волнует? Он легитимный или нелегитимный? Вот интересно вот это. как еще раз? Он легитимный, он должен уйти, вот Нет, это. вопрос еще раз спроси, я не понял вопрос. Нет, тебе какая интерес, легитимный, нелегитимный он, или как ты сказал, он любит его, не любит? Здесь, из-за того, что здесь у меня было свое впечатление о нем, а здесь некоторые новости говорят совсем другое. Я хотел понять, я ошибаюсь или это мой Ну, зритель? российские телевидения, Вас, американский. Российские телевидения, обычно их анализ. Не, Нормальное здесь общество и нормальное государство и нормальное государство рычдас, хен хар Москва чувствует, сега оппозиция ла шейх президент син гатвадают и том набал чакдок и том набал да зук за исаун.
Произошла просто Арна, русификация Арна, США. ты сейчас сказал, как будто бы ты что-то так должно быть, не должно быть. Почему? Почему так должно? По-разному бывает. Я поэтому и проверял, так оно или нет. Для себя хотел уточнить. Где не так было, скажи мне? Были, наверное, случаи в истории, где было не так. Может быть, Вьетнамская война, когда народ не поддержал эту войну в конце концов, и она закончилась. Вот те случаи. Они избирали президента, да? Не президент, народ протестовал против этой войны, они пришлось им этой войной закругляться, заканчивать. Хотя они из 10 боев 9 выиграли всегда, они были в преимуществе. И Путин смогла легитимной власти. Да не, и легитимно, я В просто хотел США понять, происходит если... русификация, там проталкивают российскую пропаганду в США. Да, да, Венс, те, что под Трампом были, ну, по Трампом есть, Венс, и они до сих пор проталкивали российскую пропаганду. Только сейчас она начала чуть-чуть, как бы, она начала сейчас, прям вот пару дней, она начала меняться. А до сих пор была реально, как Россия говорит, так они и говорили. Хотя в Сенате, кстати, в Сенате говорили по-другому, в Сенате их сильно критиковали, то есть вызывали Рубио на стол, на него наезжали. В Сенате была критика против России, а президент и его окружение топило за Россию. Ну, получается, за Россию. То легитимность под сомнение. Он просто хотел в народе узнать, поддержка есть или нет. И все. И посыл Хамма, и он, посыл, ну, То же самое, кстати, пытаются сделать в Норвегии. Русня, короче, тут же тоже есть люди продажные. Тут есть один то ли миллионер, то ли миллиардер такой, который занимается, ну, бизнес у него большой, бетоном он занимается. И у него хорошие связи с Россией. И вот тут недавно создали такую новую партию на законных основаниях. Вот. И в день национальной конституции, это самый важный праздник Норвегии, 17 мая, в столице, прямо в метро, в этих вагонах, везде появились, и в самом метро, везде там появились плакаты от этой партии с лозунгами против поддержки Украины финансовой. Вот. И потом люди очень были недовольны, многие норвежцы срывали эти плакаты. Вот. И здесь СМИ настоящие, нормально, они обращались к этой партии и пытаясь узнать у них, кто их финансировал. Они должны были открыто сказать, кто их финансирует. Они отказывались выдавать эту информацию очень долго. Потом в итоге, в конце концов, выяснилось, что вот и эту партию полностью, вот эту рекламную кампанию, которая очень дорогая, финансировал как раз-таки вот этот миллионер, который часто ездит в Россию, у которого там фотографии в России, который поддерживает Россию, он все это оплатил. Вот, и они не, тут пытаются, вот эта Россия, она пытается протолкнуть здесь свое влияние. Вот эта партия, она как бы а, хотела в голосовании участвовать. Ну, у них здесь ничего не получается пока. Тут совсем такое очень осознанное население, и хорошо работает СМИ. ну, кстати, Сразу же остановили их. и Ханс Америка, ух, сигар информацию, все равно, им хэчки, понимаете, сигар мугу, кто виноват в этой войне Украины-России? Ну, ты сейчас говоришь со мной. Я знаю, что Россия виновата. Но для американцев, чтобы ты понимал, вот, как для тебя, если в джунглях два племени воюют, вот так американцы видят эту войну. Им абсолютно наплевать, кто выиграет, кто проиграет. Им абсолютно на две стороны плевали они, что у них там происходит. Им вообще наплевать. И американская сторона, государство смотрит на эту войну как
Если Украина выиграет, они смотрят, что им будет от этого, что плюсы какие. Они не видят, им пофигу на эти плюсы, они не видят особых плюсов, если Украина выиграет. Но они видят минусы в том, что если Россия проиграет, и она будет распадаться, что могут возникнуть проблемы с этим ядерным вооружением, с разоружением. Они в этом видят проблему. А плюсом им вообще им наплевать. Американцам вообще наплевать, ведь как два племени, знаешь, там воюют. Но многие, кстати, это я имею в виду государству, но многие американцы, которых я вижу здесь, это старое поколение. Вот новым наплевать помоложе, а вот людям 50 лет, может быть, там 47, 55, и все выше, допустим, от 47, они все за Украину. Вот то поколение, вот прошлое за Украину, вот нынешнее поколение, я так понимаю, они не попали в противостояние Америки и России, поэтому им вообще пофигу. Барков. По-моему, что-то похожее немного тут тоже происходит. Вот молодежь, она не застала тех событий, вот этих последствий войны, фашизма. Вот этого всего молодежь не застала. И на них очень легко влиять через СМИ. А в Америке там такое нахлынуло, вот именно правая пропаганда с правой стороны. Нет, ты И знаешь, часто у нас просто... восхваляют Россию, и вот эти рилсы снимают, вот это все сторис закидывают. Среди молодежи это обретает популярность. Ты Мне знаешь, кажется, это тоже во-первых, влияет. у нас есть родовая травма. У многих вот эта травма у американцев, которая была противостояние какое-то, они помнят. У нас, у чеченцев, родовая травма, негатив к России, как бы он из поколения в поколение передается. А у молодежи ни противостояния не было, ни родовых травм нету, и вообще по боку мороз, кто там выиграет. Они смотрят, с какого фига, типа, мы там бабки наши тратим, лучше бы мы эти деньги себе в карман положили, чем отдавать их Украине. Они так смотрят на это дело. Вот когда эта ситуация на них повлияет, когда их серьезно так подцапает эта ситуация, вот тогда начнут задумываться, Ну, когда ты их знаешь, коснется русские, это все. а россияне-то как? У них денег много, родовых травм нет. Ты же знаешь, как русские относятся, какие они хорошие, когда надо быть хорошими. И задабривать могут, и деньгами, и подарками. То есть те видят этих русских как нормальных людей, которые там деньги им несут и так далее. Они просто, у них нету этой родовой травмы, как у нас, чтобы мы воспринимаем как сволочей, мы знаем, что они творили. А это как вот какой-то человек пришел тебе там, видит и машины, не машины, и деньги, и там, и еще что-то. Так они, молодежь видит. Но хотя бы большой плюс, что Трамп не смог эту войну решить за короткий срок, и теперь ему приходится, я так понимаю, какие-то ультиматумы выставлять. Позавчера Линдси Грэхэм в Сенате объявил, что надо там России, ну как он объявил, они так, знаешь, аккуратно говорят, вот, этот Путин дурит Трампа, он его дурит, наш Трамп хочет завершения войны, он такой хороший, он столько раз Путину говорил, а эти его дурят, пора их типа уже наказывать, надо там эти 100% санкции ему вводить, хотя, честно говоря, экономисты говорят, куда там дальше, какие ему санкции, ей уже ничего там не поможет, там уже надо вооружениями их давить, а не санкциями. Поэтому примерно такая ситуация. Санкции уже 17-й пакет. Куда их эти санкции еще пихать? Не работают они. И санкции-то работают, они работают, только... Ну, окей, да, не работают, я перегнул, но того эффекта, который они... То есть, получается, разгон на рубль, удар на копейку. Вот я про что. Я вот одного не понимаю в этом всем. Вот это была раньше Франция толерантная, они сами толерантные, а потом стали агрессивные. Что поменялось? Я все понять не могу, как французскую толерантность поменяли на вот эту вот агрессивность, которую сейчас показывают. В Что там плане изменилось? агрессивность. Ну, Что именно? они официальное заявление, Россию надо там наказывать, Россию надо тормозить, надо оружие поставлять. Макрон недели Я 30. помню, вот этот сдвиг произошел именно когда у Франции, по-моему, колонии же в Африке.
Это, по-моему, еще в 2022 году было, я не помню, или в 2023. Это все нужно проверить, может, я все путаю. Там вот этот Евгений Пригожин, и его вот эта банда вагнеровская, еще Россия там же создавала в населении бунт, и там вот эти вот колонии французские, там бунтовали люди с российскими флагами, типа вот мы не хотим быть колонией, мы хотим свободу и так далее, что-то такое там было. И вот это после этого движения именно Франция как бы поменяла немножечко. По-моему, это так произошло, но нужно проверить все. Поверхностно очень помню. Кстати, еще вот насчет этого меморандума, о котором говорил предыдущий человек, есть выступление Зеленского, где он там Марку, по-моему, Фридману дает длинное интервью. И он там рассказал, что условия этих меморандумов не подразумевают никакую поддержку. Оно подразумевает только то, что они должны там где-то встретиться, и все. Я в той точности не помню, но смысл в том, что они должны встретиться и обсудить. И он сам говорил, надо было бы пересмотреть вообще, говорит, что за люди такой меморандум подписали, вообще не враги ли они Родины, он так намек такой дал. Там нету никакой защиты территории, там ничего нету, просто если случилось что-то с территориями, они там, эти главы стран или кто-то там должен, даже не глава, какая-то комиссия должна собраться и обсудить. Все, там ничего в этом меморандуме нету. Грубо говоря, Украина отдала свое ядерное вооружение, просто чтобы потом люди собрались и поболтали насчет этого. В интервью он все сам, Зеленский, рассказывает. Это есть, может, в Ютубе. Саки, когда во всех странах после вот развала СССР все дербанили, вот все наследие СССР, и Украине тоже по большому счету вот этот как абуза, это ядерное оружие, его же обслуживать надо, там опасно, там после еще тем более Чернобыль у них был. В принципе, они, наверное, скорее всего на радостях, типа вот формальности эти соблюли, вот что гарантия там все такое. На радостях они его скинули, там еще бабок за это им приплатили. Там, по-моему, у них все сами как бы, никто не виноват, сами они полезли. Ну, тогда, я думаю, там какая-то, видимо, коррупция имела, коррупционная схема все-таки была. В Украине это всегда, она и тогда, и до сих пор, это же их бич. Все время их давит, не дает им вылезти. Вообще, в принципе, на постсоветском, так сказать, пространстве коррупция это очень большое влияние имеет. Как бы Так такая это часть оставшаяся болезнь от России. русские заявляют, я же в России много живу, они сами говорят, это часть нашей культуры. То есть, когда ты говоришь, что это плохо, говорят, не, это не плохо, это часть нашей культуры. Так и говорят. Кстати, они, в отличие от всех остальных, это все в себе в пользу направляют. Вот, например, РФ, она вот это как бы, вот это есть коррупция, но тем не менее, они же вот смогли вот это все организовать, вот это санкции, ничего уже не действует практически. Они могут воевать сколько угодно. Здесь вообще не видно, что что-то кто-то пострадал от этих санкций. Вообще не влияет. А вот все остальные страны, они, да, вот эта коррупция, она на них влияет. В этом плане Россия, она намного опережает вот всех. Ты посмотри, есть и в Телеграме, и в Ютубе есть такой профессор Липсиц, он тебе расскажет, что влияет. Там много чего влияет, и каждый день влияет. Просто страна большая, и ты этого не чувствуешь. Там отрасли, в отраслях влияют, сельскохозяйственные отрасли, допустим, сейчас в июне закроется какой-то, не знаю, завод называется. Это единственный огромный завод, который поставляет сельскохозяйственную технику по всей России. Он закрывается. Они уволили то ли 2000 человек, то ли больше. А сейчас он закрывается, все некому покупать. Следовательно, сельское хозяйство будет отмирать, потому что не будет ни тракторов, ни чинить. Смотри, Мусаки, вот СССР, вот ты, не знаю, помнишь, нет, вот 90-х, вот когда СССР уже вот все пусто было, там ничего, вот народ злой, там готов был всех рвать, и вот такой ситуации, чтобы сейчас здесь было, это вот я не знаю, сколько времени еще понадобится, но пока вот то не будет, вот то, что в 90-е было, ничего не поменяется, я вот тебе отвечаю.
не Ты поменяется прав, ничего. но экономисты сами говорят, таких в мире прецедентов нету, чтобы раз и рухнуло. Это происходит с годами и потихоньку. И люди привыкают. То есть, если бы это разом произошло, это не было. А вот из-за того, что это медленно идет, велотекучий идет годами, люди постепенно привыкают, и это становится нормой жизни. И все. Для людей жить хуже становится нормой жизни, и для них это становится нормально. Это все понятно. Бусодна хунца бешун, идите. Мы считаем, что у чеченцев первая проблема – это Россия, а вторая, может быть, и первая, а вторая проблема в том, что этот ислам он причинил очень большой вред и культуре причинил, и свободе причинил, и всегда причинял по истории. И так и было, что причинял. Эти богословы много раз предавали чеченцев. Когда была выиграна первая война, туда зашел этот ваххабизм, и всему миру показали картинку, что этот народ – это одичалые варвары, которых можно уничтожать. И мир это поверил и принял эту картинку благодаря этому ваххабизму. Никто не будет Сонно никогда бывает бусурманш, абсолютно. Мне они как бы вообще по одному месту. Гарнеши, кюрт чадол, хайкал, цеит чан. Ни бусурманш, никто тебе не будет мешать. Надо просто своей головой жить и все. Видимо, есть какие-то такие установки в людях, которые не проявляются в определенном, в жизни, они проявляются в какие-то определенные моменты. Когда появилась независимая стала республика, туда зашел этот ислам с ваххабизмом. Значит, в людях все дело проявился, момент настал, когда это должно было проявиться. Они проявили, и это все туда пришло. Если бы большинство народа это не принимало, оно туда не пришло. Но оно пришло, значит, оно в людях сидит. И оно и сейчас придет, если сейчас будет возможность самим выбирать свое направление будет, они выберут тоже в направлении, и народ это поддержит, и все. Единственное противоядие вот от этого всего, вот лишнего этого мусора, национализм. Националист вацах, он хони кюрт шон юлуги, националист валах, тебе это весь этот мусор, телоцу гяцк хон гугда, что это тебе дает польза, поет бицунг бац в общем плане для нации, для народа. Если ты эту пользу не видишь, то, конечно, он и мусор, националист в первую очередь, остальное все ерунда. Поделюсь впечатлениями. Я раньше думал, что прогресс, человеческую эволюцию трудно, невозможно остановить. Войны там на какое-то определенное время останавливали, но потом прогресс продолжался. А теперь я увидел в мире, что ислам реально способен не то что остановить прогресс, он способен нации регрессировать. Я другого не знаю в мире идеологии другой, которая бы способна была какую-то нацию остановить ее прогресс и вернуть в прошлое, в дикие времена, чтобы они дикими люди стали. Это только ислам на такое способен. Других направлений я не знаю. Если посмотреть на народы, как они жили, как они стали жить после ислама, яркие примеры есть, прямо сейчас они существуют. Я не знаю других идеологий в мире, которые бы смогли, допустим, без какого-то развитого общества сделать неразвитых обезьян. Ислам с этим справляется, это вообще чума. Мусаки, там вот есть исключения в исламе тоже, когда некоторые народы, народности или национальности, они вот этот ислам именно под себя подгоняли. Например, вот возьмем в Сирии те же алавиты. Их как бы считают мусульманами, потому что в Сирии по конституции раньше нельзя было это, чтобы президент должен был быть мусульманином. И они это сделали там как-то через шиитов или как-то через Иран, вроде бы как и они стали алавиты мусульманами, как в шиизме какое-то направление им дали. Так что там есть исключения, могут просто не заглядывать вон туда, в Саудию туда, а юга опять же национальные интересы вперед проталкивать. Все национализм.
Не, ну ты знаешь, я не об этом. То, что видоизмененные, это не так плохо. Потому что видоизмененный ислам, он, если он там с каким-то с традициями совмещен, но это лучше, чем реальный классический истинный ислам, как у нас был. Но я имею в виду, посмотрите вот на страну, которая над Израилем находится, Либанон, я не знаю, на русском Ливан она или Либанон на английском. Какая она была и какая она стала. Это же явная деградация. Посмотрите на Иран, когда он был в 1960-х годов, как люди там ходили, одевались и что они делали, и какими они стали. Там ниже, Кстати, по-моему, это насчет весь. Либанон. Я хотела сказать, что вот я читала труды перебежчика Ион Почепа, Ион, по-моему, его зовут, Почепа, который из Румынии сбежал, и он занимал очень важную должность. Ну, где-то, я и не помню, какую именно, но где-то он там в верхушке КГБ находился. И вот Так и что в его трудах, кстати, было сказано и про Либанон тоже, не знаю, как по-русски это все называется, сказано. тоже Все страна, сказано. что КГБ, Россия тоже там устраивала теракты через вот этих исламистских агентов, и туда тоже вот это через свою агентуру проталкивалась эта идеология, навязывалась людям, там распространялись Наверное, фейковые вот эти распечатки про евреев и так далее. наверное, где грязь, там собирается разного сорта грязь со всего мира. Я говорю о том, что это была процветающая, это не то, что процветающая, это вообще была Швейцария как это называется, Востока. Это было одно из самых красивейших мест, куда самые богатые люди Европы приезжали отдыхать. И оно действительно было красивым, если сейчас заглянуть. Ливан, Витя, С Муссаки, Ливан, ты про 1970. Ливан говоришь? Наверное, Ливан, наверное, на русском. Ливан, ты про Ливан говоришь, да, Вот ты Франция ближняя находится, да. представь Это себе, Ливан. этот ислам, он из красивого места превратил ее в какую-то дыру, и эту систему дыры сделал стабильным, что оно даже не эволюционирует, оно застагнировало. Я понимаю, что, вот, допустим, когда раньше церковь боролась с людьми, которые учеными сжигали их, но все-таки в конце концов эти люди ученые, они народ поборол эту церковь. Ну а здесь в исламе нифига, ислам борет всех и там и остается. И ничего не меняется. Грубо говоря, это как какая-то зараза, которая не дает людям развиваться. Оно ухудшает все то, куда оно пришло, и в это место больше не способно развиваться, оно больше не эволюционирует, оно стагнировало и там осталось навсегда. Это реально какая-то чума для головы, для нормальных людей. Куда бы этот ислам ни приходил, оно превращает место на английском shithole, типа, ну, не знаю, поймешь, shit это говно, а hole это дыра. В любое место, куда оно пришло, в дыру превращает. И эта дыра стабильна. Только стабильная дыра, ничего там не меняется. Я думаю, что нужно еще учитывать такой фактор, что, например, если возьмем христианство, я, к сожалению, не очень разбираюсь в том, какие там различия именно такие ключевые между исламом и христианством, которые могут влиять на развитие общества. Но, например, вот эти христианские цивилизации, которые сейчас как бы из западных стран, там европейские страны, США и так далее, там развитие шло естественным путем, то есть не было каких-то сторонних государств, которые вот эту христианскую идеологию, используя, пытались эти страны разрушить. Это большинство этих стран, это были могущественные страны: Британия, Франция, Германия, там Италия, не помню, Я как они тогда понимаю, но назывались, и у них были когда, колонии, и они когда самостоятельно мы... развивались, и наука у них тоже развивалась. Нет, ты А вот знаешь, эти другие страны, они как бы поменьше, которые очень уязвимые и находятся, ну, то есть еще и маленькие,
Их сейчас их можно с помощью, даже если бы там было христианство, наверное, то можно было бы как-то и даже через христианство Подожди, разрушить Европа это развитие этой небольшие. страны. Европа, М? там есть маленькие страны, европейские страны маленькие по сравнению. Африканский континент, он вообще больше российского континента. Там не маленькие страны, там немало людей. И это раз. А во-вторых, насчет того, что когда говорят, вот там какие-то потусторонние силы всегда мешали. Это уже отмазки. Любой человек, он что-то не получается, он отмазывает. Им мешали. А почему Италия не мешали? Почему Франция не мешали? Что, пальцем деланные, что ли? Или Всевышний какой-то там для них Нет, я закон не так избрал? имею в виду. Если мы возьмем временные рамки и уйдем в прошлое, да, когда христианство в этих странах было религия, которую все исповедовали, эта религия на тот момент имела важное значение для этого общества. Вот именно в те времена, вот именно эти страны в большинстве своем они были господствующими. Это были большие страны со своими колониями. И там не было каких-то внешних сил, таких еще и технологий не было. Люди до этого не додумались еще как-то влиять. Это были как это сказать, страны совершенно самостоятельные. И они развивались, и постепенно вот эта религия, она начала принимать форму больше символическую, и там появилось технологическое развитие науки и так далее. В то время Я- как вот другие страны, там, например, даже возьмем наше общество, мы оказались слишком маленькими, э, и под давлением там какой-то империи нас легко было развалить, раздавить. Это все, знаешь, мы маленькие были, Не, я но думаю, помимо что того, это что мы очень были важные маленькими, факты, которые стоит да учитывать. ты что, наших не знаешь? Наши не могут договориться. Какие маленькие, Нет, но в я три думаю, что это вот оставь, предвзятость. оставь. А какой предвзятость, когда это правда? Наши не Например, могут договориться друг с другом. Вот это правда. Иди русские, попробуй с например, кем возьмем, договориться. чем мы хуже русских? Русские, которые друг с другом грызутся, которые они, Они власти мы не боятся, они можем власти называть боятся. самих себя большими варварами, чем они. Причем тут Нас они просто власти меньше боятся, намного. у них есть их глава, которым боятся и подчиняются. Иди нашему так сделай без жесткой силы. А мы Наши не демократы. могут. Не В демократы, том-то у и нас так дело, каждый, что мы общество, которое равноправно. Мы у нас как демократическое лебедь, рак общество. и У щука. нас Это у нет нас вот лебедь, этого да у нас лебедь, подхалимства. рак и щука. Какой у нас лебедь, рак и щука. Каждый тянет в разные стороны. Никто не может договориться. Даже люди сходных понятий не могут договориться. Они начинают ссориться, у нас разные понятия. Мы каждый должны отстаивать свою правду. Мы не можем договориться. Мы, да, маленькие, это тоже фактор. Но еще один фактор, что не могут к одному прийти. Как лебедь, рак и щука. Не, Я брат, знак по среди яйцом. русских жила, я среди русских росла, и я могу сказать, что абсолютно то же самое происходит и в абсолютно любых сообществах. Люди разделяются, там, критикуют друг друга. Но просто есть, например, какие-то... Вот когда, например, 90-е годы, в самом начале, какие мы были сплоченные, все вместе противостояли вот этой огромной империи. Мы выдавили целую империю из нашей страны. Дети, старики, женщины, все были сплоченными. Пока Россия не придумала новое оружие, новые технологии, пока она не поняла, каким образом нас можно разрушить и подавить. И тогда, и даже если возьмем видеоролики просто из интернета, снятые там в 93-м году, 94-м году, где снимают молодежь, это совершенно другое общество, никаких бород, никаких хиджабов, абсолютно светское общество, люди свободные абсолютно. Это немыслимо, что каким-то естественным образом общество могло так сильно измениться буквально за считанные годы. 4 года, 3 года, Ты 5 лет. За говоришь, считанные годы это общество подожди, ты изменилось. говоришь Это не могло довоенное, произойти просто так, без послевоенное? влияния извне. Подожди. Ты говоришь вещи довоенные и послевоенные. После войны нация деградирует.
Сейчас не надо сравнивать это любой нации до военное время и послевоенное время. Конечно, изменилось послевоенное время, когда оборвались связи, воспитание пропало, отцы не могли воспитывать детей своих, все разрозненные, не было времени, чтобы воспитать, чтобы Я к чеченца тому, сделать что чеченцами, их надо воспитать. А если ты на войне, как ты можешь своего сына воспитать? Какое там речь воспитание к тому, пропадает? что в противовес, что чеченцы такие вот грызутся друг с другом, что они не могут договориться, что вот мы такие, сякие. Нет, я не согласна с этим. Ну, ты Чеченцы когда-нибудь могут в делах договариваться. была с чеченцами? Ты когда-нибудь бизнес имела с чеченцами? Ты когда-нибудь на стрелках была с чеченцами? По каким-то пустякам, когда приезжает по 20 человек на какую-то фигню доказывать? Ты же это видела? А я видел. Когда полностью человек не прав, но у них разногласия, он приезжает с толпой, начинает там докапываться до другого чеченца. Просто на ровном месте, где в нормальном цивилизованном обществе в жизни бы такого вопроса и возникнуть, не то что возникнуть, и подумать такое, придумать нельзя было. А у нас это было после военной Чечне просто куча таких вещей. До Ну, военных было, мне рассказывали, но очень мало. Но были как бы в пределах разумного, но послевоенные это было просто что-то с чем-то. вот как раз-таки Не, вот ты этот не фактор, сравнивай, да, когда происходит... видишь, вообще, там есть то ли чего. Грех повахла просто алхамдерсы. Gärisegi tagoja šumam tā problēma caurvien. Išt mēlēši izstrel sevi tā būl. Кстати, я могу сказать, что женщин тоже надо слушать. Я не думаю, что во всем женщин бывают права, но есть какие-то элементы в женском мировоззрении, которые действительно они ценны, но мы по-разному сделаны, мы по-разному видим мир, и в их мировоззрении есть такое, что нам не дано понять. Так как бы мы не догоняем, потому что мы не женщины, они догоняют. У них тоже в их мнениях у женщин есть какая-то такая умная вещь. Если у нас хватит ума это понять, что это именно из этого надо выцепить и понять. Вала атом заолони моситтаз вклиниться да гуарчу оуши наступать деш, да, циш трамял дешхальч, дела та вистрела чукал паузе цемек. Вот Вистрелиш, это то, да, что я чувствую очень часто, когда тут люди друг с другом дискутируют, и я пытаюсь вклиниться как-то. Просто видишь, у тебя идет с парнем диалог, но ты ему ничего серьезного не можешь возразить. Он говорит, что чеченцы не умеют договариваться. Чеченцы умеют договариваться. До экспансии на Северный Кавказ... Говорю, опять ты не даешь мне закончить мысль. До экспансии русских сюда на Северный Кавказ шей мех каяллёш. Договариваться деш, шей проблем решать деш, эйн дуэй кам. У нас была демократия, когда другому миру демократия не снилась. Я вот то же самое примерно говорю, что чеченцы, они способны договариваться, но как раз-таки дело в том, что кто вот это вот все сделал с нами. Россия на нас напала, Россия устроила эти войны, Россия разрушила наше общество, травмировала наше общество. А после вот военных действий, тотального разгрома, геноцида, где там 20% населения просто уничтожают, конечно, будут возникать социальные проблемы, там, насилие и так далее. Конечно, вот это все последствия, а не часть нашей культурной черты, там, народной, национальной черты. Это не значит, что... Я не согласна с тем, с таким высказыванием, что чеченцы не способны договариваться. Это также зависит от контингента. Есть разные чеченцы абсолютно. Разные группы есть. Есть быдло, есть интеллектуалы, есть там средние и так далее. Разные люди есть. У меня родственники, разные родственники есть. Есть те, которые способны договариваться.
есть не очень грамотные люди, вспыльчивые и так далее. Разные люди есть. Мы просто маленький народ, который постоянно пытается выжить, и которого постоянно расчленяют. А что если не брать определенных людей, а посмотреть на общество в целом? Кто знает, сколько в нашем обществе, со сколькими, вот взять 100%, и тех, с которыми ты говоришь, можно договариваться. Сколько их? 10%, 50, 60, 20. Кто-нибудь знает? Или В том кто-то дело, мнение что есть? послевоенное время общество разрушено, постоянно разрушается, деградируется. Образование в нашей нынешней колонии, которая сейчас колония, искусственным образом этому образованию не дают развиваться, чтобы общество не было образованным, чтобы общество не читало, чтобы в обществе не было развито критическое мышление. Постоянно там происходит насилие, людей пытают, убивают, унижают. И люди живут с травмой. И, конечно, насилие порождает насилие, люди становятся агрессивными, люди становятся разрозненными. А чтобы люди наши были разрозненными, для этого Россия прилагает очень много усилий и вкладывает для этого огромные деньги. Об этом же постоянно на этом канале говорят. Но только когда я об этом говорю, почему-то это воспринимается как, не знаю, неправда. Ну, ты говоришь, люди разрозненные. В это вкладываются деньги. Тогда получается, что у нас нет денег, чтобы не быть разрозненными. Получается, все, нету денег, и что нам теперь делать? То есть в этом, получается, как бы нашей вины нету. Это вина тех, кто это делал, а мы-то сами хорошие, а вот только они виноваты. Если бы не они, то мы бы, конечно, Конечно, по-другому. Русня виновата. Конечно, она виновата. Я никак не умаляю ответственности и вины этой империи, которая совершила чудовищное преступление. То, что с нами происходит, это последствия того, что сделала Россия. Она творит, она геноцидит нас на протяжении столетий. Немного нас Тогда у очень мало. нас просвета нету. Если то, что ты взять за истину, тогда там ничего не изменится, потому что у нас денег нету и ничего нет. Да, И мы ничего не положение можем печальное. противопоставить. Получается, все, Это тогда мы ничего не реальность. можем противопоставить. Нет, я не говорю, что я не предсказываю, что будет дальше. Я описываю то, что сейчас происходит и как к этому все пришло. То, как я это вижу. И нельзя просто говорить, что вот чеченцы такие вот безалаберные, они не умеют договариваться, и из-за этого все мы к этому пришли. Не учитывая остальные факторы, которые имеют решающее значение, которые очевидны. Что в итоге, если это все учитывать, вывод какой? Но я не считаю, что это решающее значение. Это влияние, но это не решающее значение. Там, наверное, много факторов. Это одно и то же Но у решающее нас значение, которое какое влияет. решающее? У нас тоже есть проблема. Какое решающее? Никогда не бывает кто-то виноват. Проблема Всегда есть. все виноваты вместе в определенных пропорциях. Никогда не бывает в жизни, что только они виноваты. Все виноваты. В нашей глупости мы виноваты, а в том, что они делают, они виноваты. У нас тоже много тупости и глупости, которая была во время войны и до войны. Люди, которые с президентом общались, туда его знают, и мне рассказывали, какая там была глупость. И сколько этой глупости были. Когда первая война закончилась, какая там была глупость тех людей, которые расставили на разные места. И они были тупые, говорят, как пробки. К ним приехали нормальные чеченцы, и они не хотели с ним дело иметь, потому что те были с Москвы, с каких-то мест приезжали, сказали, не, мы не хотим, у них своя власть была. У них было в голове оставить свою власть. Никто не хотел брать Хейнсберг предательство. Академики это на бумаге, а по факту Мова? Как? Устроившиеся. Ты говоришь сейчас или раньше?
Сейчас. И он хлещет. Потому что они сами там живут, они сами там живут, они все чеченские традиции нарушили. Они их власть выбирала, мы не выбирали. Лубянку сапул цыган, Лубянку жамаат сапултун дел. Лубянку цыган жамаат палари, да, изгой даром цыган. Это? То, что ты сказал, никак не отменяет того, что я сказал. Как не отменяет? Что отменяет? То, что раньше были глупые, а сейчас что? Предатели, это как ты отменила прошлое, что ли? Не, Хинсама были глупыми, был согласен. Хинцам, Халов просто глупо было, они сами решали, а Хинц не они решают лубянки. Но раньше сами решали, понимаешь, раньше... соблюдал. И Халах решает Дешмаду, и Хинц Дельгай. После Первой войны мы сами решали свою судьбу. Не решали. И спецслужб сейчас, слабо агентчик, смысла. Ну, слушай, каждое государство пытается внедрить агентов в чужое государство. Это все страны в мире этим делают. Ну и что внедряли? Внедряли, потому что это их работа внедрять. Американцы внедряют русским внедряют Заинтересованная американцам. сторона налогер, вы человек улыбается. Дальше вас, как заинтересованы, чтобы у нас ничего не Все, получилось. вот ты ответил на свой вопрос. Так это нормальное явление. Если бы своей глупости не было, Как это можно нормально? было предотвращать. Ты что говоришь, думаешь, если сейчас, тогда бы Америки не было, русские бы тут всех бы зашпионили и все. В Америке американцы не дураки, они сумеют этим бороться, умеют бороться и борются. Это нормально, что разные... Хадер, ну, это нормально, что Россия хочет внедрить своих агентов. Это их работа, у них целые эти работы, чтобы только этими занимаются, чтобы внедрять. А наша была задача, чтобы их не внедряли. Как кантемирские таманские дивизии, Хейн под Москвой. Агрия. Типа оппозиции, да, сюда нет, да, дома. Кей халха хелдол ам дагдайчы Лобазанова тоже. Еще раньше. Скажи мне, вот насчет Лобазанова, мне интересно все. Лобазанов был... Я шел. Понос я шел. И войбях, войбях буба, но в основном и сыграть на смысл, и доверяться. Мы должны понимать, что мы проявили где-то глупость, что нам надо становиться умнее. Пока мы это не поймем, всегда будет проигрыш, и всегда вы будете говорить, да это так было, это они, это вот те, мы самые, нет, мы не самые. Россия, чего разговаривали, заинтересованы, я свой чего нормально почалкали. Ажа, развал хочет сделать Америка, Россия Америки. У нее же не получается. Каждая страна пытается где-то... Она же не получается же у нее. Ну не получается, потому что американцы не тупые. Не получается. Нам надо понять, что если бы без наших слабостей на них сыграть не смогут. Свобода. А Америки сравнить я тут я вообще сравниваю государство с государствами. Вот с чем я сравниваю. Замигнув Чичо малочисленный народ, истребляемый, окруженный империей, и тут огромная Америка с миллионы. Я там не знаю, сколько людей, но их там миллионы, еще и колонии у них были. Скажи мне, каким образом в чеченцев внедрили шпионов? Это же, наверное, чеченец был шпион. Он же не русским был, правильно? Если он там был шпионом среди чеченцев.
Иваться, выйти, иваться. Чубахнуть, муч борьба, свет, его так, танк не штыни, чубахнуть, муч борьба. Чебахню, раз, как русские зашли с танками там. Так, Ну, и я же говорю о дальше. том времени, когда республика подписала соглашение, была независимой. После этого Вот, много что было... она, пустбэк экономить. Это третий раз был. Пустбэк. Юх, я 11 декабря, его бэкин, да, 94-й. Ноября Чубенчана Газки просто наемник Шбарк танкист. В основном на теречный районе оппозиции. Просто наемник борьбы. Хананимат Бинбарис, Аслан. Гантимиров нанимат Бинборг. Кто еще? Есть. Кстати, я насчет... Свободила. Аслан Сачин, YouTube, ролик, что он тебе допрос, как их нанимал. Фамилия еще, да? Кантемиров. Кто нанимает Кантемировский? Танк мишо нанимать свободе. Танк мишо нанимать не рели, танк мишо. Какая разница, это книжки, дальний членок Шбар, наша оппозиция, они впереди наши шли. Танк Это мишо. просто книжки использовали. Танк, а кто был? Свободе, танк мишо. Газ кшелнер, что за глупые вопросы? Ширдинадar, Годешбар, да, они их наняли, прислали на помощь этой, как оппозицию. Сколько их там было? Регулярная армия яцери. Армия, ноября, декабря, ничего, и регулярная армия. Так, Кадыров, Ждаудова, это не оккупационные структуры, получается. И Гачев отказаться от готовности, а лет было чистого саппия. Ну, было, да, отказались. Было. Так вот, саппия, чали тут, он ладуан, Аслан, сау, мадит. Ну, группиц, командовать теш, Малышбар. Кто командовал? Расприбор. Что дикано, акиникано. И просто... Просто дичь, и göttürene tam дичь. Да, нех, нутро, жим-жима, гучол, шмою, Дел маршал, хил бях, мобил. Нутро. Сиса, дем, грипте, Моссо, я венс, вой оппозиции, бог, уже выехали цунахва. Мацдин дахали, аска оппозиции, вой Вообще диверсанты, агенты же, диверсанты, оппозиция, это нельзя называть. Государство, вооруженные оппозиции, мухол, оппозиция, шейца, агитцентр, агитатор, шейца программа, нахан, программа, шут. Что хоржа, хер пайда бит бошен, оман. Тонт агуйта, выбор лёгкая, даун парламентский выбор, шел депутатский выбор, шел депутат, ведёт парламенте, ведёт президентский выбор, ведёт вооруженный герштолш, Мичер Девлет Сахуш, из-за бат формирования Сахолцунах, оппозиция, государство юка, цена оппозиции, ол, милохч пачалка, ол, цена оппозиции. Бяхмабакла, у оппозиции не бывает иностранного финансирования от вражеского государства. Ладно, оппозиция, банк формирования холитвай. А Басаев Малвар в Ичкерии после войны, цун формирование шмолвар. Басаев, Шавек, Масараха, спочатку дал по банк формирования, шхалирак результате, но Цербан формирование против власти, верну, я цер раз кашит
чубах раскошит тибуалба просто шаш даже бахтер. У кайреша класте бахкада и ног чуть-чуть раскошит бакпас планер. Понимаете? Банский бэккосер это хуже, чем шариатский царь, дин бэккосер, да? Это намного хуже, да? И из власти бен балари, шариатчик. Было бы лучше, да, получается? Он нормально, да? Как дать? Вообще никак нет. Что тогда, что сейчас. Нормально, Халмадизару. Два вопроса, можно? Первый вопрос у меня про Лобазанова. Я часто слышу о нем. Такой, скажите, Лобазанов, тут говорят, что он был этим агентом. А Дудаев знал, что он агент или нет? Лобазанов, Хахор, Мудар, его привел, и Лобазанов, как он стал, его сделал Дудаев своими руками, вытащил из ниоткуда, полностью создал своими руками, а потом с ним боролся и победил его. Гантемиров вытащил, сделал его, кем он стал, и потом боролся. Чисто российской пропаганды. Очень интересно. Аслан окинут все. Аслан окинут Лобазанов. все. Дивіться, насчет Лобазанова и Дудаева. Дудаева вытащил, он вообще бред дюз. Ты скажите мне, вы, другие мнения, кто Муса Темишев пригласить Муса Хаттыш Содий Цугдашо не Мухдар. Что Муса здесь Уже веждать? обсуждали здесь. Что больше цигахил нах? Дудаев из Амцавин вытащить. По Лобазанову дайте мне одну информацию сказать. К ней можно Давайте. относиться, к ней как угодно можно относиться. Это то, что я видел, слышал своими глазами и ушами. Это был или конец 90-х, или начало 2000-х, ну, когда еще телевидение не было так задушено. Более-менее там могли говорить более-менее свободно. Какой-то центральный канал, и я вообще не интересуюсь никак политикой, просто смотрел передачу, потому что она просто была, и там, почему я не приучил, обсуждали именно наш регион, наш народ, и вот эти войны, которые были. И там сидел какой-то чудик, явно он и не скрывал, что он из ФСБ, он работал в ФСБ и так далее. И вот там у него проскочила такая речь, что мы в Чечне допустили много ошибок, мы сделали так не это, мы сделали то не так, а еще мы предали своих людей. Например, таких, как вот Лобазанов. Мы их предали, и мы их там бросили. Это я вам 100% гарантирую, практически процитировал. Как к этому относиться, я не знаю, как угодно, но вот такая, это было на центральном телевидении. Может быть, даже, если кому-то очень интересно, может быть, даже архив этой передачи где-то есть. Сам лично видел. Правда, неправда, не знаю. Вот за что купил, за то и рассказал. А есть кто такой вот Лобазанов, если он был предателем? О нем Дудаев знал, что он предатель или нет? Кто-нибудь может ответить? Другие мнения есть, которые вот Прям буквально на здесь днях люди же эту знающие? тему все обсуждали. И кто такой Лобазанов, и как он оказался, вертелся у Дудаева под носом, и кто Дудаеву подсовывал документы. Это все обсуждали, выясняли буквально вчера или позавчера, я не помню. Что вы Люди говорите? лучше Лобазан знают. какой-то должность? А? Какой-то должность ты имел, Лобазанов? Дудаев ему должность знал какой-то? Нет, я просто хочу узнать для себя. Я Он много бандит. раз слышал, что он был агентом спецслужб. Вот так преподносили его. Москвичи, бандиты пришли, и все пришли. Все были под ФСБ, ФСК. Из ворх ФСК. Нет, просто мне интересно, если он был... В Википедии и вообще в интернете вот написано, что
у Лобазанова произошел конфликт с Дудаем в 1994 году. И дошло до перестрелки. Вот из Масхила и по какой причине там перестрелка была. В смысле, летом, зимой. Цани Гумахай насчет этого или это вообще бред. Dagum da ait megerdats, Tana değil şey, Dagum'a da ait. Конфликт не лично с Дудаевым был. Дудаев был конфликт, мало. Ну, Не это лично. собой, если иштязен, то я хаху шбар мявист класс, да, не халдаться. Я раньше думал, что Лобазанов чисто бандит. Оказалось, он какой-то там агент. Вот что я хотел понять. Бандит он был или агент он был? Он И работал на то он был, он ФСБ. в тюрьме Бандит. сидел. Из Краснодара, Чувеллен, Дудаев, движение, его лелч Ацара, ходах висхон, мы тебя будем курировать, хайцнах, и все, короче, чува, олшил задание, что олшил выполнять, из чурят, сварис. Из вообще ногче, что ашвацер. تشهد على خلق إفريون полностью разобрать него в году, где Опубликовали здесь на форуме. Сейчас еще раз ее перешлю. Вот этого эфира как раз эту тему разбирали. и Мусаки, полковник ФСК Хеллацаров Вацаласи, Вац. Я просто почему говорю? Я знаю. в 95 года. Я о нем знаю только, когда я был маленький, он там беспредел творил, мы слышали слухи, кого-то расстреляли. СМ из Хольши Деш Краснодаря. Цигаться тренер Волшев, цигаться Бичкеген, Чуэллен Волсун, полковник ФСК звание Муэллсон. Он официально в службе отсюда даже Хеля Йохан Мацаяктацу. Что ты сказал, где учился? Он учился где-то. Да. То ли в Ростове. ФСБ, звание с полковника Йолеша, там нету ниже полковника звания, наверное. Он нигде не учился. Что это гоните вы? Devleti Все dayılar hayata вроде. şiştir dayılar hayata güvenli şurdur. Devleti На самом деле, Сабурдевич, интересный вопрос. Ну что, на самом деле, сержанты или рядовой ФСБ, и хули задаться не могу. Согласен. Mesela general mayor general лейтенант уходит, ему елесон, Воин победу, кто он-то, какая нам разница? Хоть он там рядовой, кто угодно, он все равно работает. Вопрос большой. Вот генерал майор Уя, генерал лейтенант Уя, ему Уя. В Миловчон, Хамилова Гуависик. Вот. Академик Уй Духуаха, что там махач масоло, что там ما حيحكيش Горячо качество. Это орден, мой орден, самый крутой орден, что их шло. СМ, слушай, хайкался, ще двинулся, ще мэрился, ще кунался, ще ницался, я конюкаюсь. Ишайл медаль. Академик. Вот Цинкант кыллак мову, цинкантом так. И вопрос, что лока, бэмэнта, что Тут сидел Халк и цинкант. Представляете, как можно опередить отца, короче говоря. Вот, сахун цевел тиеш, царь сигай, медаль, еш, цена давгаться, видишь. فيلم حيلا ديجو دوسي قاعدين Да, Почему из-за этого сына тендеря, продвигают? у кого красивее, у кого больше, канализационный, люксан, цана, нёк, медаль, коч, Эллен. Почему он только одного сына продвигает? У него же не один сын. Что за несправедливость такая?
Чё Тупее ему нету, тупее нету, поэтому самого тупого вот и награждают и напичкивают. Вакуучун юха зонтик яцлил цул вакуа цунил сорхуа джимса генишуну, как будто тот инвалидуа. Цона комиссии проверки был, что зонтик ведь юха халдовро венюха лилшо завгаевсан. Хэнсон с тем хоушсун ханилари полностью уж буксовать не дарасхал же российские нарративы же осознанно, неосознанно пробрасывать дешалыч. Я понимаю, что что-то не то происходит, да, но что тем я же тут часто слушаю цацамаш уже, я знаю, и я понимала, что только противоречий же. Ну хорошо, что ты зашел и остановил все это. Стюк тажим не в тему вистрелитиш. И understood law эл никинаг. Сош вистрела хазион. Хэшервати. Из иуй. Артур Ацалая вуй милуиз. Ацалама. Ивуиз бокула. Он хорошо и бахал. Тетулюлам. Из кучу эл канале цимбайлхеран тятвил. Тятсмуцеволши. Гитарлокш. Ашвац рисуна веллабуш хазир. Да не, я жив, все в порядке. Велвек денам вируакар. Халиф специально. Два ден херду. Дела Тесла, мать он нарратив, что я тираю, он как. Что за нарратив? Оно колись. Россия у вас Лума еще Шхирватсу, наверное. Ничего интересное заявление, я сказал Тесла. Короче, вот солдаты, которые вот были на танках 26 ноября, континентальной Таманской дивизии, их нанимал Гантамиров. Представь? Заявление о том... Подождите, вопрос у меня возник сразу же. Он нанимал их с танками или без танков? И дарксас делир и танк хенер даха. Разницы нет. Танки купил бах. Военторги танки купили, военторги. Да. Аслан, тянгау, Aslında tam çok doğru da, tam что-то Вот эти заявления изначально, когда говорят, что нохчу аудулбо, что они не умеют с собой договариваться, дикие и так далее, вот каждый раз вот цутат дуалас, каждый раз вот с оснований холцох, из оснований. Вот из-за того, что тем декор, ачак дяли ты к самой сути вывел человека. А я так, к сожалению, не смогла, потому что еще не все знаю. Второе заявление, что руководство... Подождите, Сэм, а кто это вообще был? Сэм, кто это вообще был? Это Макс? Я был, говорил, что наши не могут договориться между собой. Свобода. Аслан говорит, танк не снят. Я про танк говорю. Давай, 99 года. Гантемиров, по-моему, 5-10 лет, не знаю, максимально Хейнштор, Чауал, шел Гантемиров, ночью что-то, он был дальше. Официально статья снятия, хэц, телевизор, что хагоч, не погож, легальный шалтыхайся, удостоверение, кисанделин. Ши группировки ночью, что хавач, дагдора, что они. Тюрьма, что хавал. Дагдора, был чёрник Дагдора, а был точно дорог. И тем дикью, и Аслан, Алан, и танк не снят, Хажа, нагост. Кого интересует, кто кого нанял, халгабор, шмалшбар, кто картинку создавал, кто впереди шел, впереди паровоза. Какая разница, кто там, кого они наняли, там, кто там сзади.
Москва, Может, ты Кремль. тоже там был. Переведи. Какая разница? Переведи, Это Милан. решающая разница. Забудет. это поменяло в итоге? Подожди, Тебя надо спросить. подождите, Амавар Халк. подождите. Слышишь, мало Тесла из столицы. Подождите, я могу поверить, что нанять танкистов в России можно, там, найти алкашей или крупными суммами нанять, но чтобы танки можно было с ними вместе нанять, это нереально. Танк нанятин, сэр Тесла. Он меня начал спрашивать, чтобы отстал, да, уже надоело эти его вопросы глупые. Поэтому я раз. Я прекрасно это знаю, кто нанял. Кто картину создавал. Я об этом говорил. А не то там в танках сидел, это пушечное мясо. И они ничего не решали. Решали оппозиции, Бог, Шешберг, Гантемиров, кто там был, Авторханов, кто там впереди шел за знаменем. Вот они решали, Игорь Картинг. А это мусор, это танки тоже это мусор. Они ничего не решали. Оппозиция за диверсанты. Для русских очень важно было ставить как раз-таки вот эту на переднюю картину этнических чеченцев, чтобы это выставить перед всем миром как какую-то гражданскую войну, какой-то пропаганду я понимаю. конфликт. Я эту пропаганду со всех сторон я знаю. Ответ на вопрос. Там наоборот, как раз за которым был ФСБ. То есть наоборот там, мне кажется, ситуация. И то, Халид, кто стоит ФСБ, Халид, ГРУ, очень Халид, важно. какая разница? Аслан, за Россию улиц. Что это меняет? Большая разница. Аслан Акинец, ты за Чечню или за Россию? Тесла. У меня Я за кого? Хажа инакос тебе его бич был. И вот из-за них, из-за их деятельности. За Сталина, за Сталина, за Сталина. Сабрде Халиф Аль-Валита. Вот мы лишились возможности создать свое государство на много десятилетий вперед. А вы бить и ладать. Мы не можем их ошибки говорить про них вообще. Должны табу какое-то. Конкретно взятые личности, отношения. Ты за Чечню или Россию? Все. Тесла. Тесла. То, что они несли свой деструктивный вклад, вроде бы отрицать пешмовать, зачем говорить Просто я ног чицусу, версиш цу элшекатер, жоп целок цукру Тесла, можно два обсуждать. Мы с Мусаки обсуждали, там он спрашивал, именно и моменты были около, кто за кого, там и не обсуждалось это. Моя Турпа, Ламан, Знани, Люгу, Шудуй, Барменталь. Их тенхин дичь сандич говори, помял. Вацар. Тесла. Под березок говорим. Ладовшу. Тесла, у меня два вопроса не связанных. Первый по старой теме. Скажи, пожалуйста, после окончания Первой Чеченской войны, когда республика стала независимой, если бы мы, чеченцы, были умнее и вели себя умнее, мы смогли бы сохранить наше государство или нет? Как ты думаешь? Думаю, да. Вот это ответ Тесла, село Судугайон, чтобы открывали дверь тебе. А сейчас руководство, оппозиция, вообще читать, писать не умеют. Не сумеют себя власть. Не понял, это что я. Вот есть власть, носится. Еще я По-русски власть. Серьезно? Оппозиция. Раз, Ханкала, ФСБ. Под-русски мою, не наша власть же это. В чем проблема? Заинтересованы, так власть человек беспредел. Значит, иду козы. Да, нахлечь, бои и гумлил, да, тоже.
Вот. Не в тему, Юха. Заинтересован, Это от этого не избавимся, заинтересован, навсегда хербу. Но вы умнее вести. Видишь, у нас была возможность проскочить вот это. Ну, так Тесла, я об этом и в том, что говорил. тогда Я люди не говорил, могли если знать мы то, были что они бы... знают сейчас. Это сейчас Но все это эти наша детали вина. всплыли. Но все равно это наша вина. Все равно. Извини меня, но Артур, что я это? швую. Я вот был тогда молодой пацан, но при этом отлично понимал, что раз снова чубахтал, и пали, что надо ставить на уши всю республику, но не давать похищать людей, что с американцами не нужно и пали ругаться, что исламскую повестку. Вот я почему это понимал? Чего это? Я что Масха довел дукка джима вар, чего из-за Вендер объявил дукка джима вар. Я прекрасно понимал вот этот гейбельный путь, а другие не понимали. Нет, это не может. Дукка кич нахвар и гумдати. Просто это как бы ошибка нашего лидера. Это ошибка нашего лидера, Тесла, ты который абсолютно прав. Бар, вот что я хотел послушал, сказать. Как ты говоришь, он говорит, нашего лидера, который послушал исламский бред Халимова, короче, взял от него 250 тысяч долларов, короче, и не получил ни шиша от русских. Через 9 месяцев, когда он наконец-то получил первый транш, 1/6 первого транша, которая дошла 21 миллион долларов, ну и 20, который вообще-то ничто такой республики, то уже все, бандитизм был уже из контроля, массом, уже, он уже не мог никого, короче, вернуть в стойло. В этот момент он допустил фатальную последнюю ошибку, то есть он не обратился к народу. И Хума даже почему-то, что Гаска нам выплатит компенсацию. Видимо, Гаска сказали, не говори это. Типа мы тебе выплатим за это, за ущерб Чечне выплатим вашим правительству, но вы это не говорите. То есть он допустил кучу фатальных ошибок. Короче. Понятное дело, что Цунбях Бати, понятно, что Дугов, Березовский, вся эта бахабистская компания, ФСБ за этим, религиозные радикалы, похитители. То есть я список можно продолжать до утра всех, кто мешал и устроил нам все это. Короче. Это понятно. Взрывы и Дагестан, Багудин, короче, и Эльшаха, мы будем сидеть и перечислять всех. Короче. Это все понятно. Но со стороны Масхада Цоина тоже, он допустил фатальные ошибки, короче. И как Нагасан, президент, ты же как бы берешь на себя ответственность, что ты поведешь народ в правильном направлении. А он какое-то исламское направление повел и устроил нам вот это все. И еще вот эти последние решения при нем делались уже без учета мнения народа. Вот это тоже нужно учитывать. Тут уже мнение народа не спрашивали. Тесла, может, ошибку допустили еще раньше, когда выбирали Дудаева, военного выбрали, а военный в любом случае будет к войне стремиться. Любой военный, рано или поздно война будет. Аслан, бросай это, короче. Причем здесь вообще... Максик, долой, сколько раз Макса вообще ни при чем здесь наоборот, даже военные выбраться, еще быстрее нас захватили. То есть Он до последнего пытался Россию как бы усмирить. Но что если подожди чуть-чуть. Абсолютно ГАСК не интересовало, кто там. Они собирались за 2 часа десантно-штурмовым полком все захватить. Дудаев, Шмудаев, там это не играло никакого. Стремиться в войне было. Опять это Макси провокирует, что Дудаев начал войну. Это абсолютно 120% ГБшный заманух. Зачем вы повторяете за этим ФСБ эту вещь, что Дудаев начал войну? Не начал Дудаев войну. Он не мог никак войну начать. Он как Зеленский, сторона жертвы, на которую сторона агрессора. И как Трамп, Обама, Зеленский, короче, он не начал Дудаева, не мог никакую войну. Он отдал 2 района. И там Цабуэл Баличи район, да, и воинца, короче, нам пропустил, типа, заявившись договориться, غلغايشي كز территорию там ширева тундел да еле по-братски вещи душ футбол сахумши знахан я своими это ушами мне прогоняли это. О чем вы говорите? Какой Дудаев начал войну? Он давал заднюю всеми 4 ногами. Я царь Алта
Теряк чурса периодически так Чечню у нас пропустите, может, опали или цапер. Они один раз делали, два раза делали. Потом туда я сказал, все, больше никаких террористов туда не будет. А вертолет, да, царь, штурманут, террористы. Они хотели этот вертолет опять к нам, короче, и типа, короче, террорист в Чечню убегает, может, бахамда. То есть их он даже нейтрализовать дирекцию, так дальше. Вот это, я первый хабях, вертолет табелер, а второй вертолет минводях, короче, все, мы никакой вертолет больше принимать не будем, а туда отрезать, короче. То есть это я все 3 года занималась подготовкой к вторжению, подготовкой. Туда очень аэропорт, спецназ ялин, тигах они пытались нас, короче, пытались тогда, короче. Это вообще ни при чем здесь. Дудаев, не Дудаев, там. Сама смотри, кто супер, как говорят, супер правительство, супер не вороватый, министр больше. Короче, да, еще быстрее. А как устроились? Чехи, короче, вообще всех чубов, пошло. Вообще. Причем здесь вообще Дудаев, не повторяйте. Ильич, да, Самхатинсон. Вот и проблема какая, да, смотря чисто российский нарратив, да, полный. Постоянно попытка обвинить чеченский народ во всем этом. В том, что сделала Россия. В ее вине обвиняют чеченцев. Это чеченцы виноваты, оказывается. В том, что Россия на нас напала. Тесла, скажи мне по сегодняшней ситуации, я вот последние новости смотрю, станцию метро открыли, Сталина поставили, в каких-то городах памятники Сталину ставят. Сталин становится такой фигурой, как Мухаммеда, на которую надо походить, и действительно народ его российский воспринимает. Сколько может ли такое произойти, когда они захотят на него походить по поступкам, я имею в виду вот выселение чеченцев? Потому что если ты кому-то себе кумиром делаешь, его поступки становятся правильными, правильно? Если ты у них кумир Сталин, значит и поступок выселения чеченцев будет правильный. Захотят ли они, как сказать, идти по этому пути в связи с тем, что этот нарратив им продвигается? Сталин, то памятники воздвигают, вспоминают, восхваляют. Можно уже отвечать? Да. Вейцан Бахамла. То есть, если там действительно произойдет какое-то крупное восстание, так, да, вполне можно. Но учитывая, что Россия сейчас обескровлена войной Украины, им сейчас не до нас. И что до нас там всегда даться, но вместе все равно. Они же не могли нас в 41-м, 42-м выселить. У них просто не было этого, сил не было. Хотя Советский Союз, а вот в 44-м уже они, у них и заградотряд Чища, и внутренние войска, что возможность, техническая возможность у них уже появилась нас выселить в 44-м году. В том дело, пока что технические возможности у них ограничены. Выселить бе, но Ахмабар и Генда Аллах, и там Бахлах, и если произойдет еще какое-то восстание, сопротивление, то могут, да. Пока что. Кстати, Тесла, я вот знаю историю своей семьи, как моих дедов выселяли. Я могу сказать, я не слышал о сопротивлении. Как будто бы их врасплох застали, и люди как вот вышли там на улицу, их собирали. Я тебе расскажу. Как будто бы не было дело, ты как поймешь. До этого они занимались герцхадош. И причем они точно в такой же маневре это происходило, кстати. Это просто царюк один в один. Так должен раз царюк окружить зачистить. Шиши автомат. Оил с каждого дома цауни один где, иначе бошта. То есть то же самое, это не придумка нашего времени. То же самое царь Иделина. Например, Ивац, Деда Дауи, Деда, он пошел к яркости, купил там 2 винтовки и отдал. У него оружия не было, но с него требовали. И вот таким образом откупались множество людей от этого. То есть отдавали им герц. Потом что они сделали? Когда они заметили, что герц хадяхкан, или, грубо говоря, разоружение чеченцев на какую-то часть частично произошло, на сколько процентов я не знаю, можем только гадать. Когда это произошло, они приступили к второй фазе.
Вторая фаза выглядела так. То есть уже 44 год до границы этой Польши доходит советские армии. И типа Карпаты шел, что, наверное, штука, короче, Венгрии, границы, там, Словакии. Что типа там для тренировок, для этого солдаты пришли на учение в Чечню. То есть типа тоже горной местностью, широта, короче, и поселили в каждый дом солдат. По 2, там, по 3, там, иногда офицер, короче, какой-то лейтенант старший попался на наш дом. Он, кстати, нас, этот раз спас нашу, бабки, деды их спас. Он предупредил их, короче, предупредил их, что ханшу, короче, машины вас повезут, возьмите с собой мешок муки. Многие вообще ничего не взяли. Это же? То есть они спаслись из-за этого. Но все равно не все спаслись, все равно в общем, все равно погибли, но благодаря этому мешку и выжили тоже. Они расселили каждому этот дом, и типа праздник скоро и с провокатором, кстати, те же эти религиозные, скорее всего, использовались наши авторитеты, Сюли Молниш, типа вайкан цана собрать то есть это как бы временная мера. То есть в строжайшей тайне держал. Вот даже этот Гаски, вот этот лейтенант, он не сказал куда, не сказал это, сказал, завтра возьмите с собой мешок муки. Все. Рискнул и выслал информацию. Я скажу, это мощный ход, потому что я бы вот на их месте тоже бы не понял, что происходит. Ну, Да, поехал, никто не поверит, что можно вот такую купить. Нас там 800 тысяч человек, весь Ельцин, Томбош, еще у Гитлера конкретно сила немецкая, короче. Вообще не факт, что еще он это проиграет даже, короче. Может все закончится там, короче, перемирием. То есть еще не ясно. Поэтому люди просто голову не может прийти, что можно я целый народ взять и, короче, закидывать. И когда вот уже станции уже понимать начали, они начали расстреливать, то есть расстрелять от случая шитерства, короче, движение. И начали, закидали всех в вагон и вперед. Технический маневр. Также они вот это делали, собрание на Хагула больше, и резко с автоматчики эти НКВДшные, 100 тысяч, по-моему, 120 тысяч НКВДшников было выселять. Резко, что короче, Герц будет проверять. И говорит, каждый пытался избавиться от Маузера, револьвера, Герц, и говорит, царь, из этого круга выпускать этот Герц, револьверы, там всякие, наганы, то есть они по полной программе пытались всех разоружить перед этим. То есть это фаза 1. И поскольку всем этим делом командовал, Сталин давал разрешение, а операция командовал Берия. А Берия вот эти свою эти все советы от него. И Герц Хамуда Герган аж добегать царь, это вот хайргузимские истории, Ханвай Богус. Знаешь, раз совет, что для Шорш Бу, короче, Берии и Джугашвили. Хотя бандитство делал, так могут, массу обрек, чтобы мало, грабитель банков. Конечно, он все знает, что как можно ногти выселять. И они выбрали самый плохой период. Вон там корейцев, там весной, даже крымских татар, там, по-моему, в марте или что-то. А нас выбрали самые, то есть специально быть. Откуда это нелюбовь у грузинов, чеченцев тогда была? Не грузин, Что нельзя сказать. Элиты, короче. Я не буду куда говорить, Ибрахим, это элита ихняя такая, короче. Она всегда ложилась, там живет, и то она под одной империей, то под другой империей. То под одной подряд, то под другой. Нахам выехал, я не буду распространять на горные районы, где наши родственники живут, вообще-то говоря. Тесла, Кечершка, Ленинца, Асуни, молодежь, яциш, дуалу елурьолш, молодежь, яц, дох клоузер, ду вайчар, там я достижений, знаешь, дох клоузер, ду ойлистиалох, тхаюрта, дин духи.
Шайл молодежь, да? Да, гулин, лоузер, дуэль, йода, пел, гобин, сразу машин штебет, набег нируш. Герц хадуакши или işte докумш diyelim там каждом операция была. У них хорошие консультанты были вот эти. Гумдеш. Они, кстати, сначала попытались, и очень такая история, я вот не знал, от него узнал это. Теркис, Малгобеки, Тигакоч, могли немцы, то есть Гитлер не пошел в сторону Кавказа, а повернул на Сталинград. Но он же мог и Кавказ, а потом уже, но он, знаешь, вот он, суеверница, он ждет Сталинград, Сталин, значит, конец этого, нет, пропагандистский, он дает медийный. Исченца, эффект Хелицана или что-то у нее было, но он или он пользовался советами эти гумху шло нахуй и групп пьются Ананербичу, который там типа эти советы дает, короче. И еще махал. Они, может, сказали, короче, тигивы так палкербон, лучше давай туда, короче, палтеса. Нельзя это исключать. Так вот, и когда он этот Малгобеки, они взяли наших, короче, всех, короче, окопщах, тут яркий дабиганца. Все почти от 16 до 50 массу населения. Туда пошли белши. И они там сидели несколько недель. Белши там. Представь, немцы, Хабяхч, была бы чудовищная война. То есть я подозреваю, что наш Берия, руководитель этого обороны Северного Кавказа, который специально это сделал, чтобы эти гидей немцы. А Герзл, что они там сидят в окопах, Герзл толком. 2 месяца они там сидели, и многие ну, день моя, что-то за день можно. Ну, помнишь, дезертируют, короче, на Москву, они дезертируют, чеченцы дезертируют. То есть я 100% и беревская, сталинская выходка была сначала, чтобы немцы нашу эту мужскую половину поубивали, но немцы почему-то тогда там больше, я не знаю, и негры, и Гитлер, ну, взяли, повернули. Нет, Тесла, это была не ошибка Гитлера. Он понимал, что Сталинград, Гаякша от Северного Кавказа полностью отрезать бойха арцем. Железка там же проходила, Кузар-Навьючек, Бакур, нефть качать, Кузар-нефть через Волгоград шло. Он же мог нефть захватить, короче. Это тоже Подтверждаю, окопами, подтверждаю, Билшсанец, Герга Нахаласика. Цацигер Хавич, Чуала Изваш, как и Матилин Баршенька. Куз чувствуешь, крюк я шалецо, ему это не нужно было вообще. Сталинград, Гаякняри от Северного Кавказа полностью отрезаны, хочешь говоришь. Это как бы синица, журавль в небе, а синица в руке грозненская нефть. Это считается ошибкой его сегодня. Забрал и сразу залил танк. Бензиновый танк шматовец. 76-й бензин. И тем дикте, ну, сам почекнут, да, да. Учена, уезжал был заметить, на ситуация, да, ты шоу, да, лучше хлорид. Хастар бывшина из ситуации, вот ты ему свои кино царс, он сказал, вот что, и царс что, дадут, что камера, ладуя, что за минут 2-3 ладуя, когда сказал, что делишь, и дадут, что камера, ладуя, что 93-й, 92-й, 94-й годы российские телевидения, но сейчас, дебу, сын хашвар, что, да, спеки, и самого чва и чхена обычно и тем и камел de чхена со стороны чуен соглас чунновые шадыги пророссийские агент думать камел до чва дадует читать а сувать чего заметить наша душа не я заметить чего аллиш из отца хилдо и камел чва мада велиш Можно в рамках дискуссии. В рамках дискуссии.
Пусть говорят, а вы возражаете и разбиваете аргументы. Не, я хочу يدعموا أكثر تيم كيتو تسلا. В рамках дискуссии. И что, да, понятно. Возможно, в том, что с нами произошло тогда, в том, что нас Русня туда отправила, тоже чеченцы были виноваты, были недостаточно умными. Продолжаю эту логику. Нет, Прицама до СМ Тесла заметили последнюю неделю особенно. Видимо, долго слушали и приняли решение. Заходят какие-то личности, как будто бы они поддерживают эту площадку, как бы единомышленники, но они перехватывают автоматом весь этот разговор, всю эту диалог, дискуссию, не знаю, как это назвать, все берут в свои руки и до утра не отпускают вообще на свою рулетку, короче, свою пластинку крутят, и не поймешь, о чем он говорит, что он говорит. Вроде бы он единомышленник, одновременно он... Короче, дай площадку те полностью сбить уже заметили, на каждый вечер это происходит последнюю неделю. Есть несколько человек этим занимаются. Просто работу этой площадки переводят в другое русло. Сделайте запись и забаньте. Так, доказательства. Запись. Вот за это забанили. Все. Некоторых записи. Аноним Цахата дает классик. СМС не сборы, забор. Абсолютно не спор. Все совершенно. Имам Шамильский тактик. Имам Шамиль Ват, Байсан Гуру. Вы окружение Ватина Гуат. Тун тактик. Площадка Шиелсан, короче, переформатировать его. Стал такой добрый, миленький, хороший. Мы все хорошие, как бы, ну... Турпал, пришли мне имена всех. Тесла, у меня, например, на Берсера есть запись, где он пытался оправдывать Россию и пробрасывал российские нарративы. Я скидывала это людям, но его не блочат. Берсер не скрывает, что он враг, он находится. А почему его тогда нельзя заблокировать, если он даже не скрывает это? Это наш оппонент. Между собой, мы дебатируем с нашими врагами и пытаемся победить их в споре, чтобы зрители пришли, им интересно послушать нас. А вы что там между собой, кому мы нафиг нужны, кому вообще интересно сюда заходить? Я просто хотела блокировать, блокировать, как это вообще решается? Не сбор Тесла, Всевышний можешь поднять рынок. Он говорит, блокируй тех, кто прикидывается своим и при этом саботирует наши эти движения и бахты. А так, любой наш оппонент, враг, welcome, короче, на диспут, короче. В любой момент, короче, любой из нас может спокойно поговорить. Акулья стая. Ассаламу алейкум ва Бехмадуш, непонятно, камел шешбек, шпас тем сбивати. Сербшег дал цемегу, камел шундю сошел. Нет, если они действительно это делают с целью, то человек от этого призу шум дать. Надо заделать запись, подловить и продемонстрировать. Опустить его вес Тесла, опустить его на морально-волевых. Нет, сега удваем Тесла. Момент лучше, момент был нахбу и вчера больше на момент лучше. Они подвигают свою тактику, да, встретил, и чуть-чуть. Да, понятно. Понятно. А выставлять будет, да, встретил. Они под другими никами сидят, слушают.
Тесла, Питере, а под другими никами Питер, сидят, но вы слушают. не должны ничего бояться. Вы, Под короче, Оля пропустите. Знаете, косите, что они под Оля да. косят. Вред, но зато мы отыграемся. Все, Да, все, проблем все, нет. я понял. И мертвые дельфины, На всякий случай, арвелари. на Бардеш, всякий случай пришли. они как Пришлите будто мне именно. против, Тесла, они как будто против ислама, но они подрусские. Они в России хотят, русские хотят. Ну, как Ну будто и здесь против ислама. Мертвые дельфины на месте. Enti, Он как раз iş tumşeyin dagdiyen olç, moderator, şmuş bu aşın, iş liçku yazdayış, iş masana dahi işi kabinş sadeş kuçva. Артурик, тажим истолетинш, боғыла, ташиқо хаттар беда сырсыда. окей, давай интервьюируй его. Артур, твой выход. Артур, Связи, Амусов. Хуек YouTube чат ролики, насун тебе задают вопрос, русские типа были изгнаны там из Грозного, то все, что ты об этом скажешь, и ты им говоришь, чего дык жуап делара. Цигабел был нохчон худовой, которым некуда было ехать, и которые там остались, и которые погибли, десятки тысяч чел. Приблизительно из жуап делар хаус, хайден чхаттарн. Султ я айдлот хамум цейлерой, как концерт от меня тешь, кидеш, вождешь. Там в совокупности, конечно, это тоже докинулось в общую, тоже этот ролик гуляет где-то. Честно говоря, сейчас с возрастом я ответил бы не так жестко, я, по-моему, даже мат там использовал, а это был прямой эфир, телеканал О2 ТВ, музыкальный телеканал, примерно как MTV того времени, Муз-ТВ, такого формата. О2 ТВ. О2 ТВ, по-моему. Ну, неважно, это им не обязательно. Да. Конечно, были последствия. Вот, и это в довесок пошло к тому, что я, когда на большом концерте на стадионе в Лужниках вышел, покрасив тело, торс покрасив в флаг свободной Ичкерии, выступил, это и оно есть видео в YouTube, по-моему, в 2003 это было. И потом это еще в довесок. Да, конечно, это последствия были, само собой, нас отменяли везде, с дельфинов сразу стали снимать с эфиров, блокировать на радио, не брать песни, ну, по-всякому они... Само собой, да, конечно, были последствия, что сейчас даже, видишь, мне даже тяжело говорить об этом, настолько я это тогда переживал, тяжело, еще молодой, амбициозный, у меня поперло конкретно, и тут такое. Да, последствия были. Второй вопрос. Написано, что группа образована в Назране. Хонох чуй, шонох чурдацари, дуахар хулшхайна. Сонох Чуву, конечно же, я шатойский, и мать, и отец все оттуда, материнские Зубайраевы, отцовские Ацаламовы. Но по факту, именно как первый состав, группа действительно была образована в городе Назрань в 96-м году, когда я приехал после первой русско-чеченской как беженец в Ингушетию. Единственное, у меня идея, конечно, появилась еще в Грозном, еще во время войны. Первые песни я там написал, и песня «Мертвый город» была написана непосредственно находясь в Грозном. Но, само собой, о какой группе могла идти речь, когда нас там бомбили плотно? Мне не надо вам рассказывать, как это было. То есть это просто невозможно, ни технически, ни никак. Приехав в Ингушетию, местная филармония в городе Назрань позволила мне на их базе, у них была бесхозная аппаратура, на ней никто не играл, честно говоря, это были дрова, но для меня это было золото. Ну, такие дешевые гитары, там, совсем дрова, но это было золото. И они мне позволили, Беркл, я буду помнить всегда это, этим воспользоваться, приходить, играть, репетировать, дали мне помещение. И на базе этого я собрал первых ребят, которые мне просто визуально понравились. Нормальные там были парни, так на понятиях, не колхозники. И первая группа была образована там, да. А первый мой бас-гитарист, он сейчас очень известный адвокат в России, Ахиль Гавкалой, наверное, вы его видели, слышали, он ведет такие громкие дела.
Он первый басист, он ингуш, первый бас-гитарист. Так что да, по факту, как группа, была образована в Назране, но идею и песни, первые песни «Мертвых дельфинов», включая «Мертвый город», я привез уже из Грозного с войной вместе. Между Хенца проектом это живет, это умерло, ты в России, не в России, если можно, И разумеется. можно, никаких проблем абсолютно. Я с 2009 года живу в Германии. Тут семья у меня, дети, все на свете. 5 детей у меня, 5, 2 сына и 3 дочери. Ну, сыну уже 23 года, младшему 8 лет. Что еще? Группа, она не умерла, проект я не закрыл. Где-то пару лет назад выходил новый альбом. Очень хороший, качественный альбом. Если кто-то интересуется, может быть, слушал, послушайте. Альбом называется «Тихий не океан». Все песни, все альбомы, 3 официальных альбома у группы. Первый – это «Одуванчики для канареек», второй – это «Любовь в метро» и третий «Тихий не океан». Плюс 10 синглов отдельно выпущенных. Последний, по-моему, в прошлом году был выпущен, называется «T-Killer». Они все есть на всех площадках, на всех стримах, там YouTube, Spotify, везде, Google Play, везде есть эти песни. Кто интересуется, может послушать. Куча народа по всему миру их слушает. Группа на волне. По сей день у нее очень хорошие цифры по прослушиванию. Ежемесячно приходят отчеты от этих. В общем, я рад, ни черта не делаю, а все равно, видишь, народная любовь не проходит. И по сей день многие песни, особенно на «Моей луне», они на плаву. То есть группа живет. Я сейчас учусь на кинорежиссера, учусь снимать фильмы. Снял первый фильм уже свой. Вот там парни, Тесла, ребята его видели, даже помогали мне со сценарием, накидывали идеи. В фильме снялся наш актер, наш Нохчи парень, многие его тут знают, Сурхос Угаипов, он сыграл главную роль. Вот, учусь на кинорежиссера, буду делать фильмы, да, а «Дельфинов» я не закрыл, и я полностью уверен, что мы еще пошумим. Ребята, мы еще погремим, обязательно это случится. Песни пишутся, альбом новый готовится потихоньку, но приоритет кино, конечно, сейчас я студент, я учусь. Вот мне скоро 50 лет, а я студент. Такие дела. Последний завершающий вопрос, когда Дарул. Вот будь у тебя абсолютная свобода и абсолютно такой вот выбор о чем угодно, какими угодно словами, но вот самую главную песню в своей жизни, вот если бы ты мог написать любыми словами про что угодно, вот про что бы была эта песня, как бы ты ее назвал? Вот там термоядерный вопрос. Здесь, наверное, можно до бесконечности философски отвечать из серии, как только ты напишешь свою лучшую песню и что скажешь, что она твоя самая лучшая, ты как творческий человек закончился. Все, ты закончился. Есть, я считаю, правильное мнение, что творческий человек, занимающийся любым творчеством, это скульптура, живопись, это литература, он всегда должен быть недоволен собой. Даже при том, что он тщеславный и на самом деле собой доволен, все равно он должен быть собой недоволен и все равно должен считать, что лучшая песня не написана еще, лучшая книга не написана, не спета, не снята и так далее. Ну, у меня, конечно, есть песни, которые мне нравятся, но они точно не для, наверное, не для нашей, не для Нохчи аудитории. Слишком свободный текст, слишком скандальный. Я всегда был такой, за это меня здорово критиковали, слишком я себя свободно чувствовал, не ограничивал себя в текстах, использовал табуированные темы, особенно для нашего менталитета. И, конечно, я за это получал много критики, говна поел, как говорится. Но все равно я считаю, что в творчестве нельзя себя это ограничивать. Поэтому вот так отвечу. Не должна она быть написана, не должна быть спета. Всегда надо быть недовольным и каждый раз думать, что вот в следующий раз я сделаю еще круче. По-моему, так. Новое поколение, мы тебя, неограниченность нам даже нравится. Отлично, я рад, что мои 2 копейки пошли в правильную копилку. Хорошо. Мне вообще не Артур, нравится. как называются фильмы, где можно посмотреть?
Ой. Фильм называется Then the Silence Sleep. Это Talks. Это название придумал Тесла. Переводится как «Когда тишина говорит». Это на самом деле кино такое очень авторское. Я его снимал как свою курсовую работу. Это короткометражка, там хронометраж, по-моему, 20 с чем-то минут, 22 или 23 минуты. Я вчера его выложил в YouTube. Его можно там посмотреть. На немецком языке он там. Хочу общий чат чуть и ссылку на Там проблем я фильм смогу скинуть, если у меня Dick права Dead. есть. Если права у меня есть в чат что-то добавлять. Там Я проблем, я вон в чат зайди и скинь ссылку солдат. согласен. Сейчас, секунду. Когда я задавал вот этот свой последний вопрос, я думал, ты ответишь приблизительно, что ты бы написал песню про правление сегодняшней власти, правителей, про то, какую большую ошибку мы допустив развал Ичкерии, ну и про сам геноцид чеченского народа, соответственно, Алды, Самашки. Я думаю, что про это надо снимать фильм. Не зря же я на режиссуру пошел. В песне, мне кажется, это выразить объективно, а уж Ну, тем более... высмеять хотя бы, вот высмеять медали, высмеять академические вот эти холцарях, ученые степень, докторский, мокторский, богш, и лучше золотые унитазы, там же такой простор для творчества, мне кажется, нет? Я тут Ну, это хотела не сказать, можно... совсем творчество, это скорее больше, наверное, музыкальная сатира была бы. Это часто используют рэперы, как фит написать на кого-то, на что-то, высмеять. Больше, наверное, жанр хип-хопа или рэпа к этому подходит. Я сложно себе представляю такую песню про те же золотые унитазы и про все это в каком-нибудь, вот в моем стиле. Ну да, как, там... ну как, Шевчук же это делает в своих песнях. Я не оспариваю, я не спорю. Я просто говорю, если бы такое делать, если как-то озвучивать наши проблемы, я бы на это лучше сделал через кино. Это гораздо более зрительно, емко, это гораздо больше механизмов и спектров это показать лучше. Музыкально я пробовал озвучивать наши проблемы. У меня, я считаю, есть два музыкальных памятника, если хотите, памяти наших трагедий. Это песня «Мертвый город» и песня «Моя Чечня». И для меня вторая, удивительно, что она не стала известной среди чеченцев, ее практически никто не знает, а вот почему-то в России ее очень знают, постоянно просят. Именно те, для кого я ее писал, с кем я хотел этой болью поделиться, к сожалению, не знают они ничего. Она есть в YouTube, ее можно послушать. Так что пока тема далеко не зашла, я вот один момент хотела прокомментировать, если можно. Конечно. Вот про то, почему не снимают вот это про медали, про золотые унитазы. Вот я думаю, что это наоборот вредно, потому что вот именно этим занимается русская пропаганда хороших русских, так сказать. Они выставляют вот этих людей, которые сидят в оккупационных структурах, как нашу власть. Но это не является властью, это просто нанятые люди руснёй, которые осуществляют контроль за чеченцами. Вот, это просто структуры. И это никакого отношения к чеченцам, в их выбору не имеет. Это, наоборот, сказывается негативно на господи, слова вылетают из головы. На имидж, да, на имидж чеченцев, как будто бы это люди, которые чеченцы выбрали. Короче, все эти нарративы русские, они вот натягиваются на вот эту картину. Это нельзя так. Я, честно говоря, не стал бы все это действительно писать, про них песни, снимать про это фильмы или еще что-то делать, потому что смешнее, чем оно есть само по себе, я думаю, не сделаю. Там уже и так все смешно. Я бы, наверное, экранизировал бы все-таки более красивые вещи, которые с нами происходили. Например, вот недавно в беседе у Теслы на канале был эфир, там было много людей,
И всплыла такая история, когда наша учительница чеченка, и с ней еще были помощники тоже, педагоги, ребята, они выехали, по-моему, в Нальчик, наших детей повезли вот типа санаторий, что какие-то путевки такие оздоровительные, повезли группу детей в Нальчик на, ну, как-то, короче, реабилитация или не знаю, как это назвать, просто детей отдохнуть повезли в Нальчик. Это как раз было незадолго до того, как началась Вторая русско-чеченская. Их туда вывозят, они там отдыхают, им уже надо возвращаться, там осталось небольшое количество дней, вот они должны возвращаться, все, деньги, средства, все кончились, они должны ехать домой. В этот момент нашу республику опять блокируют, опять началась война, естественно, сами понимаете, ни интернета, ни телефонов, там ничего в то время у них не было. Даже если они и были, это какие там года, 2000-е, это было очень недоступно для всех. У них точно не было этой мобильной связи с собой, ни соцсетей этих не было, там ни в WhatsApp, никому ничего не напишешь, их просто не было физически. И вот представьте, она с этими детьми, с чужими детьми, взяв на себя эту ответственность, эти родители их ждут, и непонятно, где их дети. Я просто представляю себе эту ситуацию, зная наш менталитет. И она, будучи в чужой республике, ей нужно пробраться уже в оккупированную второй раз за короткие сроки Чеченскую республику и вернуть детей всем родителям живыми, не имея с ними ни связи, и вот они какими-то там путями, какими-то окольными вот этими вот всеми местами везли этих детей домой уже опять в Чеченскую республику под огнем, под бомбежками, возвращать этих детей домой. Мне показалась эта история достойной экранизации, очень хорошая история. Я попросил Теслу связаться с этой женщиной, чтобы с ней законнектиться, интервьюировать ее, много раз записать все факты, очень много с ней поговорить, потом найти этих детей. Нашелся в этом же чате, оказывается, присутствовал парень, который был с этой женщиной там в качестве педагога и помогал ей, он в курсе, он тоже готов поучаствовать, дать информацию, рассказать, как было. Вот такое я экранизировал бы здорово, с удовольствием. И даже была идея, что если, допустим, на экранизацию не найдем деньги, то есть никакой какой-то там большой продакшн скажет, да, не нужны вы нам чеченцы, нам про вас не интересно, мы там, про Украину хотим, или там про бабуинов хотим, про кого угодно, там, про бушменов, нам не интересны. Даже в этом случае мы запустили бы информацию в наше чеченское комьюнити, просто запустили бы процесс краундфандинга, да, там сбросились бы все с миру по нитке на экранизацию этого фильма. Там каждый, не знаю, по 10-20 евро кинул бы, уже что-нибудь дособрали бы сумму. И экранизировать. Такая идея появилась. Вот это было бы снимать гораздо интереснее, чем чьи-то туалеты, унитазы. Я понимаю, что ты в сатирическом смысле это говоришь, но я вот просто говорю тебе, что вот такое экранизировать про нас было бы гораздо круче, мне кажется. Еще привели в пример какого-то русского певца, как его звали, фамилию. Шевчук Юрий. Шевчук Юрий Вот, Шевчук. который сатиристические песни пишет про власть. Но дело в том, что это невозможно сравнить с нашей ситуацией, опять-таки продолжаю эту тему, потому что это действительно то, что там Кремль, Путин, и это все это их власть. А у нас то, что там существует, это не наша власть, а Ты это их пропустила, структура. стой, ты пропустила момент, когда я сказал, если бы у тебя был абсолютный простор для любых действий, любых слов. У меня Но это не абсолютный имеет простор, значения. Массад, у меня абсолютный Имеет простор, это я значение. свободный. Вир Мауэс. Сону соглашала. Я свободный, никого не боюсь, видишь, я не скрываюсь. Есть видео, где я свежий достаточно, вместе с ребятами из Чеченской демократической партии критикую. Нет, она просто немного недопоняла мой вопрос. Вообще суть моего вопроса была в что том, касается о чем бы ты Шевчука, сам хотел, смотри. о чем бы ты сам хотел написать такую вот свою значимую такую песню, вот что-то типа там «На моей луне», ну, на этом уровне, вот что запомнится. Не знаю, я как пишу по наитию, как в голову приходит, так и пишу. Я не сажусь специально. Один раз в жизни я написал песню специально, которую я захотел написать. Это случилось после просмотра фильма «Горбун из Нотр-Дама». По-моему, еще Сальма Хайек играет там Эсмеральду, старый фильм.
очень впечатлил. Я помню, я даже, по-моему, прослезился. Так меня поразила эта сцена, где его били в тюрьме, и он так поднимает руки, говорит, за что вы меня так? За что я все это терплю и без того природой обижен? И так сильно меня это задело. Я единственный раз, когда я под впечатлением написал песню, заранее зная, о чем я хочу писать. Эта песня называется «Квазимода». Она есть в последнем альбоме, вот в «Тихом океане» она есть, так и называется, «Квазимода». Все остальные песни, они просто раз появлялись, и все по щелчку сами. Бог в голове, пошла мелодия, пошли текст, пошел сразу. Вообще хорошая песня пишется 15-20 минут, не дольше, потому что озарение приходит. У всех так, не только у меня, я думаю, что так у всех. Быстро ты осветился, в голове все стало понятно, картинка сложилась, все, ты ее видишь прям, буквально сел, записал слова, взял гитару или фортепиано, какой инструмент есть под рукой, наиграл и понимаешь, что все получилось. Вот так у меня было и с «На моей луне», и с «Мертвым городом», и с «Котики-наркотики», все так родилось. Hatta demegi, va? Мегдер, хат. Оша, там случайно актеры не нужны? Случайно не нужны, а вообще, конечно, нужны. Да, нужны. Я могу там, может, проходящий там, не знаю, пакетом. Мегдер, ты знаешь, что я буду иметь в виду. Я вообще могу вертушки делать там, не знаю, что-то. Масад, а насчет Шевчука у меня вообще к этому парню есть претензия обоснованная. Я знаком с ним, с Юлианычем. Сейчас он крепко выступает против того, что вот Украина, очень он крепко прям такой весь хороший стал, весь он такой за жизнь. Но если вы помните, к нам он прекрасно приехал поддерживать, так сказать, наших ребят, которые убивали наших, и его наши ребята. Он прекрасно приехал в Чечню, играл для них концерты для солдат. Он и для солдат играл, он же потом на «Динамо» для всех сыграл. Но это потом, когда ему объяснили, поэтому в этом Да, смысле... но он это комментировал, типа, я был готов играть для всех, не только для русских. Это он уже оправдывается. Я знаю эту историю, я знаю, я с ним знаком. Более того, я знаком с Бекханом Барахоевым, который мне закулисную эту историю тоже рассказывал. У Шевчука была история, когда он по пьяни, набухавшись с этими солдатами, извините, помочился на наш разбитый президентский вот этот дворец или дом правительства, который был символом нашего сопротивления. Они просто пошли и помочились на его развалины по приколу. Вот набухались, все, ну, по водке, знаете, как у них это бывает. И когда ему дали понять, что это бесследно может не пройти, тут же он стал все делать для всех, тут же он стал подтягивать, помогать, пытаться помогать Бекхану Барахоеву тоже на этой почве, что вот смотрите, я и чеченцам помогаю, вот это вот все у него началось. На самом деле претензия к нему есть. Когда у нас была война, народ, он прекрасно приехал поддерживать своих ребят, пел для них песни в окопах, наши парни, вот туда, вот сюда, и вот это вот все. В этом смысле мне гораздо больше нравится позиция того же Гребенщикова, я музыкально не то, но я как человеку. Когда у него спросили, а вот Шевчук поехал, он говорит, ну Шевчук поехал петь для тех, а для чеченцев кто петь будет? И что, мне больше это понравилось, намного. Тесла, артист, певцыш, и Харамом Шмяльел ваш Булнах, насколько сильно будут востребованы, нужны в нашем новом чеченском государстве, где не будет этого будулачества. Всем по 50 пар и на гей-рок их выше. Установим настоящий шариат. وين أصعب بورصة قوتي يا أخوان. Бурсага будет министром культуры. Он был бы актером, режиссером, писателем. Ты уверен? Тесла так, культура, рок-групп, шпоп-певцы, Я прошу прощения, у меня в личку переспросили про историю с детьми в Нальчике. Они не в Нальчике попали под обстрел.
Они в Нальчике оказались тогда, когда в Чеченской Республике началась вторая война, и она опять стала заблокированной. В этот момент они находились в Нальчике, по путевкам детей отправили. И им нужно было вернуться домой уже в военное, опять военное положение, когда опять в Чеченской Республике шла уже вторая война, это вторая война была, чтобы вернуть детей родителям. Вот такая история. Они не в Нальчике попали под обстрел. Они из Нальчика возвращались уже в обстрелянную домой, чтобы вернуть детей родителям, не имея с ними никакой связи, ни мобильной, ни... И, естественно, уже когда они пришли на территорию нашей республики, там они уже и под обстрелы попали. Потом этот парень рассказывал, что они где-то там в развалинах одну ночь с детьми провели на минутке, где-то там остановились, чтобы как-то спрятаться от всего. Там такая история была серьезная. Тесла Иждери, я правильно что рассказал? Так же было все? Да, но насчет, правда, второй войны не уверен. Может, это было 48 часов объявить и момент на шею. Но я тоже, как сейчас, короче, не уверен, что это... Вот Да, Не-не, я это точно помню, после что они августанских сказали вторая событий война. было. Это после августанских событий это было. Да. Ага, хорошо. Вот отдельно, что и историю ее надо как-то заживить, и преувеличивать и делать как бы зрелищный этот entertainment. А что документально пошагово и целое такое. Если, короче, чтобы... проблема по мотивам яшмы. Да, ты прав совершенно. Ее можно художественно украсить. Тем более, как сказал наш дорогой чеченец Гэндальф, хорошую историю грех не приукрасить. Почему бы и нет? Это фильм. Оша, я могу сыграть этого Басаева. Французам можно вертушка и очень, короче, чтобы было интересно. Вертушка очень полная. Хорошо, я буду француз, я буду иметь в виду. Я говорю, отлично. Связи адует. Да, мола. Бол бар. Актер юж валады. Асесур шагом давайтарё. Бесстрашный. Отлично, хорошо. Да, вертушка, что замачивал. Француз сега макам ю, плотный макам экбецер, чувачуацон. Макам ночма ума бог дацу, убог дуца, как мобила. О, мухцаха, макам ю чукчуашу. Макам уяра. Бел дацага сони макам бо куду. Стоп, Кино можно сниматься, только без грима, пожалуйста. Почему ты не любишь грим? Кто вы такой? Я не узнаю вас в гриме, боже. Я актер больших и малых театров. Моя... Я всегда становился больше. Тесла сагдин чхатан жопцы для Как-то да, как-то дом сюда я виноват, что ли? Рок-групп, певцы, рэпер, поп-певцы, певички, швайхаюк и бол бюлбелч. Мы будем с этим бороться? Церковь тоже должен. Яхана Лидуэз. Конечно, будем бороться. Всех соберем и на Колыму золото пусть забирают. Управляем. Басаевские трюки, захватим и все. То есть войной Керл Чечня, им не будет места. Абсолютно нет, не всех. Я вас уверяю, им абсолютно не будет места в нашей шариатской Чечне. А Муцураев? Его надо послать захватывать Аляксу. Иерусалим захватывать. Гитарки, Белан, запасной блонд за Эл. Муцураев, хороший бат, Иерусалим, Адичан, Адцевита, гитара, как бы чан,
Шематова гитара yok. Приезжал, что музыкает. Вы этот фильм Компания у помните? него плохая была. Француз, подожди, вы этот фильм помните? Антонио Бандерас Луштата. Отчаянный или гитара Я шпрак не тебя отсутствую. герзде. Барчуа. Во, и пусть возьмут с собой гитары, и легче телефон тоже. Вот. И сам гитара был. Иерусалим хаят. Тесла, у него там продвинутая была, там ракеты у него вылетали из кофра, там все серьезно было. Я могу это организовать, у меня как раз специалист в этом вопросе. Артур, он юрта да горы. Я помню такого парня, да. Но ты с ним лично не знаком, не пересекались вы? Пересекались, пару раз пересекались, да. Сонам шишевой шуме, тердик. Нет, мы не друзья и никогда не были. Ну, так, знакомы были. Молодец, Уэз. Цана никому ничего там не подлизывает, Рил Болбеш. Ашу интервью гум вечерна, он всегда обходит вот эту тему. Хунса о Рамзан Ахматович, он гоца до лицахеттер, что цинк он говорит, цин соу цик шварт бода нахсун гоца веш, я вот справляюсь из вашего лица. Хорошо, молодец, отлично. Ну, я к тому, что он тоже был своего рода пионер, такое первое громкое имя было. رمضان أغماتوش ودي قوم دي نوين بعد قال Мелохчан, Вейн. واي قوما وغدي نسوي Асфальт, или масана асфальт, ухиштарин, мәждик, что إذا халдеш. أسفل يوسف вообще общем وعندنا يوسف Хужар, что мәждик, что деш, больнич, что динадер, кого уешшун, шун кого уеш. Макрон, Уэхан, По, Не подходишь, вот да, воли, да, был лих, харпарту, и шитинши парту. Йол шерхай. ديريو Тесла, Макронин, зодчо, бетхт артуш, видео, хайжарё. Селхам Генес. Серьезно? Серьезно, что ли? Да, Вот это прям, за что? Тесла прям, короче, не вовремя Это открыли дверь самолета, не вовремя открыли, и камеры уже конкретно все туда устремлены, и он стоит в проходе, и она ему прям руками по лицу, бау, что-то толкнула его. Вот, сначала они пытались... Случайно? Нет, специально Нет, толкнули. я Случайно? называл, бетхуми алитариян. Что-то не пойму. Макрон вот эту... Сначала вообще они пытались подать это как, типа, это сгенерированное и видео, но потом у них это не прокатило, и они признали подлинность и сказали, ну, семейные, типа, разборки, ничего страшного, с кем не бывает. А может, Путин там заплатил ей, короче, там, да, Джиндела, чу Тесла, чу Джиндхал, Холсон, Базболчали или на... Это я не могу понять вообще, как это. А я могу понять, Она- Тесла, так это, что вот с такими ребятами явно, поэтому у Путина и получается то, что получается, потому что противостоят ему вот такие вот ребята, без душка. Ну, Макрон, значит, я не вижу таким Путин, дикбяхалука по-любому. По-моему, Просто это Трамп такой, запутал. уже я никому и не верю, ни Трампу, ни Макрону, никому из них. Мне кажется, все это цирк с конями, все они там в одном хороводе танцуют настолько. Я понимаю, что это очень маргинальная мысль, я понимаю, но они же настолько достали. 3 года каждый день обещания, вот сейчас, вот последний, сейчас добавим, сейчас дожмем, там танки у них там проржавели, здесь у них колеса сдулись, тут у них патроны кончились, вот это все уже 3-й год льется, или 4-й уже, на уши вот это все,
А сами, как свои хороводы танцевали, как нефть, газ продавали, все так же и происходит, никуда не девается. Я не верю уже никому, несмотря на то, что это достаточно маргинальная точка зрения, но все равно уже просто там некуда верить, палец некуда ткнуть, чтобы там вот себе пробоину правдивого света найти и хотя бы в щелочку на правду смотреть. Нету, все уже, засрали весь эфир, извините меня. А что, Ну, Путин Европа всё- лучше, что ли? Путин это вообще гниль, он вообще должен сидеть пожизненно в Путин тюрьме. лучше у собак, не отвлекай на ненужное. Путин лучше у собак. Вообще-то Европа все равно впрягается. Конечно, она сам неоднозначная. То есть там Балтийские страны 100% поддерживают. Англия 100% поддерживает. Польша и Чехия тоже хорошо поддерживают. Ну, по-разному там это поддерживает. Греция плохо поддерживает. Венгрия вообще не поддерживает, а только палки в колеса ставит. То есть Европа разные, там нельзя их все сказать, что они там все играют. А Макрон, мне он нравится, он самолеты дал. В Америке самолеты не дала. Он эти хаммер-бомбы дает, короче. То есть он много чего дает. А скальп шмаются, давно уже они эти скальпы дают, просто их мало, они дорогие. Но с англичанами вместе они дают. Просто мне кажется, на Макрона давит Трамп. То есть Дик Deutsch. Он даже ядерку предлагал Макрон, ядерный щит Европы заменить американский на французский. А там я вот сам же Трамп говорил, что он любит Макрона запугивать этим, что французский рынок, шатарив ширю, пошлин ширю 200% больше, запугивать, что он сам это рассказывал. То есть мне кажется, Макрон такой, он довольно-таки против Путина выступает хорошо, неплохо. Несмотря на то, что ему его баба зарядила по лицу, он все равно как бы мы вообще и да, говорит, вообще мачо бегал короче, на Путина, короче, короче. Мне кажется, сейчас хороший шанс ему, короче, доказать, что он, да не, я тут вообще, короче, я даже Путина могу поломать. Момент использовать надо. Так он ядерное оружие целовал, боже, Зеленский, вати, и Сухошвили. Такое ощущение, что все Не, все, слушно было. А грустных, он шеш. Где бурные аплодисменты? Хорошо, Тесла, я буду надеяться на твой оптимизм. Мне он больше нравится, чем мой. Поэтому, окей, будем надеяться, что ты прав, а я нет. Я в этом вопросе я не против ошибиться, готов возглавить список тех, кто ошибается, потому что если я прав, то дела обстоят паршиво. Сегодня, ты что думаешь? Подожди, какая твоя сегодня точка зрения? началось большое наступление России, кстати, летнее. В Сумской области они захватили 4 приграничных села и по полной пошли, короче. Какая твоя точка зрения? Он так не сказал. Я говорил же только что, говорил. Она не блещет мудростью какой-то или там инсайдами политическими. Я просто вообще не вижу никого, кому бы я мог верить и чему слову доверять. За эти 3 года в этом политическом информационном эфире с разных мест, с разных стран я наслышался таких прогнозов и таких обещаний, которые ни одно из них не сбылось. И каждый день это мы вот без 5 минут миллионеры, вот все, завтра все закончится, завтра, и вот уже 4-й год идет или какой. Никак с этим Путиным никто разобраться не может, и у этой сволочи все получается. Все, что он задумал, может быть криво, может быть там с костылями, но так или иначе свою тему он все равно тащит, и это здорово бесит. И поэтому я уже не знаю, кому верить. Просто я уже на них смотрю, как на клоунов, которые вокруг одной и той же елочки хоровод водят все вместе и нас всех за уши тянет. Я понимаю, что это слишком, как я уже сказал, маргинальная точка зрения, но у меня просто не осталось другого выбора. Мне некому верить. Я не знаю, кому из них верить. Они все балаболы. Все верно, я сегодня уже о том же говорил. Но мне кажется, что вот в том направлении оно идет. По чуть-чуть, но мне кажется, что оно идет в правильном направлении. В смысле Путину капец, да? Ну, я вначале, когда Трамп заявлял, что сейчас помиримся, мне, конечно, это не нравилось, но
все так происходит, что даже Трампу приходится говорить, что мы сейчас Россию накажем. Если Россия себя будет дальше так вести, мне кажется, ему даже придется перед своими избирателями какие-то меры предпринимать. Трамп настолько себя дискредитировал, уже в него, по-моему, никто и не верит. Сам выйдет, он заедет, просто поболтает и успокоится. Его просто вынуждает возглавить это. Он даже Сенат заявил, что все, без Трампа, с Трампом сейчас санкции свести. Или так он, ну раз их вводит, то пусть это будет как типа ябу. Шишт примазаться будет. Вот. И Путин власть, и Хало. Он говорит, что Украине, как это, мы не будем обратно возвращать Крым, что это бог. А Индия, ой, что НАТО, мы не будем нападать на НАТО бог. А он нападет, потом по башке получит. Не, я ж сегодня уже говорил, вам надо понимать, мы когда здесь, здесь в Америке обсуждали, допустим, что такое Европа, что такое их армия и какова их зависимость от Соединенных Штатов. Тут люди уверены, что Европа на данный момент не является сильной стороной. У Великобритании по 140 тысяч военнослужащих и других стран. По-другому они считают, что самая мощная нация, и поэтому Америка имеет очень сильное влияние на Европу. И в связи с этим, как Америка разрешит, так-то и делает, по большому счету, в плане военной этой темы. Но обычному американцу наплевать, что там происходит. Я имею в виду более новые поколения. Старое поколение, конечно, против России, но, видимо, вот эти вот старые, вот этот опыт старый. А новому вообще наплевать, как будто бы там какие-то племена друг с другом воюют. Но Трамп вышел и обещал, что он такой великий президент, такой мощный парень, что он вот-вот раз-раз и все там остановит без всяких проблем. А это у него не получается. Сенат чуть-чуть негодует. И мне кажется, просто вот эта ситуация, когда Трамп дал России все возможности, и риторика была, в принципе, пророссийская, а сейчас риторика потихоньку начинает меняться. Венс заявляет, что Россия многого хочет. Трамп начинает говорить, что Путин сумасшедший. То есть она чуть-чуть меняется, и мне кажется, просто потому, что они чего-то обещали, им придется менять эту политику по отношению к России. Если раньше у России была возможность помириться, и сейчас есть, но, видимо, они этой возможностью не пользуются. И, следовательно, вторая сторона, как Америка, она уже начинает чуть-чуть менять свою позицию, может быть, начнет вовсю помогать Украине оружием, я не знаю. Но эта позиция меняется, это хорошо. А это последний шанс где был у Путина? В Турции, да? Последний, по-моему. Второй, Как? третий не будет у него. Не будет, это последний срок, и он хочет, как решала, его превращают, как не превращают, его называют везде в Белом доме как dealmaker. Я не знаю, как русскую сказать, короче, чувак, который сделки совершает. Короче, крутой Тесла, как это сказать? Крутой, Скажем так, крутой договаривающийся чувак, что, бля, сейчас я в адском остатке. да, его везде так представляют, и вдруг он тут обещал, что я там сейчас все наведу порядок, и все, а его слова, получается, ничего не стоят. Он же часто это говорил, на предвыборной гонке говорил, целый год говорил, после выборов говорил. И на каждом, я смотрю у него, каждый раз, когда у него в овальном офисе репортеры находятся, они постоянно задают вопрос, а что там с Россией, а что там с Украиной, а вот украинцы все там подписали, все сделали, а Россия что, а когда... И они его ставят в такое положение слабака. А вот это он терпеть не может. Ему меньше всего нужно положение слабака, потому что даже в последних статьях, он когда пишет, он везде внизу пишет, это не моя война, я ее не начал, это все вина Байдена. Он пытается себя ответственность снять, что он не смог договориться. Они его этим тыкают. И мне кажется, если они будут его тыкать так часто, они его так дотыкают, что он что-то придется ему делать.
Макроном Карпиоха Боши, Ластиба, или самого бывший YouTube забитый на царе. На самом деле, ты охладатель, просто что на тот год, что есть, на тот из-за сейчас залог за школу, на тот считай, подавите на отсюда. Там уже развод неизбежен, потому что она унизила этого первого человека, там, президента. Француз без видео, без хажа, и Батяш, на тот, Не понимаю, ну что как это, и геносон, что батяш, дальше? что так был, так И был. что дальше? Даже если она его побила, какая разница? Я смотрел когда про Наполеона. Никто не может сказать, что он был слабым человеком или не смелым. У него жена ему изменяла, и он это знал, и он ничего с этим не делал. Это менталитет. Но при этом он был великим полководцем и очень сильным человеком. Трамп هو president وشخنا زوجين كيف حالات كيف دعوة سنجريش Изуд из Трампа, это душевая на самом деле. И до арго почал Ахмадари из-за отсига ключлять либо позанили, потому что сюда и рыл кадул чегаш изучен этикет хара Трамп дебилан модель дич этикет саха идер сигадик. إيش هم ثاني وعدوا هم ده зачем да и все и вот мы бог да ты тут он гатит ты ну шесть раз был человек ничего не значит Ладно, يخوف الزبير ديت مكشتو كجواز مكشتو فديلا. Да, сега моду заранее до дисмо дюцицерце советник была мода сега как была что аромадис что арго бушон да за что может туда кугло сицедювечу ну в смысле мой зуда моя алевой да Трамп ще автоматом ще дитстел я удала как халаз вроде уго как надо давала как надо терпце. События президент, события я люблю Бог. и углит холгада шунвей да отелих да президент лучше один бог холгада шунвей отелих Согласен, и сега Макрон юашват не или идти целом да согласен был просто это дует просто инфо харинде но тут я YouTube Макрон я сделался сразу Макрон получил пощечину сразу заголовок шалил ну Еги власти шиацы пропагандистский канал ждать что Макрон получил, и недавно был инцидент, у него на столе нашли подозрительные предметы, бог, что это салфетка шиаца, стол окоренил, и шутит, судя уже привязательный, что пусть это будет. не ламон вас бог выехал лайк что наверное да Ой, не говорю, ой, власть, кусами кора. Открыл, открыл. Очень ничего отдать, сам получится. И вы, дела не волосло, очень дуйте, младшего очень чудо. 100%. Запар, запар. Так что его ждешь, холгада, чтобы отели, что. Sa video Генерсов Саудовская Аравия спустя 73 года отменяет запрет на алкоголь. И бодуйте. Дудер уже виски выпустите, лешь, можешь, безалкогольный. Халал гамми, насмотря этикет. Саидавиш гетчвелирсо, шигладуохиан, наптай мацвелин из. Ну все, извиняйте. Ватурку грешил. И Москва 127 миллионов, да, говоришь, Холливуд. Уж ног чем бацтишь.
شيء نوتي والله شكوي شوتها Aldı kadu. وشكور يرخلت و شا 120 مليون да Москва Сити сега хочет дух. И что там, показалась пробка впереди, что ли? Да, хай, ну, عليها дух 127 миллион и мел аску примерно по 5000 Москва. Дука 5.